Селам алейкум, хайрлы шамлар, хайрлы күнлер, сайғылатыр телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Яны авта башлады, яны айға кірдіміз бүгін августның 2-сі. Студияда сізлер үшін біз чешіт түрлі хаберлеріні музыкер етмеге девам етеміз. Жанлы яйнында чалышқанымызна мен да бір кере қатырлатмаға істейм сайғылы арқадашлар біздерге жанлы шекелде телефон шмаға имканымыз бар 067-63-46-130 біздерге Viber вастасыйле телефон шмаға имканымыз бар еді скайп адресімізні құлана білесін satr.tv бұйырныз біздерге телефоны ачыны сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Айтқаным ке біз яны айға кердік август айына не қадар яз олса да август айында Украинада, дүнияда чешіт түрлі әдеселерінің өткер өлмесі, кечір өлмесі, керчеклештірілмесіні беклемектеміз. Мәлім олғаны кебі 23 август күні Қырым платформасы олажақ. Соңра 2 август айында Донбасс меселері бойынша үш тарафлы контакт группасында бірді-бір елерлерге керчеклешежеге бекленіле. Бұнен бірлікте шымды Қырымда бір чоқ сесима бүстерінің давалары бақылмаға девам екенде, мисал оларға алушта группасында қабатланған сөз Қырым татар бізім мабуслерімізге Яқын мүддетте үкім шығарылажағы айтылы адвокатларымыз тарафындан, емде умумен алғанда саяси мабуслер меселесі бұл күнлерде менің фікірім дады чоқ мұзакер етілмелі, дады чоқ лаф етілмелі ки давалар девам ете, махкемелер девам ете, саяси мабуслеріміздің аллары ақында күн аписханелерден вейләхи хаберлер аламыз ве вазиетнің дешетлі біралге чеврілгені көрмеге мүмкін. Бүгін ишғал етілген Қырымда Қырым бірдемлігі тешкіляты өзінің невбеттеки топлашывыны өткерілді. Анда чеш түрлі адвокатлар Ростов-на-Дону шерінде Украина консулосы кибі ведігер фаалер иштирак еттілер. Адвокат Лилия ханым гемиджи бізлешімді жанлы бағда телефон вастасы или Лилия ханым, селям алейкум, мерабаныз. Алейкум селям. Лилия ханым, сізін баққан даваларыңыз ақында мен бүгін сізнен біраз лаф етмеге істейм. Мәлім олғаны кебі кечкен авта 4-ші бақчысырай группасы бойынша махкеме давалары өткерілген еді. Сіз анда адвокат оларақ чалышмақтасыңыз. Асылында бұл 4-ші бақчысырай группасының махкеме давасы ақында лаф етежек олсақ шымды о насыл севиеде бұлына, насыл этапта бұлына? Бахчисарай группасыны сорадыңыз. Екінші Бахчисарай группасы, яда үшінші Бахчисарай группасыны лаф етесіз. Сонки кечкен авта үшінші ғалиба, үшінші Бахчисарай группасы бойынша махкеме давалары өткерілген еді. Бұл махкеменің кеч шаты ақында мен тавсиятларына өгренмеге істередім. Мен мүмкін олса русша деп берейін. Бұйырыңыз. На прошлой неделе состоялось заседание по 3-й Бахчисарайской группе, где происходил допрос свидетелей, которые были вызваны по инициативе стороны защиты. В данном случае допрос происходил сотрудников ФСБ, которые принимали участие в обысках либо других следственных мероприятиях, а также сторона защиты приглашала дать охарактеризовать наших подзащитных, ну и, собственно, могли дать какие-то сведения по обстоятельствам дела. Все ФСБ, которые допрашивались, память у них работала достаточно избирательно на вопросы стороны защиты, которые касались каких-либо деталей и которые могли бы показать на несоответствие следственных действий действующему уголовно-процессуальному кодексу, они не помнили, либо говорили шаблонно, как того требует уголовно-процессуальный кодекс, понятых, которые были получены, а не показания других свидетелей, принимавших участие в следственных действиях. Свидетели стороны защиты, они все исключительно положительно характеризовали наших подзащитных. Это были представители разных конфессий, представители разных национальностей. При этом они все в один голос утверждали, что никто не склонял их к тому, чтобы сменить религию. Они утверждали о том, что они не действовали по отношению к себе.
конфессии или из-за своей национальности. Также говорили, что никто не распространял какую-либо литературу и не призывал к вступлению в какие-либо организации. На наши вопросы относительно того, что им известно о подготовке захвата власти в Российской Федерации, все отвечали, что это абсолютно абсурдное обвинение, которое никоим образом не применимо к нашим подзащитным. Все показания, которые были получены, они зафиксированы и будут использованы стороной защиты как с прениях сторон, так и при необходимости в последующих. Алло. Да. Eşittim. Ya Leyla Hanım şunu sormak isteyeyim. Anlaşıla ki İMAİCi tarafının şartları hakikaten bizim siyasi mabuslarımız hakkında zaten doğru şeylerini aytalar, hakikatini aytalar ve onların kabahatsizliğini zaten biz hepimiz bilemiz. Ama mühim olgan işgalci demek kadı mahkeme sizin takdim etken şartlarınızga aslında böyle dikkat ete mi onların aytkanlarını ala mı, принимает к сведению, ya da bir şekilde onların sözlerine dikkat ayıracaklarına umut etmek gerek mi? К сожалению, это надеяться не стоит. Показания свидетелей, которые приглашены стороной, они исключительно, скажем, для того, чтобы люди, следя за процессом, понимали, что никакого отношения к терроризму защитной не имеет. То, что происходит в момент допроса, говорит о том, что у суда уже есть, скажем так, определенное мнение, которое будет озвучено в итоговом решении по данному уголовному делу. И я бы хотела привести небольшие примеры, когда сотрудники ФСБ, участвующие в допросе, откровенно, скажем так, ерничали, отвечая на вопросы стороны защиты, либо вели себя, получали замечания. Алло. Сотрудников силовых структур. Лейля Ханум, алло. Да, я слушаю. Лейля Ханум, а можете, пожалуйста, последние два предложения продублировать? Мы перестали вас слышать на ваших словах относительно того, что сторона обвинения ерничала в суде. И... Сотрудники ФСБ, которые допрашивались в качестве свидетелей, вели себя откровенно хамски, ссылались на то, что сторона защиты абсолютно некомпетентна, не знает действующий уголовно-процессуальный кодекс, при этом не получали, то есть относились к стороне защиты неуважительно, при этом не получали никаких замечаний со стороны председательствующего в судебном заседании. Но когда сторона защиты отказалась продолжить допрос, ссылаясь на прошу прощения, на забывчивость этих свидетелей, то тогда защита получила замечание с занесением в протокол судебного заседания. Естественно, этому будет дана оценка, и, соответственно, возражения действия председательствующего будут приобщены к материалам уголовного дела, но это четко показывает, что без пристрастности речи идти не может, и здесь идет явное нарушение статьи 6 Европейской конвенции по правам человека. Leyla Hanım, eğer 3. Bahçesaray Grupasının şimdi şartlar dinlevi etapında bulunsanız, mına sizin tahminlerinizge göre işgalciler hukumunu ne vakit seslendirebilirler ve bu dava benim bilgenime göre çoktan sozula, yani ne kadar da sozulmasını bekliyorsunuz? Ну, я думаю, стороне защиты еще будет предоставлено несколько месяцев, это будет, наверное, 2-3 месяцев для предоставления своих доказательств. Это будет допрос, еще продолжится допрос свидетелей стороны защиты. Родственники пригласили порядка 40 свидетелей, они еще ожидают своего допроса. Это будет приобщение альтернативных заключений специалистов по делу, ну и, собственно, ряд кадавров, которые подготовит сторона защиты.
Я думаю, еще уйдет, наверное, месяца 3, прежде чем будет вынесено итоговое решение по данному уголовному делу. Леля ханым, шуну сұрайжақ да мына мәлім олғаны ки бұл Қырымда чоқ махкемелер олып кечем Хизбут Тахрир давалары сөзді Хизбут Тахрир давалары бойынша сыңра дегер іште недоносительстве деген бойле бір чоқ давалар да мевжуд бұндан ғайры чешік түрлі қабатлавылардан семедешерімізге апсылниханелерге отырталар. Мына етерлі дәрежедемі адвокатлар ватандашлық корчалайжылары шымды бар Қырымда. Яны етемі сияси мабуслерімізге адвокатлар шымды? Ну, я бы хотела в первую очередь отметить, что в Южном окружном военном суде порядка 10-13% от общего количества рассматриваемых уголовных дел это крымские кейсы, это дела в отношении наших единоверцев и наших соотечественников. Это достаточно высокий процент, как, скажем так, по отношению к общим делам, так и для Крыма это достаточно высокий процент. Те дела, которые рассматриваются в Крыму, это те дела о недоносительстве, они, собственно, единственная перспектива, на которую рассчитывает сторона защиты, это перспектива в международных инстанциях. И с учетом тех нововведений, которые были введены в уголовное законодательство, в действующее уголовное законодательство, необходимо проходить этап кассации, которая признана эффективным средством правовой защиты, что и будет сделано. Вот сегодня, скажем, все те дела, которые были возбуждены здесь, в Крыму, по отношению к нашим единоверцам, соотечественникам, они, ну, понятно, что следить за этими делами, что они не имеют никаких перспектив. Более того, те люди, которые уже освободились, отбыв в полной мере то наказание, которое применило к ним российское правосудие, подвергаются повторному наказанию посредством предъявления исков, административных исков о установлении административного надзора в виде достаточно больших ограничений. Это и ограничения на выход в ночное время, на посещение массовых собраний. Это системная регистрация в отделе полиции, что по сути говорит о том, что даже если ты отбудешь то наказание, которое тебе присудят в суде, не говорит о том, что тебя оставят в покое, и ты будешь находиться под бдительным оком сотрудников полиции, причем что это бдительное око, оно абсолютно необоснованное, противоречит ряду положений Европейской конвенции по правам человека, а также Международного пакта по правам человека. Ve şunu soracağım bana Leyla Hanım bugün demek siz Ukrayna kıtasına da kelesiniz mında çeşit türlü press konferensiyalar ötkərəli çeşit türlü demek halkara teşkilatlarının keçirgen tedbirlerinde iştirak etip siyasi mabuslarının vaziyetini anlatasınız. Sizin fikrinizce mına Ukrayna hükümetinin siyasi mabuslarını korçalagan insanlarga binayen yardımı yeterli mi? Ну, со стороны государства по отношению к своим гражданам проводится определенная работа. Мне сложно оценивать, насколько эта работа достаточная и насколько она эффективная. В любом случае она могла быть более тщательной, более эффективной. И сейчас как раз таки ведется подготовка для обсуждения. Время покажет, что эта площадка будет эффективной, и даст какой-то фактический результат. Сейчас государство должно уделять больше внимания правовой поддержке тех дел, информационной поддержке тех дел, которые сегодня находятся в производствах, и также не оставлять тех граждан, которые подвергнутся незаконному уголовному преследованию после вынесения решений судами.
Çok sağ olunuz Leyla Hanım, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. Leyla Gemici advokat bizle canlı bağdaydı. 3. Bahçesaray gruppasında bulungan siyasi mabuslarımızın dava keçişatı hakkında tarif etti ve hakikatinde siyasi mabuslarının vaziyeti ve mahkeme davalarının nasıl şekilde ötkerilgeni hakkında malumatlarga sahip olduk. Nevbetteki advokat Aydır Azamatov bizle canlı bağda. Men şu meseleni onu takzim etmezden evvel şu meseleni laf etmege isterdim. Mına malum olğanı ki şimdi Kırım platforması yakınlaşkanın bu platformada. Selam aleyküm Aydır ağa, merhabanız. Aleyküm selam. Aydır ağa, şimdi demek Kırım platforması yakınlaşkanın biz bu platformada nasıl meseleler koterilecegini öğrenmege başlayımız yavaş ve hususan geçken hafta Kırım'da Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisi Anton Karinevich'nin aytkanına göre Kırım platformasının esas böyle meseleler sırasında bu siyasi mabuslarının meselesi olacak deyip ayttı. Mına siz bunu nasıl görüyorsunuz? Sizin fikrinizce Kırım platforması siyasi mabuslarının meselelerini, dava keçişatlarını, azat etilmesine ve ilahri bu gibi bir yardımını gerçekleştirebilecek mi? Yani Kırım platformasına advokatlar ve siyasi mabuslar umutlar besley mi? Ну, по моему мнению, само название уже о чем-то говорит, Крымская платформа. Она в первую очередь должна касаться проблемы и решения проблем, связанные с людьми. А люди, которые сейчас находятся в условиях СИЗО, в тюрьмах, за пределами Крыма, больше всего нуждаются в помощи. Поэтому я думаю, что Крымская платформа первоочередно должна сконцентрироваться на решении этих проблем. Если она будет эффективна и людей перестанут преследовать, и людей освободят из тюрем, потому что мы считаем, что они абсолютно незаконно там находятся, тогда это будет положительное событие. Мое мнение, в первую очередь, нужно об этом говорить там. Buna eğer mahkeme davaları ve keçişatları hakkında laf edecek olsak, benim bilgenime göre siz Aluşta gruppasında Kantemirov'ni korçalagan advokatlardan birisiniz, doğru mu Aydır ağa? Ve Aluşta gruppasına endi aman hukum çıkarılacak eken hakikaten o eylemi ve dava keçişatı şimdi nasıl etapta? Вот 5 августа будет очередное судебное заседание. В прошлый раз, 29 июля, мы были в Ростове, и суд еще раз завершил стадию судебного следствия, потому что первый раз мы вернулись, то есть после завершения первой стадии мы вернулись опять на стадию судебного следствия, чтобы мы могли дополнить, там прокурор, если он хочет, мог дополнить судебное следствие. Мы, в принципе, и дополняли его, просили вызвать 2 экспертов, которые делали заключение, и, по сути, так скажем, по их вине, по их, насколько я уверен, из-за их некомпетентности в области религии и в исламоведении было сделано заключение, и это заключение было положено в основу уголовного дела, и сейчас людей именно в том числе из-за этого заключения держат в следственном изоляторе и судят. Судебное следствие завершилось 29 июля, и прокурор еще раз выступил в прениях, по сути, ничего нового не сказал, те же сроки, те же доводы, по сути, необоснованные, то есть абсолютный формализм, на мой взгляд. И 5 августа сторона защиты приступит к участию в стадии прений. Но я думаю, 5 августа этим не закончится, потому что 8 человек, 4 адвоката, 4 подзащитных. Мы, скорее всего, не успеем 5 августа. Это и будет следующая дата. Но все ближется к тому, что суд в скором времени вынесет приговор по этому делу. Я прокурор не kadar yıl talep ettim bu sergi?
э, Халилову Ленуру он запросил суммарно путем сложения 19 лет лишения свободы и 1 год 9 месяцев ограничения свободы. Мгм. Мисутову Руслану 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также 1 год и 9 месяцев ограничения свободы. Нагаеву Руслану в совокупности 15 лет лишения свободы и 1 год 6 месяцев ограничения свободы. И Кантемирову Эльдару, моему подзащитному, 14 лет в совокупности лишения свободы в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы. Как ранее в материалах дела имелась информация о том, что, возможно, будут судебные штрафы какие-то, потому что вот у моего подзащитного Кантемирова Эльдара было имущество арестовано, автомобиль был арестован, мы об этом говорили в суде, но прокурор не стал на этом на этом заострять свое внимание, только лишь ограничился, просив наказание в виде лишения свободы, и все. Я Айдараға мына 19 ел, 18 ел, 15 ел, 14 ел кебі бойлы бойық демек мұддетлеріні неге эсасланып прокурор талап ете? Sadece мұны сізін юқарда айтып кечкеніңіз бұл чешет түрлі экспертлерінің чықарған хулясаларына мы? Яғни не үшін бұл қадар бойық мұддетлер? Ну, я так скажу. Вообще уже последние 3-4 года вот эти вот дела, связанные с обвинением в участии в террористических организациях, в запрещенных организациях, ну и ко всему этому они еще вменяют попытку насильственного захвата власти. Все это основывается на 2 или 3, по мнению следствия или гособвинения, доказательствах. Первое — это показания секретных свидетелей, которые сами же принимали участие в каких-то этих собраниях, встречах, но в суде почему-то они свидетелями являются, а наши подзащитные обвиняемыми. Хотя роли, по сути, одни и те же, но если так теоретически подходить к этому моменту и объективно. Второй аспект — это заключение судебной лингво-религиоведческой экспертизы, которые проводят абсолютно некомпетентные люди, у которых образование там, филолог, кто-то из них, кто-то историк, но никак не религиовед. Есть лингвисты, да, безусловно, есть лингвисты, но лингвисты здесь не главное, здесь главное заключение религиоведа. Так вот, те люди, которые делают эти заключения, по сути, они не являются религиоведами. По сути, они не являются исламоведами, а на наш взгляд, для того, чтобы дать оценку действиям людей, которые собирались и о чем-то говорили, там должны быть такие специалисты узкого направления, которые бы вот детально расписали, все-таки в их высказываниях есть лозунги или призывы к экстремизму или терроризму или нет. Они вот эти вот, я их даже не знаю, как назвать, ну, образно скажу, историки или же люди, которые считают, что они разбираются в религиях. На самом деле они не разбираются в этом, я уверен в этом. Поэтому мы и хотели их вызвать в суд. Bu sözde ekspertler olar Kırım'dan mı? Yani Kırım sözde ekspertlerini celp eteler mahkemeye ya da başka Rusya teritoriyasından? В первое время, еще в первых уголовных делах, принимали участие так называемые специалисты из Башкирии, но после их неудачных выступлений в суде мы в суде удостоверились в том, что эти люди совсем не являются специалистами. Следственные органы ФСБ перестали к ним обращаться и переориентировались на другой университет имени Акмуллы, который в Казани находится. Но даже это им, по сути, не помогает, потому что если
они пишут совсем непонятные вещи, непонятные для нас, непонятные для следствия, лишь только указывая в заключении, что этот человек имеет отношение к организации Хизбут Тахрир, запрещенной организации. И такими действиями они пытались захватить власть. Исследователь, даже не разбираясь, так скажем, делает обвинительное заключение, указывая на это заключение. А прокурор, гособвинитель, он приходит в суд и говорит: ну, у нас есть заключение, у нас есть секретные свидетели, которые это подтвердили, вот, все, они виноваты. Но мы так не считаем. Мы все-таки считаем, что для того, чтобы людям давать 18, 19, 20 или 15 лет лишения свободы, ну, как минимум, постараться нужно доказать их виновность в том, что им вменяют. А мы считаем, что их вина не доказана. С начала 2015 года, когда начались эти уголовные дела, не было ни одного специалиста или эксперта, который бы убедил бы нас в том, что действительно в действиях этих людей есть преступный умысел и преступные действия. Они просто сидели, говорили о религии, некоторые даже в мечети это говорили. Мечеть — открытое место, туда может любой прийти и поговорить об этом. Мына bu ekspertler hakkında Edemağa Simidlayev galiba benim yayınımda advokat o da tarif etken edi sanki dersin bu sözde tilşinaslar demek bizim Kırım Tatarlarının özara münasebetleri ve böyle subetleri devamında mına subet sözünü kullandılar ve bu subet sözü sanki dersin Hizbut Tahrir'ge alakası olgan ve sadece onların kullangan bir sözü dep ayttılar ki biz mına laf etkende zaten bu sözünü kullanamız. Yani bilgenimiz tercümesi beseda degen bir şey. Yani hakikaten de mi bu gibi olmayacak böyle esassız şeylerini bu tilşinaslar getiriyor? Ну вот в этом-то и парадокс, что люди, которые решили, что они религиоведы, они могут давать оценку некоторым словам и делать привязку этих слов к каким-то организациям. На самом деле слово «сухбет» — это арабское слово, и их используют многие тюркские народы, в том числе и в Турции, в Таджикистане, в Узбекистане, Казахстане и много где, и во многих арабских странах. И когда даже, я вам открою даже, так скажем, некоторые секреты, связанные с формулировкой в обвинительных заключениях или в самих же постановлениях. Там слово «сухбет» иногда следователь пишет «субхет». Он даже не понимает, что это означает. Он просто берет, пишет иное слово, которое совсем другое значение имеет. Я вообще не знаю, что такое субхет, но я знаю, что такое сухбет. И когда я вижу в документе слово субхет, у меня вопрос к следователю или прокурору сразу: а что это за слово? И даже некоторые прокуроры, они даже не хотят понимать, что это такое. Они просто берут, перечитывают, что написано. И когда они это все читают в суде, я вот слышу, что он вместо слова «сухбет», например, говорит «субхет». Он просто читает, как написано в документе, и все. И он считает, что он правильно сделал. Хотя, если бы был бы религиовед нормальный, или же человек, который разбирается в этих словах, он бы сразу понял бы, что он ошибку совершил. Но тут никто не разбирается в этом. Вот написано ошибочно, они так и читают. То есть это опять же говорит о формальности всего, что написано, и прямо указывает на политически мотивированность этих преследований. Айтырғам, сіз айттыңыз ки, демек бұл mahkeme давалары үш сөзде избатлар üzerine esaslana ve birincісini bu секретный gizli şartlar деп айттыңыз. Yani siz анда mahkemede bulunasınız. Мұны tahminen bu gizli şartlarının kim olganını siz şahsen anlaysınız mı? Yani bilmem, siyasi mabuslarını anlay mı? Belki de bunu canlı yayında böyle aytmağa olmaz. Fakat siz özünüz anlaysınız mı bu insanların kim olganını, bu gizli şartlarının kim olganını, ya da belki de onlar asıl da yoktur. Ну, адвокаты в основном не могут знать, кто это, потому что они с этими людьми никогда не встречались. Безусловно, из 100% случаев, 90% случаев наши подзащитные узнают, кто это такие, потому что они также виделись и общались на каких-то там
мероприятиях. Мгм. И они, может быть, не сразу, но по интонации речи или же, так скажем, когда человек по своему характеру есть активный, есть пассивный. Есть люди, которые пассивно ведут себя полностью весь допрос, и люди, которые сидят за решеткой, понимают, о ком речь идет. То есть они знали этого человека, и когда они виделись еще на свободе, у них был некий человек, который себя так пассивно вел. Ну, а больше некого. Они там, если было 5 человек, 4 сидит из них в следственном, ну, было 6, например, да, Мгм. 4 из них сидит в СИЗО, ну, соответственно, тут даже методом исключения можно понять, кто находится в тайной комнате. Есть просто активные, которые начинают спорить, которые начинают говорить адвокатам или подзащитным, что они неправильные вопросы ставят или зачем они эти вопросы задают. По этим признакам тоже определяют наши подзащитные, кто находится в этой тайной комнате. Мы всегда говорим суду, что да, у нас нет никаких намерений их как-то там преследовать или же оказывать давление. Мы, в принципе, понимаем, кто это, поэтому нет смысла даже их скрывать. Но суд говорит, что нет, вот человек опасается за свою жизнь, здоровье, хотя никогда еще не было фактов угроз или же причинения вреда кому-либо из секретных свидетелей. Люди знают, кто это, они понимают, кто это. Они живут с этим человеком в одном селе, в одном городе, но к нему никто не приходит и не говорит, ты вот такой, ты вот так делаешь, так не делай. Это его желание знать, что он выбрал такой путь. Но наши подзащитные, безусловно, понимают, о ком речь идет, и там долго не надо гадать, кто это. Есть различные так, методы, способы, как определить, кто находится. Ну, первое — это методом исключения. Мгм. Если было бы 100 человек, это сложнее выявить. А если там было 6-7 человек, 5 из них сидит в тюрьме, а 2 приходят в суд как секретными свидетелями. Ну, смысл их секретить, если уже и так понятно, кто это. Ve Aydırağa da öyle olsa boya sualını vereyim. Mına siz ayttınız ki endi 5 avgust günü Nevbet'teki mahkeme davası olacak ve tartışmalar, yani preniyalar olacak ki bu demek 5 avgust günü her şey yetiştirilmez ve Nevbet'teki dava tayinlenir. Ama herhalde mına hukum çıkarılması alışta grupasına endi az kala o günge. Mına nasıl düşünüyorsunuz? Mına yukarıda aytıp geçkeniz 19, 18, 15, 14 yıl bir şekilde azlaşabilir mi? Ya da öyle şekilde kalacak ya da belki işgalci kadılar daha da çok talep edecekler, daha da çok hukum çıkaracaklar. Mına beklentileriniz nasıl? Как показала практика в этих делах, обычно суды уменьшают срок, там, может, на 1 год, может, на 1,5, в том числе и связанное со сроком по ограничению свободы, но не более. То есть, если запросил прокурор, например, 19 лет, то, возможно, суд даст на год меньше или на 1,5 года меньше. Ну, это с точки зрения статистики, но я не исключаю разворот событий, связанный там, относительно с недавним приговором, который, согласно которого мой подзащитный Эрнест Аметов İyi. был признан невиновным, ну и был в зале суда освобожден. Мы, как защитники, будем стараться сделать так, чтобы были такие случаи, чтобы людей не просто, так скажем, по формальному обвинению отправляли в тюрьмы. Конечно, шансов у нас очень мало. Российская судебная система так устроена, что оправдательных приговоров, к большому сожалению, меньше 1% из всех, из 100%. Поэтому, но мы делаем все возможное для того, чтобы, если есть хоть какой-то шанс, если есть недоработки у следствия, если есть недоработки у гособвинителя, мы пытаемся использовать эти недоработки, чтобы, чтобы хоть как-то препятствовать вот этому формальному подходу к этим уголовным делам. Потому что сроки просто кошмарные.
по сути, некоторым такие сроки — это, по сути, пожизненное заключение или же даже смертная казнь. Потому что если ему, например, за 60 лет, и он получает 19 лет, например, как Халилов или Мисутов Руслан, то это, по сути, последнее место, где они проживут свою жизнь, это будет тюрьма. Но мы будем стараться все возможное делать. Опять же, есть надежда на Крымскую платформу, что как-то поднимут этот вопрос и первоочередно рассмотрят вопросы политузников и кого-то хотя бы из них, я понимаю, что всех сложно будет освободить, но кого-то хотя бы людей, у которых есть проблемы со здоровьем, я ни в коем случае сейчас не отдаю предпочтение кому-то, чтобы никто не думал, что вот надо вот этих, а этих не нужно. Нужно освобождать всех, безусловно. Но есть люди, у которых большие проблемы со здоровьем, огромные проблемы, и они просто не выживут в этих условиях. Нужно этих людей освобождать. Şimdi birde degenlerine göre Rus hapishanelerinde koronavirus hastalığı darhalmağa başladı. Mına keçken hafta biz böyle haber aldık ki Oleg Fedorov da hastalangan Kırım'dan siyasi mabus koronavirus'a. Aslında böyle bir tehlikeler hakikat endi mi çok mu Rus hapishanelerinde? Ну, естественно, мы об этом информировали общественность. Я с уверенностью могу сказать, например, в 5-м СИЗО коронавирус, он бьет рекорды, и до сих пор 5-е СИЗО закрыто на карантин. И более того, руководство следственного изолятора не осуществляет никакой прием с апреля 2020 года в связи с мерами предосторожности, связанные с распространением коронавируса. То есть я, как защитник, не могу попасть к руководителю или заместителю начальника по вопросам своего подзащитного, то есть глазу на глаз не могу поговорить. Это говорит о чем? О том, что коронавирус, он распространяется во всем мире, он распространяется, но в таких местах, как следственный изолятор или в тюрьмах, он больше прогрессирует, потому что массовое скопление людей в одном месте, и там это заболевание быстро развивается. К этому и послужило недавно и заболевание наших подзащитных, и Сервета Газиева, и Ирфана Османова, и того же Нагаева Руслана. Некоторые из них по несколько раз уже переболели, поэтому опасность огромная. Çok sağ olunuz Айдыраға bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniniz ve mahkeme davalarınızın keçiş hakkında tarif etgeniz için büyük teşekkürler. Advokat Айдар Азаматов bizle canlı bağdaydı ve Aluşta gruppasında qabatlangan siyasi mabuslarımızın mahkeme davası keçiş hakkında tarif etti. Beklenilgenine göre yakın vakitlarda endi işgalci mahkeme siyasi mabuslarımızga Aluşta gruppasındaki olgan siyasi mabuslarımızga hüküm çıkaracaktır ve advokatımız Ayder Azamatov'un da aytkanına göre büyük böyle umutlar Kırım platformasına beslenili ki hakikaten Kırım platforması etrafında biz endi çok laf etemiz da ne hakkında laf edecekmiz çünkü bu gibi halkara bir toplaşuvның ötkərəlmesini endi 7 yıldan beri beklemektemiz ve nihayet bu gibi bir meydan teşkil etildi, meydanga keldi ve çok umut etemiz ki böyle bir platformada bu gibi tedbirde ki aytılganına göre endi 29 memleket ve çeşit türlü halkara teşkilatlarını temsil etken şahıslar gelecek ekenler ve onların bir şekilde siyasi mabuslarının azat etilmesine veya ağır vaziyette bulungan siyasi mabuslarının hapishaneden çıkartılmasına dair nasıl olacak? Elbette ki bu büyük sual ama alda siyasi mabuslarının meselesi Kırım platformasında ko'tarilmesi çok mühimdir. Belki de hakikaten de azat etiluf meselesi yönelişinde bir neticelerge erişmege mümkün
olur. Ama anlamak gerekmiz ki hakikaten temel problem ve Kırım platformasının kurulmasına sebepçi olgan ve temel problemini çözmek için kurulgan Kırım platforması elbette ki Kırım'ın işgalden azat etilmesi yönelişinde çalışması zarur. Çünkü siyasi mabuslar meselesi bu birinciden temel problemden yani işgalden çıka biz anlayımız ki siyasi mabuslarını Rusya Federasyası bütün halkını ve yerli iyalini korkutmak sebebiyle böyle bir kullanıf olarak işlete kullanıf siyasetini alıp bara ve hakikaten de bu sebepten temel problem işgal olganı için işgalden birinciden Kırım'ını kurtarmak lazımdır. Bu demek işgalden kurtulup yönelişinde siyasi mabuslar olsun. Sonra Kırım'ın da çok diğer problemleri, hem ekoloji problemi, hem çeşit türlü meydana gelgen diğer sorunlarının adım adım çözülmesi hakikaten de çok mühim bir mesele ama temel elbette ki işgal. Çünkü işgal olmasa zaten bu gibi problemlerle karşılaşmaz edik. Alda bugün bazı siyasi mabuslarımızdan azat etilif meselesi etrafında laf edecek olsak ne yazık ki Rusya'nın elinde hepsi aletler var. Bugün yüzdenesini çıkarıp yarın 500 vatandaşımızını Kennedy'de hapisке taşlamağa ve bu böyle kapalı bir tögerek gibi olacaktır. Aytkanlarına göre o sebepten hakikaten Kırım'ın azat edilmesi yönelişinde bugün Ukrayna hükümetinin hareketleri da faal olmalı ve bu Kırım platforması bu yönelişte ne kadar faal olacak, ne kadar semereli olacak şimdi bakıp göreceğimiz. Çok vakit kalmayız bu meseleni her daim yayınlarımızda da laf etemiz. O sebepten saygılı dostlar bu mesele etrafında siz de fikirlerinizni bildirebilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız her daim vaqtincha telefon numaralarını taqdim etilir. 067 63 46 130 bizlerge Skype ve Viber vasıtasıyla bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz atr.tv. Buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Ben bunu daima yayınlarım devamında aytam ve aytmağa da devam edecekmiz elbette ki. Çünkü Kırım ile bu bağını koparmamak herhalde Kırım'ın böyle bir köprü kurmak bizim vazifelerimiz sırasındadır ve olup geçken hadiselerini aydınlatır kendi böyle bir feedback almak bizler için de çok mühimdir. Çünkü bizim yekene böyle mühim işlerimiz sırasında aslında en mühim işimiz bu hakikaten bunda bulunup olup geçken hadiselerini serbest bir şaraitlerde açıklamak. Yani sizin Kırım'da yapamağanlarınızı ki hakikaten de çok büyük bir sorun var. Repressiyalarga uğray medeşlerimiz baskılar altında bulunalar ve bazı aytılamaganlar ama aytılması istegenler, bazı çözülmegenler, lakin çözülmesi zarur olgan şeylerini mında bulungan, yani anaqtada bulungan Kırım Tatarlarının yapması zarurdur. Zaten mında bulunmamızın yekene maksadı budur. Hiç kimse mında şahsen men ve ATR telekanalında bulunganlar etrafımızda milli meclis azalarımız olsun, faal medeşlerimiz olsun, hiç kimse mında yaxşı hayat kurmak için gelmedi. Her birimizin vazifesi bu Kırım'a çalışmaktır. Kırım azat etilivi için hizmette bulunmaktır. O sebepten saygılı dostlar geliniz beraberlikte bunu yapayıq ve bağını koparmayıq. Hakikaten de bu çok mühim mesele. Ben bu mesele etrafında çok laf etmeye isterdim, çok aytmağa isterdim ama yayınımız ne yazık ki uzun olmağını sebebinde yani bu bölükünü sadece böyle sözlerinin sınırlayım şimdi fikirlerimni, düşüncelerimiz, saygılı dostlar, sizin sesiniz hakikaten bizge çok mühim ve zaten bilesiniz mında anaqtada ATR telekanalı yani yekene birinci Kırım Tatar telekanalı olarak da bazı mali sorunlar ile de karşılaşa ve alida bu günge kadar ATR telekanalı ayakları üzerinde sadece özünün yardımı ile durmağa devam ete ve elbette ki sizin desteğiniz hem manevi olsun hem de maddi destekiniz yardımı ile turamız. Bizlerge manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak
ifade etmege imkanınız var. Bu sizin için hiçbir şey olmasa da sadece abone olup küçük bir like koymak bu 2 saniyelik iş. Bizim için ise bu çok mühim. Bu bizlerge YouTube'da da çok seyircilerge sahip olmağa ve ilk saflarga çıkmağa yardım eti. O sebepten manevi destekni bizlerge YouTube sayfamızga abone olarak ve like koyarak gerçekleştirmege imkanınız var. Zaten biz YouTube sayfamızda hem canlı şekilde çalışamız hem de aman hepsi programmalarımızdan da yükleyimiz. Aman hepsi programmalarımızda olan meraklı kısımlarını anda yerleştirmege planlaştıramız. Bunun ile beraberlikte bizlerge maddi destekni ise Patreon'ımızga abone olarak böyle ifade etmege imkanınız var. Anda abone olsanız Patreon'ımızga Büyük Kırım Tatar Korantası'nın böyle bir parçası olacaksınız. Nevbeteki musafirimiz bizlem canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azası Enver Ağa Kurtiyev var galiba, keliniz onu selamlayık. Enver Ağa, selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Enver Ağa, şimdi biz yayınımızın birinci bölümünde advokatlarımız ile laf ettik, siyasi mabuslarının meselesini müzakere ettik ve bizge yayınga bağlangan Aydır Ağa Azamatov degenine göre bu yakında ötkerilecek Kırım platformasına çok umutlar besliyor. Hem advokatlar hem siyasi mabuslar bu platforma siyasi mabuslarının azat edilmesine yardım edeceği yönelişinde. Siz de böyle yani müsbet bakasınız mı Kırım platformasına? Sizin öyle umutlarınız var mı? Platforma hem siyasi mabuslar meselesini çözeceğine hem de temel Kırım problemini çözeceğine. Evet, umutlarımız var. Belki de anda siyasi mahpuslar hakkında mesele elbette kötürülecek. Kendi belli olan kötürülecek iken bu mesele. Ama neticesi ne olacak? Onu bakacağımız. Ben belesem bu platforma bir rezolüsiya ya da bir karar alır ve o kararın içinde siyasi mahpuslar hakkında bir madde, ayrı bir madde olacak. Ama bu karar Rusya devleti kabul edecek mi? İşte yapacak mı bu, dinleyecek mi onlar? O pek bağlanan sual, çünkü onlar anda olmayacaklar. Tek bu demek bu karar onlara demek bir soracaklar. Bu siyasi mahpusların azat ediniz. Ama edecekler mi, etmeyecekler mi? O pek bağlanan sual. Bu birinciden. İkinciden anda elbette başka siyasi meseleler de götürülecek. Bu siyasi meseleler nasıl olacak? O da belli değil. Ama birinciden bu platforma toplanğanı pek büyük emniyet verecek bizim halkımızga ve bütün Ukrayna'ga. Çünkü ben anlaganga göre 28 ya da 20 kaç devlet temsilcileri olacak. Ve büyük memleketlerden de olacak. Amerika Koşma Ştatlarından olacak. Ve Türkiye'den olacak. Ben belesem bu balaban, bu hükümetler misal için Britanya Haysiler Ukrayna'ya kol tutalar. Bunlar hepsi gelse ve onlar ne müzakereler olsa onlar bir çözüm arayabilirler. Ve çözüm belki de taparlar. Ama son bu kararlar Rusya'ya geldiğinde nasıl cevap alacaklar bu belli değil. Çünkü hep de bir Rusya devletinin müzakereler yapmak gerek olacak sonra. Ya bunu Enver Ağa, şunu soracaktım. Katinde çeşit türlü yani memleketlerinin kelmesini bekliyor bu Kırım platforması şimdi kurulan. Sizin fikriniz yani Ukrayna bu gibi platformanı kurmak için ne için bu kadar geç kaldı deyip etmeye mümkün? Sadece işgalinin 7. yılında şimdi bu gibi teşebbüs meydana geldi ya da vakti de geledi. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu pek sual Ukrayna demek devletine gerek vermegen için öyle yaparlar onlar. Benim şahsi fikrim Zelenski etrafında çok öyle bir insanlar çalışıyor, hangiler Ukrayna devletini sevmiyorlar. Bu sebepten bu tek
şimdiki prezidentin etrafında değil, diğer prezidentlerin de etraflarında çerçevesinde öyle söyler barede. Onlarda bir hastalık var. Misal için öyle bir siyasetçiler var, vatanperver insanlar ama ne yazık ki tecrübeleri yok ya da akılları yok. Pek balaban çok yanlış şeylerini yaparlar. Mesela bana siz yakında bir interview algan ediniz Minister Sosyal Politiki. Andrei Reva. O Deva, o aytkan edi. Bir misal getirgen edi. Lyoşa Mercedes hakkında. O da tercümanla bargan edi. İmzalamaga bir balaban bir projektin gaz meselesinden ama bir şey yapmadı ve 50 dolarlık gaz şimdi 100 dolardan ziyade oldu. Demek öyle ama o pek vatanperver insan ama tecrübesi yok dedi. Ve diğerler tecrübeli insanlar ve vatanperver olmasalar da tecrübeli insanlar ama Ukrayna memleketini, Ukrayna devletini sevmiyorlar ve hainlik yaparlar. Öyle soyları pek çok. Evvelden de vardı, şimdi de var. Bu sebepten ben belesem buna şimdi Ukrayna Diş Bakanlığı'nda bizim Emine Cep var. Onun pek balaban faydası olduğunda ve ben belesem onun belki de o olmasaydı belki bu platformada olmayacaktı. Yani öyle pek balaban emniyet verim bu insana. Ben belesem o onda olganı için bu platforma demek bu meydanı koruyacak ve olacak. Yani işte ben belesem böyle bir bizim anda o insanlarımız var için bu platforma meydana geldi ve bir neticelerini koruyacağımız. Yani umut etemiz ki hatinde neticeler sadece bir samitten sınırlanmaz da bunun nevbetteki hareketleri de olur, nevbetteki alıngan kararlarının amelge kirsetilmesi de olur, bakıp görecekmiz. Enver ağa, sizin laf etmege istegenim böyle mühim meseleler sırasında şimdi sonki vakitları böyle muzbet haberler meydana gelirler. Hem Kırım platformasına aytacak olsak hem de Tamir Halklar Kanunu kabul etildi, Zelenskiy imzaladı ve artık işke көрсетілмесini bekleyemiz. Hem de Kırım Tatar tili inkişaf etilmesi, kengleştirilmesi gibi konsepsiyası meydana geldi ve şimdi Kırım Tatar Milli Meclisimiz Kırım Tatar tilinin inkişaf etmesi ve kengleştirilmesi stratejiyasında böyle bir bu çeşit türlü Kırım, yani bu meseleye dahil olan Kırım Tatarlarının, Milli Meclis azalarının, Kırım Tatar demek tilşinaslarının ve ilahri bu stratejike özünün düzeltmelerini kirsetmege ve bu leyha üzerinde çalışmalarını teklif ettiler. 11 Avgust'a kadar sizin de malumatınız vardır. Yani böyle popravkalar kirsetmesi özünün tekliflerini yani kirsetmesi ve bu stratejike kirsetilmesi meselesinde. Buna siz nasıl koruyorsunuz bu stratejini 2022-2032 yıl devamında? Yani bu 10 yıllık strateji Kırım Tatar tili inkişafı ve kengleştirilmesi yönelişinde sizin fikrinizce nasıl olmalı? Siz nasıl tekliflerini sunar ediniz? Nasıl teklifler sizin fikrinizce bu stratejini semireli yapar edi de tilimiz inkişaf etsin, kengleştirilsin, öğrenilsin ve ilahri. Ben tilşinaz değilim ama gene de aytmaya isteyeyim. Şimdi bu strateji ve bu kanun, kabul edilen kanun çok yazık ki Kırım'da çalışmayacak. Sebepten bu şimdi nasıl anda değişmeler hissetmesek de anda bu Kırım'da çalışmayacak maalesef. Çok yazık. Ama bu kanun çalışabilir Ukrayna'da. Anda da çalışsa pek güzel olacak çünkü anda da bizim vatandaşlarımız var. Anda da mektepler hakkında meseleni kotarmak gerek. Anda da bala bahçelerinin hakkında meseleleri kotarmak gerek. Ve ben belesem bu konsepsiya hakkında anda değişmeler şimdi meclis öyle bir karar algan
bu tilşinazların hepsini davet etkenler anda ular anda çalışarlar. Yani bu işke mutahassiz olmayınca karışmayayım anda. Ama ben bilesem anda gerekli kadar gelişmeler ular kırsetirler anda. Ama en mühim mesele daha da tekrar aytmak isteyeyim. Bizim tilimiz ve urf adetlerimizi bunda Kırım'da coymamak gerek. Bu birinciden bizden bağlı, ana babalarımızdan bağlı. Biz onu demek kotersek ve koz okumuzda alsak bu mesele yavaş yavaş demek bir çizilebilir. Mesela buna şimdi Ağustos ayı başlandı. İyi. 1. sentyabrda bizim evlatlarımız, çocuklarımız mektepke varacaklar. Anda şimdi Kırım'da pek az milli sınıflar açarlar. Onun için bundan bir ay var müddet arizalar yazmaya ben daha bir kere çağıram. Çünkü bizim milli faali iştirakçilerimiz evden yüreler, laf ettiler ana babalarının ama hepsini hep bütün evlerinin gezip olamazlar. Onun için buna bu televizyon vasıtasıyla mülkünü aytmağa İyi. evde oturmanız, varınız, arizalar yazınız. Çünkü buna 1. sınıfka varacak insanlar, başka sınıflara varacak insanlar hiç olmadıkta milli Kırım Tatar sınıflarına varıp öğrensinler. Ve elbette aynı şekilde aynı şeylerin yapmaya gerek buna milli bala bahçelerini açmak için. Anda uzun ballarını tapşırmak için ve özel bala bahçelerini yapmak için onu birkaç kere aytkan edim ben. Bizim iş adamlarına özel bala bahçelerini yapmak gerek anda ya da Kırım Tatar balaların merkezlerini yapmak gerek. O bütün şeyler bizge bağlı. Ama konsepsiya meselesini elbette meclis azaları ve mutaxisler şimdi işleyirler ve ben bilesem o fikirlerini anda tapşırıp verirler. Ya mına Putin'in 2014 senesi çıkargan bu sözde reabilitasiya fermanı Enver sizin fikrinizce Kırım'da bir şekilde çalışa mı? Yok, çalışmıyor. Onu bir kere etmek gerek, çalışmıyor. O ferman propaganda şeklinde yazılgan ve o hem çalışmıyor hem de çalışmayacak. Çünkü nasıl çalışacak o bunda Kırım'da? Çünkü onlar bizi tamir halk gibi tanımayırlar. Birinciden. Buna şimdi tamir halk kanunu çıktı. Bütün isterikalar ne için çıktı? Çünkü onlar tanımaya istemiyorlar. Başka milletlerin sokalara bizim tanımaya istemiyorlar. O sebepten bu ferman çalışmayın. Misal için Kırım Tatar dili konstitüsyada var. Demek bu devlet dili olarak. Doğru mu? Ama bakınız ariza yazmaya mecburmuz. Ben şimdi bozu insanlarımıza öyle davette bulunan ariza yazınız. Ama devlet dili olarak ariza yazmaya gerekmeyedi. Demek bu arizasız mekteplerde sınıflar ya da bütün mekteplerini açmak gerekirdi. Ama buna ariza yazsak da olmuyor mesele çözülmüyor. Arizasız onunla lafı da yok. Bu sebepten bu ferman çalışmıyor. Ya mına yerli sanki dersin demek yerli işgalci devlet organları ve ilahiri anda bir de bir muracaatta Kırım Tatar tilinde bulunmağa mümkün değil. Yani herhalde reddetili. Yok, mülkün müracaat etmeye ama onlar reddetirler. Bizim tercümanımız yok, biz anlamayız. Yazınız Rus dilinde diyecekler. Başka bir şey etmez. Çünkü yazabilirsiniz. Ya da mahkemelerde de öyle şeyler olur. Biz mahkemede hakkımız var ana dilinde laf etmeye. Ama onlar değiller, bizde tercüman yok, Rus dilinde laf etmeye. Siz bilirsiniz Rus dilinde. İyi. Ben aytsam yok, aytsan yok bilmeyeyim desen hep de bir Rus diline çevirirler. Çünkü kanun öyle
kanun çalışmıyor. Misal için konstitutsiyada var ama hayatta yok. Ya mına Enver ağa arizalar yazması gerek dep aytasınız da yani bu ne kadar gerek ariza misal bir sınıf açılması için mektepte yani bir Kırım Tatar sınıfı açılması için ne kadar aile ariza yazması gerek en az? Kanun boyunca bir tane arizada yetişir. Kanun boyunca. Anda yazılmamış 5, 6, 7 bir balı ariza yazsa onu Kırım Tatar tiline öğretmeye mecburlar. Bu sebepten ben aytam arizalar yazınız. 5, 6 daha da çok olsa daha da yengil olacak, daha da yakış olacak. Ama kanun boyunca anda yoktur. 5 ariza mı, 10 ariza mı, bir ariza olsa da bunlar mecburlar sınıf açmaya ya da bu insanın, bu balacıkın demek öğretmeye onu. Ya mına Enver ağa şunu soracaktım. Hakikaten de mına çok biz bu til meselesini laf etemiz. Çünkü hakikaten de problem var. Kırım Tatar tili aman gayip olgan tiller cedveline kirecek, kirmeyecek. Demek bu problem mevcut. Biz anlayımız. Elbette ki tahsil çok önemli. Kırım Tatar tilinde okumağa mekteplerde ve ilahiri. Ama bunlardan daha mühim olgan şeyler sırasında bu praktika ve özara Kırım Tatar tilinde laf etip degen böyle şey. Mına siz etrafta nasıl eşitesiniz mi bilmeyeyim gençlerinin, yaş balalarının özara Kırım Tatar tilinde laf etkeni ya da tek gençlerinin değil esli başlı insanların Kırım Tatar tilinde sadece laf etkeni. Çünkü bu da hakikaten de tilini saklagan böyle canlı bir şeydir. Bu hayatta olgan yekeni bir unsurdur tilini saklamak için. Elbet, ben eşittim. Esli başlı insanlar çok ana tilinde laf ederler ve torunlarını da ana tilinde terbiye ederler. Öyle soyları pek çok. Ama öyle soyları var, Rus dilinde laf ederler torunlarına beraber. Ve bazı torunçuklar onlarla laf etkenде anlamayırlar ne aytasınız. Bu pek demek öyle şeyler. Yaşlarga demek daha da bir şey etmeye gerek. Öyle bir yaşlar var. Tertemiz Kırım Tatar dilinde laf ederler. Çok demem ama öyle soyları var. Pek doğru, yaxşı laf ederler. Elbette biz şimdi başka milletlerini görsek bir sual getireyim. Misal için iki tane Ermeni görsek etrafında hepsi Ruslar olsa ya da Kırım Tatarlar olsa o da ana dilinde laf ederler. Bir şeye bakmadan. Ya bizimkiler 10 tane Kırım Tatar olsa bir tane Rus gelse başlayımız Rusça laf etmeye. Onlar kelimeler de Rusça laf etmemiz. Çünkü bu demek alışmak gerek. Kırım Tatar dilinde birbirlerine laf etmeye. Ben de tavsiye ettim. Çok bana televizyonda sabahdan akşamacık Rus dilinde koyarlar televizyonu ve Rus dilinde bakarlar. Koyunuz hiç olmadıkta ATR'ın bakınız oluyor 100% ve ondan da gayrı Türkiye kinoları var, Türkiye'lerin başka şeyler var, multifilmlerin var ve hiç olmadıkta Türkiye'nin koyunuz çünkü onların tilleri bizde 99% biz birbirlerimizi anlayamız ve tillerimiz pek yakın ve İşte bu gibi mesele etrafınızda, çerçevelerinizde etrafında Türk dili yankırasa o zaman size kolay olacak laf etmeye. Ya da Türkçe alıp Kırım Tatarca tercüme etmeye pek kolay olacak. Bu sebepten elbette ben işte vatandaşlarımızga aytmaya isteyeyim. Kırım Tatar dilinde lakırdı etmeye tırışınız ve her vakit Kırım Tatar dilinde laf etiniz. Ve çocukları alıştırınız birinciden. Buna ben mesela evde ozu torununa her vakit işte, Kırım Tatar dilinde multiplerini vereyim. Benim için ifak olsa da 2 yaşına daha yok. Bütün şeylerini almayın. Kırım Tatarca. Çünkü sabahdan akşamaca tek Kırım Tatarca ve Türk dilinde de vereyim. Bütün şeylerini almayın. Ama Rus dilinde koysam multifilmlerin, Rus dilinde laf edecek bu balı. Çünkü bu ifak ballar o pek sındırıyor özüne.
O bir kereden bir kaç tili alışmaya mümkün ama başta ana tilini alışsınlar. Lütfen. Ve Envera'da şunu soracağım, bana böyle bir fikir, gayet fikir, böyle bir sual geldi benim aklıma. Bu günlere bana biz Kırım platformasından meselemizni, sohbetimizni başladık ve ben Kırım platformasına her gün yayınlarımda laf ettim. Çeşit türlü demek bunda kelgen siyasetçinaslar, siyasetçiler, siyaset erbapları ve ilahri. Ve biz anlayımız ki bana Kırım platforması ve diplomatik yollarının, diplomatik istikametnen Ukrayna topraklarının demek kayıtması ve Ukrayna demek istiklalinin tıklanılması bu bir müddet alacak bir şeydir. Yani belki de bu uzun müddet olabilir, belki de kısa ama alda yıllarga çözülgen bir şeydir. Endi 7 yıl geçti ve çok sıralara aytalar ki ne Ukrayna'nın, ne Kırım'ın, ne de Kırım'da bulunan nesillerinin bu kadar çok vakitka yani bu kadar çok vakitka şimdi imkanları yoktur o kadar vakitini beklemege. Zira nesil ose Kırım'da mesela olarak 2014 senesi birinci sınıfka ketkenler endi balaban sınıf talebeleri oldular. Endi doğanlar endi birinci sınıf, ikinci sınıflarga kettiler. Sizin fikrinizce hakikaten mi biz şimdi buna nesillerini joymaktamiz? Yani Ukrayna hakikaten mi Kırım'da bulunan yani genç nesillerini joya? Bu nesillerin joymak meselesi o bizge bağlı. Biz nasıl onların joyacağımız? Biz onlarla çalışmasak o zaman onlar joyulur. Çalışsak joyulmaz. Çünkü bizim nesillerimiz bizle beraber yaşayırlar. Biz ne yapsak onlar da onu yaparlar. Sebepten biz onlarla çalışmak gerekmiz. Anlatmak gerekmiz bütün meseleleri. Hem siyasi tarafından hem dil tarafından, medeniyet tarafından. Mesela medeniyetimiz joyulmasın diye ne yapmak gerek? Bütün eski urf adetlerimizi tutmak gerekmiz. Yapmak gerekmiz. Buna toyların mesela, toyların Kırım Tatar toylarını yapmak gerek. Anda var, sağ olsunlar çalgıcılar, onlar pek balaban istek koşarlar bu meseleye. Kırım Tatar öyle bir toylar var. Bir de Rusça ya da başka milletçi Türkler ya da başka şeyler yangıramayı. Çünkü vatanperverliğini göstermek için ozu havalarımızı çalarız, ozu Türklerimizi yırlayımız. Çünkü biz ona muhtaçmız. O sebepten başka milletlerin Türklerini de yırlamaya mümkün. Güzel evet. O. Ama biz o kadar muhtaç olduğumuz için ozu Türklerimizi yırlamaya mecburuz. İşte bu meselelerin, urf adetlerini kütmeye gerekmiz. Mesela Kırım Tatar toylarının eskiden nasıl oldu öyle yapmak gerek. Bu şimdiki zamanlı toylar o da gelişmiyor bizge. Çünkü bunlar çoksu eski zamandan balaban bir farkları var. İşte öyle demek bu meselelerin hepsini göz önüne alıp bu bizim nesillerimizin beraber çalışıp bunlar bizle beraber olsalar ve bütün şey bizge bağlı. Evet. Onların şeylerini kutmak gerek. Çok sağ olun Enver ağa. Büyük teşekkürler bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz ve kıymetli fikirlerinizni ifade etkeniz için. Çok sağ olun. Kırım Tatar Milli Meclis azası Enver ağa Kurtiyev bizle canlı bağdaydı. Sayılı dostlar biz ise bugün informasyon programmasına devam etemiz. Men Enver ağanın aytıp geçkenlerine şüphesiz kol tutam ve imzamını da aytam onun aytkanları üzerinden çok şeyler hakikaten de bizlerge bağlı. Nesiller joyulması meselesinde hakikaten de eğer de biz doğru şekilde terbiyeli faaliyetini alıp barsak nesillerinin joyulması problemi de azlaşacaktır deyip düşüneyim. Demek biz yayınımızı devam ederek endi Rus tiline geçmeye isteyeyim. Çünkü növbetteki bizim misafirlerimiz endi Rus tilinde yayınımızga bağlanacaklar ve biz Rus tilinde yayınlarımızdan devam edeceğimiz ve şüphesiz Kırım platforması meselesi etrafında da sohbetlerimizni başlayımız. Добрый вечер. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, что на экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу.
atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям по теме. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Сегодня нам важна ваша помощь. Таким образом мы продолжаем нашу работу на нашем информационном фронте. А я хочу начать этот блок со следующего информационного сообщения. Сегодня стало известно, как много стран примут участие на саммите Крымской платформы, а именно уже 29 стран подтвердили свое участие в саммите, который состоится 23 августа. Об этом во время презентации мероприятий ко Дню независимости в рамках форума «Украина-30» заявил президент Украины Владимир Зеленский. К вашему вниманию его цитата. Ми повертаємо Крим в світовий порядок денний, щоб повернути додому, в Україну. Свою участь в саміті на сьогоднішній день підтвердили США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші. Буде багато країн Європейського Союзу, загалом 29 країн. Це великий і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не буде піднімати питання Криму тільки в одному випадку, коли буде піднімати прапор України в Криму. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал 4 тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегации. По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств. На саміті, окрім основного засідання за участі глав делегацій, відбудуться 4 тематичні панелі. Це про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримсько-татарського народу. С нами сейчас на прямой связи кандидат исторических наук и співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Громенко. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня, тільки вже колишній співробітник Українського інституту. Так, колишній, вибачте, будь ласка. Пане Сергею, относительно Крымской платформы, инаугурационный саммит, который должен пройти уже 23 августа. Каковы ваши ожидания от саммита? Какой результат инаугурационного саммита вы будете считать наиболее успешным? Ну, давайте я вам скажу, что не открою большого секрета. Вот тот факт, что этот саммит вообще состоится, я уже буду считать за определенный успех украинского внешнеполитического ведомства, украинского государства в целом, потому что разговоры о создании международной платформы по Крыму ходили столько, сколько существует вообще крымская проблема. То есть уже 8-й год на самом деле. И если по Донбассу платформе в Минске или к нормандскому саммиту есть множество вопросов, но при этом хотя бы эта платформа существует, то крымская платформа — это в основном были только разговоры. И то, что наконец на 8-й год от разговоров переходят к делу, это уже огромный прогресс. Это просто скачок. Ну и, конечно, если подпишут декларацию, я в этом не сомневаюсь, что они ее подпишут, о непризнании аннексии Крыма и о борьбе за возвращение его Украины, это тоже будет замечательно и прекрасно. Но вот с другой стороны, я боюсь, что только вот этим вот всем сейчас и ограничится. То есть саммит проведут, декларацию подпишут, 29 стран пришлют своих представителей, может быть еще в 2 раза больше потом присоединятся к этой декларации, но в любом случае не больше сотни. Не больше сотни стран ее подпишут, и на этом все и закончится. Вот это, к сожалению, я вижу самым главным вызовом, что проведем мы церемониальное заседание, и дальше все застопорится. Ну, так или иначе, ведь должна быть, на мой взгляд, создана некая институциональная модель крымской платформы. Вот инаугурационный саммит прошел, ну вот действительно возникает вопрос, а что дальше? Вот какую такую модель можно было бы создать, на ваш взгляд? Ну, я жду, что идея, которая была озвучена несколько ранее, о том, что будут созданы специальные постоянные рабочие комиссии,
которые будут уже не вот политические представители государств, в которых будут работать эксперты. Я слышал о том, что будут как минимум 2 такие постоянные экспертные группы по правам человека в целом и по гуманитарным вопросам, связанным с водоснабжением и тому подобным вещам. Вот они, может быть, будут и больше, они будут собираться и постоянно работать. Но опять же, я как бывший государственный служащий прекрасно понимаю, что мало заявить о создании какого-либо органа, пусть даже на самом высоком уровне. Необходимо обеспечить его функционирование за счет каких-то средств. Я так подозреваю, что за счет средств украинского бюджета. Я знаю, насколько украинская бюрократическая машина неповоротлива, и вполне может быть, что будут созданы эти комиссии, будут созданы эти экспертные совещания, а институциональных финансовых условий для их работы просто не возникнет. Просто потому, что вот не дошли руки, кто-то не подумал, в Министерстве финансов не считают это за первоочередную вещь, и это будет еще хуже, чем если бы ничего не создавалось. Поэтому экспертные группы, я надеюсь, все-таки будут созданы. Будут ли у них возможности для постоянной работы в течение следующих лет, это уже второй вопрос, и тут однозначного ответа у меня нет. Исходя из той информации, которая у нас есть и которая артикулируется Министерством иностранных дел Украины в постоянном представительстве президента в Автономной Республике Крым, есть ли у нас уже четкое понимание, какая цель крымской платформы инаугурационного саммита? Нет, безусловно. То, что у крымской платформы есть цель, в этом нет ни малейших сомнений. Эта цель озвучена, заявлена, уже неоднократно обсуждалась. Цель крымской платформы – это возвращение Крыма в состав, не в состав, а под полную юрисдикцию, под полный суверенитет Украины. И в этом смысле инаугурационный саммит – это как бы вот такая стартовая точка отсчета, после которой должна начаться работа в этом направлении. В таком случае крымская платформа должна предложить некие механизмы реализации, имплементации этой цели, а именно деоккупации Крыма. И вот эти механизмы могут быть представлены, на ваш взгляд, на инаугурационном саммите? Нет, они не только не могут быть представлены, они и не будут представлены. Почему? Потому что на самом деле, если мы говорим не о простых словах, вот хорошо бы вернуть Крым под полный контроль Украины, хорошо бы заставить Россию вывести свои войска из Крыма и тому подобные вещи, мы должны понимать, что подлинные механизмы реализации этой цели, подлинные механизмы, которые бы работали на протяжении лет целых, а не просто одноразово, это все на самом деле очень долго и очень сложно. И мне представляется, что экспертные комиссии, которые будут созданы, я надеюсь, будут созданы после этого саммита, после всех этих торжеств, и приступят к работе, они смогут выработать те механизмы, которые в наибольшей степени будут отвечать текущему моменту. Вот не будем там растекаться мыслью по древу. Все понимают, по крайней мере мне представляется, что все понимают, что западные страны не будут воевать с Россией за Крым. И Украина пока в нынешнем состоянии тоже не обладает необходимыми силами для того, чтобы отбить Крым у России самостоятельно. Но в этом смысле встает следующий вопрос. А вот военная поддержка странами Запада украинской армии, она относится к этой неподдержке военного решения? Или это все-таки отдельный вопрос? Чтобы мы не каждый раз заново начинали с новым государством переговоры о поставках вооружений, каждый раз натыкались на сопротивление в отдельной стране или на поддержку в другой. США решают поставить и поставляют. Германия говорит, да нет, мы не будем вам поставлять. Мне кажется, что вот вопрос о какой-то такой координации международных усилий на каждом вопросе, например, на этом, это было бы огромное облегчение для украинского внешнеполитического ведомства и страны в целом. Чтобы все страны Запада сказали, да, мы будем вам помогать оружием, получайте. А не так, что одна страна помогает, другая нет. Это уже считается конкретными действиями, в принципе. Список этих конкретных действий на самом деле мы последние 7 лет нащупываем его. В Украине есть
ну, может 3, может 4 организации, достаточно компетентные с экспертной точки зрения, чтобы представить свои стратегии деоккупации Крыма. Я лично видел пока только 2 документа с таким названием. И совершенно очевидно, что те механизмы, которые в них предлагаются, должны пройти какую-то апробацию. Мало написать «давайте будем давить санкциями России». Надо сделать так, чтобы, во-первых, эти санкции реально были эффективны и работали, а не так, что котлы и насосы с фильтрами от Siemens оказывались на полуострове через Воронеж и Литву. Нужно еще и понимать, что некоторые западные страны не будут соглашаться на тотальные санкции против России, потому что это им будет невыгодно. Вот мы все обсуждаем «Северный поток-2». И вот выработать такой компромисс между санкциями, которые реально будут бить по России, а не декларативно, и с другой стороны будут приняты западным миром в действительности, а не только на словах, это вызов. И этот вызов должен быть проговорен экспертами по санкциям в рамках этой крымской платформы. Ну, так или иначе, эти механизмы и конкретные действия должна предлагать Украина нашим западным партнерам. Правильно ли я вас понимаю? Кому надо, тот и двигается. Ну, в конечном итоге для Германии, Великобритании, Соединенных Штатов вопрос принадлежности Крыма – это вопрос международной политики. А для Украины это вопрос национальной безопасности. Вот здесь и сейчас. И если Украина не будет прикладывать максимум усилий, если Украина не будет тащить этот эшелон за собой, то кто же будет? Поэтому, разумеется, инициатива должна исходить от Украины, и предложения должны исходить от Украины, и более того, лоббизм в западных парламентах и в президентских администрациях тоже должен исходить из Украины. Если Украина не будет бороться за Крым, кто будет бороться вместо Украины? Украина преследует политико-дипломатический путь возвращения своих территорий, и крымская платформа является вот таким элементом политико-дипломатического пути. Знает ли новейшая история такие примеры, когда та или иная территория, которая находится под оккупантом в связи с санкционным давлением, под дипломатическим давлением, возвращается в другой стране, у которой ее, собственно, и оккупировали? Но давайте все-таки начнем с того, что Украина не столько выбрала политико-дипломатический путь, сколько он остался фактически единственным, потому что, как я уже говорил, вооруженных сил для Украины недостаточно для ведения боевых действий, и экономически Украина тоже не может самостоятельно Россию задушить в блокаде. Вот остается то, что остается. Теперь к вопросу об аналогиях. Но вот чтобы Украина могла кого-нибудь наследовать, надо сначала решить, есть ли где-нибудь в новейшей истории такой вот прецедент, связанный с, ну или хотя бы отдаленно напоминающий то, что случилось сейчас, с Крымом. Правильный ответ – нет. На 100% вот крымского прецедента, аналогии с Крымом, нигде не существовало. Так или иначе, между концом Второй мировой войны и 2014 годом имели место приблизительно 7 штук в мире всякого рода аннексий. Разного рода. И по большей части они все к сегодняшнему дню прекратились. Есть, конечно, и решения дипломатическим путем. Например, в ходе довольно известной шестидневной войны на Ближнем Востоке, огромный, ну, слабо заселенный, конечно, Синайский полуостров был захвачен войсками Израиля у Египта и оставался под контролем Израиля несколько лет. А вот затем произошло вот такое вот примирение. Египет признает право Израиля на существование, устанавливает с ним дипломатические связи, взамен Израиль возвращает Египту его собственную территорию. Но, конечно, сравнивать ценность, значение, роль Синайского полуострова для Израиля с тем, какое место имеет скрепа под названием Крым в структуре современного российского государства, совершенно невозможно. Израиль мог себе позволить пойти на такой шаг. Россия, если возьмет и добровольно вернет Крым, ну, тот, кто в российской власти заикнется, не говоря уже о том, что приступит к возвращению Крыма, станет немедленно врагом нации, врагом народа для 86% россиян и, скорее всего, в своем кресле не удержится. То есть попытка
мирно договориться на каких-нибудь условиях возвращения Крыма, скорее всего, невозможно. Может быть такое, что под давлением международного сообщества через несколько десятилетий, когда в России совсем уже не будет хватать денег даже на еду, она тогда сможет пойти на какой-то такой компромисс и отпустить Крым, как в свое время Индонезия отпустила Восточный Тимор, а Восточный Тимор не хотел быть в составе Индонезии, он был оккупирован, аннексирован, и вот в конечном итоге ему была возвращена независимость. Там очень много всяких дополнительных условий, но тем не менее. Но это же надо, чтобы на Россию давили так, как давили на Индонезию, а Россия явно не Индонезия. И в любом случае это займет достаточно много времени. А такой пример, как Кувейт, аннексированный Ираком, он вернул свою независимость только после военного поражения Ирака от международной коалиции в 90-м году. То есть это было очень всякого рода коротко, прецеденты есть. А вот Украина, чтобы сказала, вот мы пойдем таким путем, ну, к сожалению, тут мы будем первопроходцами. А что относительно Нагорного Карабаха? Можно ли проводить аналогию? Ну, Нагорный Карабах – это то же самое в сущности, что и Кувейт. То есть решение этого вопроса все равно лежит в военной плоскости. Если бы Азербайджану не удалось нанести военное поражение в декабре 2020 года Армении, Нагорный Карабах продолжал бы управляться армянской стороной. Сейчас Нагорный Карабах фактически поделен. Часть остается армянская, часть вернулась к Азербайджану, но война, за которой мы следили в прямом эфире, которая унесла жизни десятка тысяч человек, это все-таки война. Соотношение сил между Украиной и Россией совершенно не такое, как между Азербайджаном и Арменией, поэтому такой путь на сегодняшний день и в течение еще ближайших пар лет совершенно невозможен. Если говорить о Донбассе, в последнее время очень много разговоров относительно того, что почему не состоится до сих пор следующий саммит нормандской четверки. В Германии настаивают на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Зеленский говорит о том, что он готов встречаться с Путиным, но такой готовности в Кремле пока что нет. Вот по Донбассу эта стагнация в ближайшей перспективе может как-то продвинуться и каким-то образом реанимироваться, минский процесс, нормандский формат, или же также будет все оставаться в замороженном виде, как сейчас? Все будет оставаться в замороженном виде, потому что ни у одной из сторон нет политической воли для того, чтобы что-то размораживать. Надо понимать, что для украинского государства введение в полном объеме тех решений, которые были предложены еще в 2015 году, невыгодно. Но невыгодно Украине иметь самоуправляющийся Донбасс, находящийся под фактическим влиянием Российской Федерации с непрощенными боевиками и даже более того, с совместными патрулями. Я себе слабо представляю, как могут бойцы Збройных сил Украины вместе со вчерашними ополченцами нести вместе службу. Ну вот, тем не менее, предусматривается и такое. Это для Украины невозможно. Тот президент, который решит, что все эти формулы должны быть внедрены в украинское законодательство здесь и сейчас, скорее всего, потеряет власть. И, то есть это третий Майдан? Да уже четвертый, в сущности, если считать с 90-го года. И я подозреваю, что даже нынешний президент, при том всем, что он не очень, может быть, обладает достаточным опытом государственного управления, он понимает всю опасность резких движений в этом вопросе. Точно так же для России невыгодно размораживать эту ситуацию, потому что как только будет решен вопрос с Донбассом, обострится вопрос с Крымом. Донбасс был нужен вообще для того, чтобы переключить внимание, отвлечь его от Крыма. И поэтому жертвовать Донбассом и снова заниматься Крымом там не будут. Они не присоединят Донбасс, не аннексируют его формально как Крым, а будут продолжать держать его вот такой вот расцарапанной раной для того, чтобы Украина тоже не могла переключить все внимание на Крым, как это им и удается. Надо признать, что эта тактика работает. Пане Сергею, а, кстати, вы видели последний социологический опрос группы «Рейтинг», по результатам которой стало известно, что практически 41% украинцев согласны с тезой Путина относительно того, что украинцы и русский единый народ?
И не настораживают ли вас Некорректный такие вопрос. цифры? Это был некорректно заданный вопрос, потому Ага. что То есть проблема хороший вопрос- формулировки. проблема формулировки. Хороший вопрос должен содержать в себе только одно утверждение, на которое можно ответить «да», «нет» или что-нибудь в этом спектре. В вопросе от группы «Рейтинг» содержалось сразу два вопроса. Вопрос номер один. Соглашаетесь ли вы, что украинцы и русские – это один народ, которые, вопрос номер два, принадлежат к одному историко-культурному пространству? И, конечно, из-за вот этого вот смешения и начинается спекуляция на 41%, потому что нельзя отрицать того, что украинский и русский народ, нравится нам это или не нравится, имеет очень много общей истории. Очень печальной истории, к сожалению, особенно в 20 веке, но общей истории. И культурная близость между нами, к сожалению, очень сильна. Посмотрите, какой популярностью пользуются украинские сериалы на российском телевидении. И посмотрите, какой, к сожалению, популярностью пользуются русские рэперы в Украине. То есть вот если бы этого дополнения не было, а вопрос стоял жестко, украинцы с русскими один народ или нет? Я думаю, что там разница была бы колоссальной. Я думаю, что, может быть, не больше четверти украинцев согласились бы с этим тезисом, а все остальные сказали бы нет. А как вы думаете, вот почему Путину было важно высказаться на эту тему именно сейчас? Связано ли это с той международной ситуацией, которая сегодня складывается вокруг Северного потока-2, вокруг формулы Штайнмайера и даже с приближением Крымской платформы? Я думаю, что тут все-таки больше внимания Путин уделяет внутренней политике в России, потому что осенью будут думские выборы, и к думским выборам партия власти в России, в отличие от лично Путина, не пользуется такой уж бешеной поддержкой и популярностью. И нужно было бы запустить некоторые механизмы вот, вовлечения русских в великодержавные дискуссии, которые всегда играют на руку Единой России и той политики, которую она проводит. Поэтому, когда Путин говорит о том, что русские с украинцами один народ, он в меньшей степени подразумевает, что его будут читать и обсуждать в Украине, а больше, конечно, что в России. И я могу засвидетельствовать, что в России тема эта обсуждается, и в России эта тема имеет определенный резонанс. Может быть, не тот, на который Путин рассчитывал, но в любом случае, вот если мы посмотрим на то, что там происходит в последние несколько дней, например, создана опять межведомственная комиссия по историческому просвещению, а значит, что очень скоро появится единый учебник, вновь очередной единый учебник по истории России, по которому будут все заниматься, где будет изложена новая версия, там, краткий курс русских побед от Владимира Великого до Владимира Путина, ну что-нибудь в этом роде, то вот мы увидим вот главную и конкретную цель. Это снова вот мобилизация патриотического электората перед выборами. Украина, к сожалению, играет роль слишком удобной жертвы, чтобы ее можно было вот так вот просто пропустить. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагл, у нас Сергій Громенко був з нами на прямому зв'язку, кандидат исторических наук. А тем временем в Краматорске, Донецкой области, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны, во время которого была утверждена стратегия внешнеполитической деятельности Украины, введены санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, а также приняты другие важные решения в сферах экономической и государственной безопасности. Давайте послушаем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. 254 пункти в стратегії – дуже об'ємний документ, але його зміст можна систематизувати за трьома основними тезами. Україна – активний учасник міжнародної політики. Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу. І третє – це країна нових економічних можливостей. Це три принципи, три підходи, що будуть закладені в кожен крок, який ми здійснюватимемо на зовнішній арені.
Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. Адреса вы видите на экранах ваших телевизоров. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Ставьте лайк. Там мы выкладываем все наши эфиры в записи, практически интересные фрагменты из наших эфиров, практически все, а также вещаем онлайн. А я рада сейчас представить гостя, который присоединился к нам по скайпу. Максим Джигун, політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politic. Пане Максиме, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да. Пане Максиме, относительно принятой Советом национальной безопасности и обороны стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Что это такое, как нам эта стратегия поможет? Так, ну перш за все хотілося б сказати, що за останні, мабуть, року треба, як представник Міністерства закордонних справ, почав себе проактивно, будемо відвертим. Чимало різноманітних ініціатив від нього лунало, і от зовнішньополітична стратегія теж одна з його ініціатив, принаймні співавтором її був, яка передбачає, ну, скажімо, ще одну декларативну більше функцію засвідчити те, що Україна – це повноцінний, серйозний член міжнародної спільноти, про те, що ми прагнемо до того, аби співпрацювати з іншими країнами на демократичних засадах, інтегруватися до європейських інституцій, тобто всілякі засвідчення ще раз того, що ми прагнемо розвитку, ми прагнемо стати частиною цивілізованого західного простору, і ми себе ним вважаємо. Тобто я в першу чергу бачу в цьому якусь мету таку, знаєте, самоствердну, вочевидь, і більше декларативну. Оскільки ми розуміємо, що по великому рахунку ті документи, які приймаються всередині держави, вони не містять якихось принципових речей, які впливають на міжнародні стосунки. Тобто для того, аби посилювати реально наш вплив і співпрацю з іншими державами, нам потрібно подібні речі підписувати із урядами інших держав, що, власне, і відбувалося. Останні зустрічі Зеленського із президентами Молдови і Грузії, якщо не помиляюся, де спільне було підписання до документу. Люблінські трикутники, інші організації, формальні і неформальні, які формують такі, знаєте, невеличкі союзи небагатьох держав, але в яких є взаємне розуміння прагнень, бажань і якогось єдиного бачення розвитку, це, звичайно, позитив великий, і до цього потрібно прагнути. От мені здається, що такий формат набагато ефективніший і якісніший, аніж написання якихось документів всередині країни і погодження їх тими людьми, які, власне, постійно публічно заявляють про необхідність розвитку і посилення впливу України у світі. Действительно, в этом контексте в последнее время очень много политиков, политических деятелей высказываются. Они говорят о том, что на фоне того, что Европа поляризируется и делится на старую и новую, Украина, в принципе, могла бы возглавить коалицию «Новой Европы» с Грузией, с Молдовой, странами Балтии, Польши, этих стран, которые поддерживают нас, в частности, в вопросе Северного потока-2 из числа европейских стран. Могла ли бы Украина возглавить такую коалицию, как думаете? Я вважаю, що Україна станом на сьогодні одна з найактивніших держав у Східній Європі, з-поміж тих держав, які ще не є членами Євросоюзу чи НАТО. І мені видається, що для того, аби бути лідером, потрібно показувати приклад іншим державам в тому, як розбудовуватися, як реформуватися. У цьому аспекті в нас є чимало проблем, ми про них всі знаємо і розуміємо, що не все рухається так швидко і якісно, як би того хотілося. Мається на увазі і про судову ту ж саму реформу, і про забезпечення незалежної діяльності антикорупційних інституцій, і багато інших факторів, про які нам уже неодноразово вказували наші західні партнери. Ми можемо пригадати дві зустрічі вже президента Зеленського із Ентоні Блінкеном, держсекретарем США. Перший раз в Києві це відбувалося, інший раз під час форуму з приводу реформ в Україні, який відбувався в Литві. І двічі фактично Сполучені Штати вже неприховано, вже в абсолютно однозначній такій манері вказували на те, що повинна зробити Україна для того, аби вирватися із цього кола напівдемократії, фасадної демократії. І от мені здається, якби ми отримали певний поступ в ось цих напрямках,
і ми змогли б продемонструвати гарні результати. Ось тоді Україна могла би бути прикладом для інших держав. Оскільки, якщо ми подивимося на ту ж Грузію чи Молдову, дуже близькі для нас країни за статусом своїм теперішнім, то в них в багатьох аспектах реформування відбувається швидше. Тобто вони скоріше є певною рольовою моделлю і певним прикладом для України, аніж навпаки. Тому Україна для того, аби очолити можливий подібний рух, повинна бути проактивною, повинна бути ефективною і повинна демонструвати дійсно результат, який не може бути дискутованим, оскільки він однозначний і позитивний. Пане Максима, вот буквально несколько минут назад прошла такая новость, которую я хочу прочитать, и мне бы хотелось, чтобы вы ее прокомментировали. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью. В ней он написал, что мнение президента России Путина относительно разрыва связи Украины и России не важно. По словам министра США, их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию в отношении региона, которая будет предусматривать особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков, цитирую, в Украине и где-то еще дальнейший разрыв связей с Москвой будет продолжаться независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение. Конец цитаты. Это такая ответка Путину за его статью об историческом единстве русских и украинцев? Ну, я думаю, тут в першу чергу складова політична грає роль і бажання там окремих діячів, в тому числі, можливо, Кулеби, ще раз з'явитися в заголовках ЗМІ, оскільки тема дуже актуальна, вона, скажімо, дискусійна в певній мірі, але тим не менш вона залишається в заголовках новин. Я думаю, що це одна зі складових такої діяльності і заяви про себе з боку Міністерства закордонних справ. Звичайно, що Україна повинна реагувати на подібні статті з боку президента Росії, оскільки, розумієте, ми живемо зараз в епоху постправди, коли історичні якісь реалії, наративи не мають значення, має значення те, як це будуть інтерпретувати сьогоднішні правителі. Так? Тому допускати до перекроювання історії, до того, що там ми завжди були меншим народом, і Росія, виявляється, була завжди, мовляв, старшою і більшою, і сучаснішою, це абсолютно не відповідає дійсності. Історія була абсолютно не такою. І от така провокація з боку Путіна, вона повинна мати відповідь з боку України. Він в певній мірі порозвучав з боку президента Зеленського, який вказав уже на ті розбіжності і решта. Ну, от зараз, власне, вирішив довершити цей похід такий Кулеба. Так? Питання в тому, наскільки ефективною є ця відповідь, і чи вплине вона на позицію чи російського керівництва, чи російського суспільства, велике питання. Але те, що ми маємо всередині держави своєї комунікувати це і пояснювати, це так. Особливо в розрізі останніх досліджень, які вказують на те, що майже половина українців вважає нас із росіянами єдиним народом, що, мені здається, не зовсім відповідає дійсності, а питання поставлене було абсолютно маніпулятивно, яке не передбачало чіткої відповіді на одне питання. В цьому проблема. Але те, що держава має боротися за уми, скажімо, своїх громадян, причому в позитивному сенсі демократичному, це однозначно, і схожі, можливо, матеріали мали б цьому сприяти. Также прошла сегодня такая новость. Представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров. Цитирую, на предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все по возможности для этого есть. Возвращение к этому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе. Конец цитаты. Насколько я понимаю, в нынешних реалиях, в нынешней ситуации это сделать невозможно, так как украинское руководство не признает выборы президента в Беларуси, не признает Александра Лукашенко как действующего президента Беларуси. Так как быть? От ця ситуація – класичний приклад такого політичного капкану, в який нас заводить Росія і почала заводити, починаючи з агресії в Криму і на сході України. Тобто це мінський формат. Це взагалі мертвонароджене певне утворення, яке не дає нам можливості вибратися із тих проблем, які ми зараз маємо, і запустити якийсь новий трек в перемовинах по Донбасу і по Криму.
І він полягає в тому, що перше, мінські домовленості, які були підписані, вони абсолютно не відповідають інтересам України і не відповідають, але при тому відповідають інтересам Росії. Так, і Росія буде однозначно тиснути на те, аби вони були реалізовані. Але українці розуміють, українське керівництво, те, що це неможливо зробити в тому вигляді, як це є. І друга тема додалася. Ось вона буквально недавно після виборів уже псевдопрезидента Білорусі Лукашенка про те, що проводити засідання в Мінську потрібно. І тут у нас є дві проблеми. Перша – це те, що керівництво тристоронньої контактної групи заявило про те, що ми не будемо брати участь у мінських перемовинах у Мінську, оскільки проводити зустрічі в Мінську – це те ж саме, що проводити зустрічі на Красній площі по своїй ефективності. Це абсолютна робота на полі ворога, особливо в умовах, коли він не був, президент мається на увазі, визнаний міжнародною спільнотою. Це гра фактично проти європейського якогось співтовариства і всієї західної цивілізації. Тому для нас, скажімо, відповідь позитивна на це запрошення, яке було, це фактично певна дипломатична капітуляція і певна згода з тим, що президент Білорусі, він є легітимним, тобто тим самим визнання. По-друге, чому мені видається це неможливим зараз, тому що, як ми знаємо, на превеликий жаль, керівник тристоронньої контактної групи, президент першої України Кравчук зараз не в тому стані, аби проводити засідання, він хворіє, тому мені видається, що відкласти в часі ті зустрічі можна. І вочевидь, що Україна має наполягати тому, що зустрічі відбуватимуться або в форматі онлайн, або ми будемо шукати якийсь інший майданчик, абсолютно незаангажований, незалежний для проведення подібних заходів. А есть такая альтернативная площадка, и вот потенциально какая страна может ее представить? Розмов було багато про те, де можна проводити. Зокрема, лунали варіанти Австрії, де можна було б це робити. Лунали варіанти Балтійських країн. Мені видається, що це не має принципового значення наразі для України, оскільки будь-яка із країн, якщо вона є нейтральною, вона не визнає окупації і Криму, і Донбасу, її керівництво політичне, значить це країна придатна. Єдине, що важливо в цьому аспекті, це період того, скільки потрібно туди діставатися, так, тобто проводити десь у віддалених куточках буде доволі складно як для української сторони, так і для російської, і для так званих республік, так, псевдо. Тому це мала би бути країна зручна з логістичної точки зору і та, яка не має якогось ворожого ставлення до України. А решта – це питання домовленостей. Я хочу ще раз зазначити, що рух по мінським домовленостям, він неможливий. Він зайшов в глухий кут, абсолютно в тупик, з якого вибратися фактично неможливо. Підстав для того, аби Росія змінювала свою політичну позицію і погоджувалася на той перелік дій і їхня послідовність, яка влаштовує Україну, вона не приходить наразі. Я сумніваюся, що в найближчі роки, місяці позиція політична з Росії зміниться. Тому зараз ми бачимо, як активізувалися інші теми, зокрема по Кримській платформі, інші формати за участі Сполучених Штатів, мається на увазі нормандський формат, який пропонують зараз, задля того, аби видозмінити, можливо, фокус і вектор цієї розмови, щоб, можливо, написати якусь іншу дорожню карту для виходу із нинішньої ситуації. Але, знову ж таки, доки не погодиться на будь-які поблажки чи компроміси Росія у цьому конфлікті, доти формати не матимуть принципового значення і місце проведення цих перемовин в тому числі. Технически для имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство нужно всего лишь вставить ее текст соответствующего закона. Однако украинская сторона не пойдет на этот шаг в обход политической подгруппы в трехсторонней контактной группе, ведь в рамках нормандского формата было принято решение рассматривать этот вопрос в рамках подгруппы. А российская сторона пока блокирует это рассмотрение. Об этом заявил вице-премьер министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Давайте вместе его послушаем и обсудим этот вопрос. Це питання до наших європейських партнерів. Якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави, чи означає це, що потрібно припинити відповідні консультації в тристоронній контактній групі? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини Мінських угод? Питання риторичне. Тут тоже, как говорят по-украински, глухий кут.
Так, однозначно. Нас той формат, який пропонували із Німеччини, також не влаштовує. Це питання зараз тиску на Україну і в певній мірі примушування її до того, аби приймати якісь активні дії і вирішувати це питання, оскільки європейці, мовляв, втомилися, росіяни також готові вирішувати це питання, але немає ніби політичної волі з боку України і готовності відповідати підтвердженим намірам. І це велика проблема. Тобто я думаю, що не можуть європейці до кінця розуміти тієї гостроти проблематики, яка є в Україні, і можливих наслідків від реалізації чи то мінських домовленостей, чи то формули Штайнмаєра. Тому ми маємо активніше артикулювати наші інтереси і розповідати про те, хоча б ставити, скажімо, абсолютні червоні межі, за які ми заступати не готові, оскільки, судячи із останніх економічних домовленостей, які були досягнуті між Росією, Німеччиною, між Німеччиною і Сполученими Штатами, Україна станом на сьогодні, на великий жаль, не є повноцінним суб'єктом міжнародної політики. Виявляється, що можна приймати рішення за нашими спинами, ставити нас перед фактом про те, що якісь були підписані важелі впливу з боку Німеччини на Росію, в разі якщо вони будуть тиснути на Україну економічно, хоча якогось конкретного переліку дій з боку тих Сполучених Штатів чи Німеччини немає. І це все абсолютно абстрактні, якісь дуже загальні речі, які насправді не відповідають нашим інтересам. Тому думати про те, що європейці однозначно на боці України і вони пропонують ті варіанти, які відповідають нашим інтересам, це велика помилка, яку не можна допускати, і потрібно у подібних перемовинах вивіряти не те, що кожне слово, а кожну кому, яка стоїть для того, аби не Пане Максиме, вот в вопросе имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, ведь канцлер Германии Ангела Меркель не сказала ничего нового, и Министерство иностранных дел Германии тоже не сказали ничего нового в этом вопросе. Они говорят всего лишь о необходимости реализации того коммюнике, которое было заключено по итогам Парижского саммита четверых лидеров в нормандском формате, где, собственно, и прописана эта формула Штайнмайера. Вот как нам с этим быть тогда? Так, от в тому і проблема, що іноді українській владі доводиться погоджуватися і підписувати ті документи під зовнішнім тиском, під, скажімо, складними, унікальними якимись політично-військовими умовами. І ми щоразу на ці гачки потрапляємо і після того не готові їх виконати. І абсолютно логічно не готові виконати. Це, мабуть, проблема інституційності української влади. Но це вот проблема... почему не готовы выполнить? Мы же говорим о своей субъектности. У нас решение в изменении законодательства, закон принимает Верховная Рада Украины. Мы демократическая страна, правильно? И президент не влияет на решение парламента. А парламент может просто не проголосовать за имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы же строим демократическую страну. Этого же хотят наши западные партнеры. Ми ж суб'єкт. Однозначно. Формально, звісно, президент наш не впливає на парламент абсолютно. Це незалежна інституція, але ми знаємо реальну ситуацію. Я думаю, європейці її прекрасно також розуміють. Я думаю, що це питання дуже політичне, і воно залежить, скажімо, від позиції, в принципі, української влади. Здесь просто я к тому, що огромне поле для маневра для України, в принципі. З'являється, однозначно. Конечно. Справа в тому, чи розуміє цей маневр і його можливості українське керівництво. Зважаючи на ту діяльність, яку проводив парламент за останні місяці, так, от розуміння глобального того, як можна грати, скажімо, з тими ж самими підписаними угодами, ратифікувати їх, не ратифікувати, проблеми залишаються. І те, що український парламент сьогодні, скажімо, залишається формально, скажімо, під контролем президента, але те, що іноді не вистачає голосів навіть на ті рішення, які хотіли б приймати з Офісу президента, це однозначний факт. Ну і ще питання, як цією ситуацією можуть скористуватися в опозиції, так, навіть якщо буде там, голос чи команда з боку Офісу президента голосувати чи провалювати це рішення. Я думаю, що тут іде питання про боротьбу внутрішньополітичну. Ми знаємо, якою є позиція по відношенню до влади з боку тої ж Європейської солідарності чи інших опозиційних сил. Я думаю, що президент Зеленський в певній мірі побоюється того, що, в принципі, винесення цього питання на засідання і на пленарне засідання Верховної Ради може бути використане опонентами
як можливість атаки на нього і відбивання своїх позицій. Тому ми насправді боремося не стільки на міжнародній глобальній арені, скільки за бажання отримати свої політичні дивіденди і бонуси, боремося всередині. І ніхто не хоче втратити свої можливості покритикувати опонента і отримати на цьому якісь додаткові рейтинги і політичні бали. А зважаючи на те, що ситуація дуже хитка і не поодиноко експерти кажуть про можливість і перевиборів, і перезавантаження окремих інституцій, проводити якісь такі, ну, скажімо, вибухонебезпечні голосування вкрай небезпечно для нинішньої влади української. Это может спровоцировать бессрочные протесты? Ну, я думаю, що можливі різноманітні варіанти, але те, що цією ситуацією спробують скористатися в опозиції, розхитувати якийсь спокій в суспільстві, спробують розхитувати, можливо, і активізовувати вулицю, я не виключаю такої можливості. Особливо розуміючи те, що сьогодні ставки політичні підняті дуже високо. І ми бачимо за різними активностями, і, зокрема, за викраденням того ж самого Чауса, і за різними іншими процесами, які відбуваються, що проходить активна політична боротьба із спробою дискредитації опонентів, і спробою, скажімо, перекроїти політичну карту в Україні. Тому я думаю, що тут питання побоювання, воно стоїть на першому місці від того, аби прийняти чи не прийняти те рішення. Пане Максиме, еще вот такой вопрос. В последнее время мы видим, как Совет национальной безопасности и обороны принимает чуть ли не самые важные решения для нашей страны. Чуть ли не каждую неделю мы видим различные заседания Совета национальной безопасности и обороны, где выносятся разные решения по поводу санкций и так далее. Вот как вы думаете, почему все же президент Украины Зеленский опирается на РНБО, когда у него есть НАБУ, антимонопольный комитет, прокуратура? Зачем ему все же использовать только лишь механизм РНБО, и насколько это юридически обоснованно и правильно? Так, з приводу РНБО доволі цікава ситуація. Вона, скажімо, склалася, мабуть, рік як, так, можливо, трошки менше, мабуть, із січня місяця цього року активізувалося засідання Ради національної безпеки. Я вбачаю в цьому кілька функцій, що відбувається саме так. По-перше, Рада національної безпеки дозволяє президенту приймати рішення доволі швидко. Їх не потрібно напрацьовувати місяцями, їх не потрібно ухвалювати за допомогою парламенту в двох читаннях і можливими правками і законодавчим спамом. Тобто в такий спосіб президент приймає ті чи інші рішення вкрай оперативно і вводячи їх в дію фактично з моменту підписання. Наступний момент, що президент, знаючи його любов до публіки, до рейтингів і до схвалення суспільного, намагається брати ініціативу в свої руки. Рада національної безпеки і оборони – чи не єдиний інструмент, який ставить президента всередину політичної системи, нагору її, фактично в центральній частині. Тому Зеленський залишається на виду, він ініціює засідання, він під головуванням якого відбуваються ці якраз голосування, він ставить головний підпис, він є керівником цього інституту. Це дозволяє йому самоствердитися і продемонструвати суспільству, що він дійсно є лідером і він може в потрібний момент стукнути рукою по столі і сказати, як все має відбуватися. Тому це друге питання, яке є. Третє, звичайно, це того, чи в принципі за допомогою інших інституцій він зміг би отримати таке схвалення, як він має в РНБО. Тому що парламент, скажімо, далеко не абсолютно там президентський. Так, якщо подивитися за останню сесію, президент подав близько 160 законопроєктів, 60 з яких не проголосувала Верховна Рада. Тому сказати, що він має повністю абсолютний вплив на парламент, буде перебільшенням. Що стосується інших інституцій, тут також не все так просто. НАБУ абсолютно незалежна інституція, яка навряд чи підпорядковується президенту, чи бодай може вирішувати якісь справи за сприяння того ж самого Зеленського. Так? Тому тут є цілий ряд переваг, які дозволяють виходити з тіні і залишатися в центрі уваги президенту. І, по-друге, приймати дуже швидко рішення. Інше питання, наскільки ці рішення відповідають закону українському, наскільки вони є легітимними по великому рахунку, і наскільки той рівень рішень, які приймаються на РНБО, дійсно належало приймати РНБО. Будемо відвертими, там санкційні списки, якісь контрабандисти, ще якась
якась історія, позбавлення громадянства громадян України за контрабанду. Тобто є дуже багато популістичних абсолютно рішень, які по великому рахунку не мають нічого спільного із такою формальною необхідністю діяльності РНБО. Тому з'являється запитання, чи мала б вона в принципі цими питаннями опікуватися, а не займатися дійсно безпекою і обороною. Тому це питання вже до влади. Так, але те, що це якісний, ефективний інструмент, однозначно. Дякую вам дуже, пане Максиму. Чохсах у нас Максим Джигун був з нами на прямому зв'язку. Політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politic. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на несколько минут, а далее вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen kule. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Kırım ханлығы devlet olarak hüküm sürdü.
Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytып, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarında takar sırgalar, denizinin tılsımı, ruhumnu sıylar, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun ey ana vatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım sende husus min var. Ya Rabbim Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın. Yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Это наш номер. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы по обсуждаемой теме. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать телеканал АТР материально вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымстарской семьи АТР. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать борьбу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии Олексій Гетьман, ветеран войны на Донбассе, майор. Витаю вас, пан Олексій. Салям алейкум. Салям алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Рабочая группа оккупационного парламента Крыма, которая объявила о своей работе по сбору материалов и подготовке иска к Украине из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, планирует подать документы в суд до конца года. Об этом сообщил оккупационный глава комитета по законодательству Крымского парламента Сергей Трофимов. Давайте послушаем его. Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов, соответствующие поручения, данные республиканским министерством, чтобы каждая цифра имела обоснование. Эта работа идет, но это требует времени. Пане Олексію, насколько вообще состоятельны такие обвинения оккупационных властей в отношении Украины? Есть ли какие-то перспективы у этого иска? Вообще интересно, куда они этот иск будут подавать-то? Ну, ми знаємо, що в Російській Федерації прийняті закони про те, що вони можуть не виконувати рішення міжнародних судів. Да. І ми знаємо про те, що згідно міжнародних правил і нормативів, певних відповідальність за життєзабезпечення людей на окупованих територіях, а ми вважаємо Крим тимчасово окупованою територією, повністю лягає на плечі тої країни, яка це зробила. Я думаю, що перспектив, ну я не думаю, це будь-який юрист, навіть, може не першого, а вже другого курсу вам скаже, що перспектив в суді у цього позовної заяви немає, але це просто інформаційний привід для того, щоб показати, ще раз нагадати про себе, щоб зробити хвилю. Це таке правило дрібних порізів, щоб трошечки напрячь нашу групу, яка там всім займається, наше зовнішньоекономічне відомство. Тобто це просто информационная бульбашка, не більше. Вот насколько перекрытие Северокрымского канала является проблемой для оккупантов? Для них, ну, якщо б для них це була не проблема, якщо б вистачало тої води, що у них там є власних видобутків, чи яка в них там залишається,
ну вони б не піднімали цю хвилю. Справа в тому, що якщо прибрати військові бази, які там, і військовослужбовці, які там знаходяться в Російській Федерації, то мирним мешканцям, цивільному населенню тої води, що там зараз є, її цілком би вистачало. Проблема виникла в тому, що кількість води, яка споживалась саме в Криму, вона збільшилась, значно збільшилась, я цифри точно зараз сказати не можу, після того, як Крим умовно став частиною, як вони вважають, їхньої Російської Федерації. І це відбулося тому, що там з'явилось багато російських військовослужбовців, які потребують не тільки воду, яку можна пити, це вода, яка потрібна для обслуговування, пробачте, техніки, зброєння і іншого. Це а это много? Вот мы действительно говорим о том, что воды в водохранилищах, из природных источников и так далее, в принципе, без Северокрымского канала для местного населения хватало. Но мы понимаем, что Россия меняет демографию Крыма, она заселяет на территорию Крыма со своей территории огромное количество людей, плюс мы понимаем, что Россия милитаризирует Крым, завозит огромное количество своего железа, военной техники и своих военных солдат. Вот насколько идет на обслуживание той же военной техники воды? Это много? Ну, давайте з вами просто, багато хто з глядачів або мають машину, або їхні родичі мають таку машину. Скільки потрібно людини, щоб напитися за день води, якщо він не займається якимось там, це 1,5, може, 2 літра, більше навряд чи. Скільки треба літрів води, щоб помити КАМАЗ, велику вантажну машину? А згідно військових нормативів, це мається робити ледь не кожен день. Якщо цього не зробити, то вона буде не просто брудна, танк чи якась машина. Ми кажемо просто про таку техніку. Вона просто не зможе їздити. Там є певні... Потім воду треба... простіше кажучи, для обслуговування військової техніки потрібно дуже багато води. Вона непорівнянно більше потребує води військова техніка, ніж люди. В КАМАЗі можуть приїхати, наприклад, 30 людей. Але і вони можуть випити, умовно, 30 літрів води в день. 50 літрів води, умовно кажучи. Це, я кажу, з великим допуском в плюс. Це якщо запакувати їх так плотно. А щоб помити цю машину, це літрів 200 не менше. Тобто машина потребує разів в 10 води більше, ніж ті люди, яких вона має забезпечити як військових. Тобто це 1 до 10 не менше. Пане Олексію, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас независимого эксперта и геоэколога Юрия Медовара. Он с нами на прямой связи по телефону. Пане Юрию, витаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Да. Меня слышно? Да, вас прекрасно слышно. А нас? Отлично вас слышу. Прекрасно. Добрый день. Да. Добрый день. Юрий, недавно российский вице-премьер Марат Хаснуллин посещал оккупированный Крым, и, значит, он сообщил о том, что ему удалось получить первую партию пресной воды, которую они добыли, значит, под Азовским морем, из источников под Азовским морем, и, по его словам, в данный момент проверяется ее качество. Вот что это означает, если все же добыли они такую пресную воду, что значит проверять на качество? Во-первых, я думаю, что господину Хиснуллину надо дать Героя России, потому что тайну поля шинели он первый раскрыл и зашел в воду, которую все знали уже 100 лет. Под любым морем есть пресная вода, абсолютно под любым, под Азовским, под Черным, под Ледовитым океаном. Тут нету никакой новости. Значит, в отношении, какую воду он добыл, я, честно сказать, не знаю. Чтобы вы поняли, подземная вода, как правило, разгружается в море непосредственно сама по себе и через поверхностный слой, где она составляет примерно 30%. Но это поверхностный слой. А подземный разгружается в дно моря. Так можно было поставить водозабор на берегу и качать эту воду. Не надо было лезть в море, потому что то, что он там нашел, не поддается анализу. Это же нужно отследить запасы этой воды. А по одной скважине, подумать, это невозможно. И дальше, если вы начинаете оттак, просто метод, вы можете сразу оценить не качество воды, а хотя бы ее минерализацию, насколько она пригодна для питьевого водоснабжения. Они сейчас будут ее исследовать, и непонятно, что он там поднял.
в Азовское море. С одной стороны, а с другой стороны, со стороны России, там где Ростовская область и так далее. Ничего нового там нету, но он отчитался перед за те миллионы, которые выделили для якобы подземной воды, которая 100 лет существует, ну я имею в виду, об этом все знали, как и Черное море, как и любое море, которое существует на свете. Тут нету ничего нового. Ну что он там несет? Ну бог с ним, все с Нулиным. Еще раз объясняю, это не спасение Крыма. Это все ограничено, потому что это течет с материка. А на материке сейчас куча скважин на полуострове, которые сажают воду, мало не покажется. Потому, еще раз повторяю, решить вопрос может только Северо-Крымский канал. Значит, дипломаты должны садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Все остальное ерунда. Понимаете? Это значит, что такое Кавказ. Мы здесь забрали, а там дырка образовалась. Мы здесь взяли, а там тоже дырка образовалась. То есть мы сами у себя качаем. Ну, это же известные вещи. А вот дожди были большие в последнее время. Они никак не повлияли на улучшение ситуации с наполняемостью водохранилищ? Нет. Ну, большие дожди, понимаете, это есть серия маловодных, многоводных лет. Природа, она же циклична. Поэтому, ну, сейчас прошло, потом будут сухие годы, потом опять влажный год и так далее. И второе, знаете, самое интересное вам скажу. А вот себестоимость этого, вот вопрос в чем, понимаете? Поднимать ее со дна, тащить трубопровод на берег, ну, вы понимаете, ставить насосные станции. Ну, а как же пойдет и для морской воды, когда мы сработаем напоры и упадут уровни? Тут все надо считать. Вот то, что сейчас говорит, это для Путина, да, для внутреннего пользования. Как же пересчитать запас этого горизонта? Сколько там воды-то находится? Мы же не знаем, и он не знает. То есть фактически могут повышаться тарифы, и эта вода будет космических цен? Ну, конечно, да, ну, вы понимаете, да, пробурить платформу, поставить там станцию, провести до берега, ну, это эксплуатировать и обслуживать, это стоит денег. Так вот, надо считать себестоимость, как мне сказали математики, мои друзья. Ребята, давайте посчитаем себестоимость. Ну, ведь эта вода будет золотая. Ну, так что делать-то? Пане Юрию, у руководства Украины относительно поставки воды через Северокрымский канал в Крым позиция четкая, она определена даже в стратегии по деоккупации Крыма. Никакой воды до деоккупации полуострова. Позиция вот такая четкая. Как вы думаете, насколько вот тех ресурсов подземных, которые есть сегодня в Крыму, могут хватить? Ну, вот смотрите. Давайте мы просто с вами составим баланс. Я уже много раз об этом говорил. Северо-Крымский канал давал год. И что? Не объем воды, который 300 кубометров в секунду. Нет. Сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок с Юрием Медоваром, независимым экспертом, геоэкологом. Мы попробуем еще раз его набрать и наладить связь. Пане Олексію. Важко не погодитись. Він фахова людина, він дає фахові коментарі. Це приємно слухати. Не на загал, а саме точечно, грамотно. Це... В мае месяце, когда мы наблюдали такое массовое стягивание российских войск к границам Украины, разведка Украины сообщала, что, возможно, это в том числе и касается воды, в том числе и касается, возможно, некой спецоперации России для получения доступа к Северокрымскому каналу. И, возможно, Россия организовывала некое такое нападение на южную часть материковой Украины. Вот такие угрозы по сегодняшний день, на ваш взгляд, сохраняются? Так, угрози ці зберігаються, але казати, що це було саме такий план, коли вони стягували війська, ну потім вже Путін вже пояснив, ну, своїми діями, для чого це відбувалося, навіщо це було зроблено. Це була демонстрация силы. Пане Олексію, мы вернемся к этому вопросу. Пан Юрий к нам вернулся. Давайте дослушаем его реплику. Пане Юрий, вы слышите нас сейчас? Ты слышишь? Почему? Да, пане Юрию, вот давайте попробуем еще раз ответить на мой последний вопрос. Если вам нужно, я могу продублировать, либо вы продолжите.
альтернативы Северо-Крымскому каналу Да. нету. Да. Потому что Северо-Крымский канал давал 80% воды на полуостров. Все остальное был внутренний резерв. Он остался. Он остался. Эти 20% и сейчас существуют. А вот заменить Северо-Крымский канал ничем нельзя. Ни опреснением, ни так далее. Ни вот этой азовской водой под Азовского моря. Это все ерунда. Потому что 300 кубометров в секунду, пускай они посчитают и скажут, смогут они заменить канал или не смогут. А пускай работают дипломаты, они за это деньги получают. Я вот считаю. Спасибо вам большое. Дуже дякую вам, пане Юрию. Юрий Медовар был с нами на прямой связи, независимый эксперт и геоэколог. Пане Олексію, ви сказали, що така я можу угроза підказати, сохраняється. ну, щоб закінчити цю тему, можна підказати російським діячам, що вони можуть запропонувати Путіну, може дійсно отримують медаль там Героя Росії. Хай замість газопроводу зроблять водопровод з Байкала, нехай качають воду, хай їм буде щастя. Справа в тому, що стосовно можливості, це був не єдиний план, який розглядався. У нас немає цих документів, які підтвердили би, що саме вони намагалися зробити. Думаю, що в Росії таких документів нема. А це було один із сценаріїв можливого розвитку подій, от стягнення цих військ. Це дійсно пробити дорогу до водоканалу, щоб забезпечити водою півостров. Це могло бути. І досі ця можливість, вона присутня, і це можна очікувати в будь-який момент. Я навіть скажу більше, це моя особиста думка, я не хочу, щоб це було сприйнято як по-іншому. Вони мають довести, мені здається, що росіяни мають довести до майже екологічної катастрофи Крим з питань води. І тоді вони скажуть, що в них просто не було іншого виходу, як забезпечити людей, які там вмирають від спраги, водою. От це може бути спочатку довести саме не військових, вони їх будуть забезпечувати, а саме цивільне населення до якоїсь такої майже екологічної катастрофи з питною водою, а потім казати, що це в них така от майже гуманітарна місія добратися до води, щоб дати людям пити. Я це припускаю. З їхнім ментальністю, так як вони себе поводять, це цілком імовірно. Але чи можемо ми дати відсіч? Повномасштабну війну це з Росією в лобову ми програємо, але ми будемо вести локальні бойові дії. І я думаю, що загроза і локальне, і повномасштабне вторгнення з боку Росії залишається, але мы в змозі дати им відсіч. А можем ли мы рассчитывать на помощь наших западных партнеров, военную помощь? Я хотів би сказати так. Але по великому рахунку, якщо це буде, навряд чи. Ми навіть зараз не є, у нас нема плану дії по вступу до Північно-Атлантичного альянсу, навіть цього нема. Ми, стратегічні партнери, це дуже добре. Може, нам дадуть якусь зброю, але я не думаю, що американські, чи британські, чи німецькі солдати приїдуть в Україну. Вони не зможуть пояснити своїм виборцям, своїм мешканцям, чому ці люди поїхали вмирати, за які інтереси своєї країни, чи загального світу, саме в Україну, до яких стільки, це я розумію наступне, до яких дуже багато питань з приводу корупції, з приводу всього того, що відбувається в країні, і що негативні тенденції, вони, на жаль, посилились з приходом нової влади, хоча мало бути навпаки, вони мали зменшити. Корупція в нас, пробачте, всі 30 років була і є, але ми сподівалися, що вона буде зменшуватись. Корупція в будь-якій країні. Так де її нет? Вона має, Тільки вопрос в масштабах. А масштаби, на жаль, збільшилися. І це не ми, так, люди, які там критикують сьогоднішню владу і вважають себе опозицією. Це дослідження міжнародних експертів. Якщо Блінкен каже, що у вас треть бюджету в тіні, тобто це корупційне, що значить в тіні? Це ж не від сонця він заховався. Це значить, це корупційна складова. Третина бюджету, такого ніколи не було. І це каже в обличчя, я не знаю, які вони там, це добре на самокатах по офісу кататися, але ж вам каже, може вони не знають такі, може їм проще сказати, що це міністр закордонних справ Сполучених Штатів. І він їм каже, що хлопці, у вас третина бюджету знаходиться в корупційних складових. Що ви робите? І вони щось починають розповідати, і всьому винен ми знаємо хто.
Давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к крымской платформе. Сегодня президент Украины на форуме «Украина-30» заявил, что уже 29 стран подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Давайте послушаем цитату президента. Ми повертаємо Крим в світовий порядок денний, щоб повернути додому, в Україну. Свою участь в саміті на сьогоднішній день підтвердили США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші. Буде багато країн Європейського Союзу, загалом 29 країн. Це великий і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не буде піднімати питання Криму тільки в одному випадку, коли буде піднімати прапор України в Криму. С нами сейчас на прямой связи Олександр Левченко, надзвичайний повноважений посол Республіки Хорватія 10-17 в Боснії та Герцеговині в 11-17 роках. Пане Олександр, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Вітання найкраще вам і глядачам. Пане Олександре, 29 стран и международные организации на саммите Крымской платформы. Это хороший результат на сегодняшний день? Ну, враховуючи, що починали з нуля, то, в принципі, непоганий результат. Так що, і враховуючи, що 23 серпня – це все-таки час відпусток, да, повний, мертвий сезон політичний, дипломатичний, так що результат непоганий. І я думаю, що, так би мовити, приїзд 29 делегацій, а можливо ще парочку ще додається в якісь ближчі дні, це буде хороший показник для офіційної політики Москви, що про Крим Україна, міжнародна спільнота не забувають, він стоїть на порядку денному міжнародних організацій, світового співтовариства, і питання повернення Криму є важливим для європейської та світової спільноти. На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что сейчас Украина находится на этапе согласования Крымской декларации с теми странами, которые уже подтвердили свою готовность принять участие на саммите Крымской платформы. Эта декларация, насколько я понимаю, будет представлена на инаугурационном саммите, под который ряд государств поставят свою подпись. Как дипломат, вот как вы видите содержание этого документа? Что в нем должно быть, на ваш взгляд? В этом документе, конечно, он должен быть, все-таки учитывать точку зрения абсолютно всех стран. Поэтому вы понимаете, что чтобы со всеми, все страны согласились с его текстом, он будет, так сказать, менее, может быть, острый, чем нам хотелось бы украинской стороне, да? Вот. Но, тем не менее, главные принципы там, я думаю, будут заложены. Принципы, которые фактически говорит Устав Организации Объединенных Наций, так сказать, Хартия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, документы Совета Европы и, в общем-то, основы и принципы международного права, которые говорят о том, что территориальная целостность государств, членов международного сообщества, есть неприкосновенной. Другие страны должны уважать территориальный суверенитет и целостность других государств. Поэтому в любом случае документ, который будет приниматься, если он будет, так сказать, и уверен, будет соответствовать этим международно-правовым нормам, не будет приятен для официального Кремля, потому что политика Москвы направлена на то, чтобы попирать международное право, с тем, чтобы, так сказать, обманывать международное сообщество, что происходит на Крымском полуострове. А в документе мы можем прописать рамочные принципы, которые говорят о том, что Крым должен возвращаться домой, а это значит в Украину. Да, но вот такие заявления, такие рамочные документы мы видим уже на протяжении 7 лет. Я говорю о различных резолюциях Организации Объединенных Наций, я говорю о резолюциях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и так далее. Разве в этой декларации вы не видите некий механизм возвращения Крыма? Ведь основной целью Крымской платформы, как заявляет Министерство иностранных дел, это возвращение Крыма. Вот механизм
механизм возвращения Крыма должен быть прописан в таком документе? Если нет, то где он должен быть прописан? Или проартикулирован, продекларирован? Где мы можем это увидеть? Увидим ли? Я думаю, что в этом документе еще не будет прописан сам механизм, каким образом Россия передает Крым Украине. Мы должны быть реальными людьми, так сказать. Вот. Значит, декларация имеет декларативный характер. То есть страны-подписанты говорят о том, что они хотят добиться, подписывая эти документы, их цели, принципы и как они ожидают, будет закончен процесс, так сказать, деоккупации полуострова. Механизм деоккупации – это серьезный процесс, это переговоры должны быть двусторонние или многосторонние именно с Москвой, согласовывать, когда они будут выводить войска, каким образом будут уходить организации оккупационные и так далее. Мы очень далеко от этого процесса. То, что принимается международная резолюция, как бы нет конкретного результата, ну, ничего страшного, так сказать, все идет по накопительной. А каждая резолюция следующая, она более конкретная, и требования у нее более решительные. Вместе с тем хочу сказать, что ожидать самого механизма деоккупации в этой декларации не стоит. В этой декларации будет, так сказать, требование стран-подписантов о том, чтобы Россия вернула Крым. И это очень много. Понимаете, у нас же много лет мы говорили, что Крым – это Украина. Ну хорошо, а Россия говорит, Крым – это Россия. Мы же не ставили вопрос, что Россия обязана вернуть Крым Украине, о чем я как посол в Хорватии говорил с 2014 года. И сказал, что такие формулировки не способствуют тому, что будет ускорен процесс. У нас не было даже платформы международной по деоккупации Крыма, о которой я говорил тоже с 2014-2015 года. Интересно, ну, а вот, почему, наконец, на ваш взгляд... эта платформа создана? Почему, на ваш взгляд, она так опоздала, эта платформа? Ну Уже как? 8-й год оккупации. Это нужно обращаться к тем, кто с 2014 года принимал политические решения. В Украине. Да, я понимаю. Я думаю, вы все понимаете хорошо, я тоже. Да, пане Олександре, а что дальше? Прошел инаугурационный саммит. Как вы видите дальнейшее развитие Крымской платформы? Ну, а дальше, так сказать, институционные механизмы. Знаете, что, так сказать, будет офис Крымской платформы, есть идея создания, он начинает системно работать, так что перспективы неплохие. Неплохие. И хорошо, что, так сказать, наконец-то мы создаем международную платформу по деоккупации полуострова. Пане Александре, вот сейчас у меня возник такой вопрос. Вы ведь были послом в Хорватии, и сейчас очень много разговоров относительно урегулирования войны на востоке Украины. Различные форматы предлагаются. Мы видим, как Минский процесс, нормандский формат сейчас находится в стагнации. Некоторое время назад говорили о возможном хорватском сценарии возвращения Донбасса. Как вы думаете, хорватский сценарий, он приемлем для нас? Ну, конечно, приемлем. Для нас он очень приемлем. Второй вопрос, что насколько, так сказать, российская сторона будет на это реагировать и так дальше. Но, тем не менее, это, хорватский сценарий – это позитивный сценарий, чуть ли не единственный, возвращение временно оккупированных территориях на договорно-правовых началах. Так что его нужно... еще мы можем его, так сказать, очень хорошенько использовать. И наши партнеры, и французы, и немцы очень хорошо знают об этом хорватском опыте. Дякую вам дуже, пане Олександре. Дякую вам. У нас Олександр Левченко був з нами на прямому зв'язку. Надзвичайний повноважний посол Республіці Хорватія в 10-17 та в Боснии и Герцеговине в 11-17 роках. Пане Алексею, к Донбассу еще вернемся. Относительно Крымской платформы глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 4 тематические панели Крымской платформы. Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций. По его словам, декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств. Какие именно панели предусматривает Крымская платформа, я предлагаю послушать в цитате Дмитрия Кулебы и продолжить наш эфир.
На саміті, окрім основного засідання, за участі глав делегацій відбудуться 4 тематичні панелі. Це про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримсько-татарського народу. По итогу, насколько, по-вашему, крымская платформа будет эффективной в вопросе деоккупации Крыма? Як крок до деокупації, вона доволі ефективна. Як єдиний засіб, який може дати можливість повернути Крим в состав України, я думаю, що це один із кроків. Сама платформа, правильно сказав пан посол, це вона рішення цієї платформи будуть мати декларативний характер, це непогано. Багато стран просто нагадають про те, що Крим досі окупований, що Російська Федерація його незаконно у нас анексувала, простіше кажучи, захопила. Бо за війною на Донбасі ми потрошечку якось поза нашим бажанням. Питання Криму, воно в будь-якому випадку, воно йде другим після питань Донбасу, на жаль, тому що там гинуть люди, там йдуть бойові дії, а це воно, і якось росіяни, я думаю, що бажали, щоб воно трошечки так десь на тормозах, як то кажуть, на гальмах, десь зійшло на нівець. Це дуже добре, що буде така платформа, що буде багато країн, але вважати, що взагалі, що Росія добровільно поверне Крим, я не можу уявити собі президента Російської Федерації, який скаже, що він скаже своїм мешканцям, своїм виборцям, що, хлопці, ви знаєте, я вирішив, що ми, хай це буде після Путіна, що Путін був неправий, давайте повернемо Крим Україні. Як відреагує росіяни, російський електорат? Навіть Навальний, якого ми вважаємо лідером, майбутнім президентом Росії, він однозначно сказав, що, вибачте, Крим – це питання не обговорюється поза межами всіх перемовин. Крим – це він був, є і буде російським. Я думаю, що Крим ми зможемо повернути тільки тоді, коли вся світова спільнота зможе запропонувати Росії щось більш цікаве, їм стане це нецікаво, вони якось зможуть пояснити своїм громадянам, чому вони це зробили, або шляхом війни. Визвольної війни, як це бувало, їх вже в Криму били, англічани били. Вони багато разів програвали по-іншому, добровільно. Вибачте, що це я людина пов'язана з армією, тому я по-іншому я не бачу. Або тиск спільноти світової, не тиск їм, як то кажуть, не дуже їх хвилює. Якщо буде цікава пропозиція, вони можуть на це погодитись. А якщо ні, то це може бути тільки... А наскільки равносильні сили України і Росії? Ні, війну Україна в Криму проти Росії вести не буде. Я маю на увазі, коли ми станемо членом Альянсу, тоді може бути, це буде, щось на кшталт бурі в пустелі. Угу. По-іншому ніяк. Западної коаліції? Так. А по-іншому, як? Уявіть. У нас є зараз остров Зміїний, там є суперечки. І ми вирішимо зараз, вийде Зеленський, чи Порошенко, чи хто завгодно скаже, ви знаєте, ми вирішили передати Румунії, або Болгарії, кому завгодно, передати якусь частину своєї території. Вже нікого не цікавить, як він к нам потрапив. Але сьогодні росіяни вважають, що сьогодні Крим – це їх. Тим більше з таким пафосом. Крим вернувся в родну гавань, хоч камні з неба. І зараз виходить якийсь Навальний, чи не знаю хто, чи Явлінський, чи хто завгодно. І каже, ви знаєте, ми вирішили повернути Крим Україні. Його російська сіберіті і взагалі російське суспільство його не сприйме. Це буде тоді, в них це прийнято, дворцовий буде переворот, чи його просто десь щось з ними робить, як ми це бачили прямо десь на сходах Кремля, як це було. Пробач, Господи. Тому або щось запропонувати, і вони скажуть, дивіться, нам запропонували я не хочу якісь вигадувати. І тому давайте зробимо, Крим, депресивна територія. Чому Хрущов передав свого часу, переписали частину, там взагалі було цікаво, на це можна довго розказувати. Кубанська область, як там, і Крим, він же був депресивний район, він просто, його не передали, як потім він став всесоюзна здравниця, його передали як депресивний район. І цей тягар повісили на Українську Радянську Соціалістичну Республіку, на її бюджет. Тобто Крим і Україна його піднімала. Україна зробила все, щоб він став таким, яким він був в 2014 році, коли його анексувала Росія. Пробачте, де ви раніше були? Тому сподіватися на те, що хтось в Росії,
щось йому таке в голову прийде, і він вирішить, якийсь із керівників, царівчих, там, кажуть, що буде царя знову вводити, що не хоче, не президент. Вони добровільно не придадуть. Або як щось їм запропонують, або, ну, лякати їх теж, ну, або просто налякаються. Може так. Тому в мене, я думаю, що, на жаль, перспектива на ближайше, ну, років, ну, принаймні 10, мені здається, це песимістичний прогноз. Дай Бог, щоб до кінця цього року. От я дуже люблю Гурзуф. От дуже люблю. Я дуже люблю Часто бували? Так. Дуже люблю Епетрі. По канатній дорозі. Там дуже цікаво. Я на лошадях катався в Епетрі. Ну, там мені дуже подобається Крим. Ну, не тільки Гурзуф, там Мухолатка, Робоча голова, Калушта, ну, все планерське. Тому дуже хотілося б там знову бути в українському Криму, але, на жаль, я розумію, що років, ну, на жаль, мені здається, на мій розсуд, років 10 ще ми будемо за це. Але рухатись треба. Якщо ми нічого не будемо робити, то це буде вже, ну, тоді ми мовчимо, тобто ми погодились, ми нічого не відповідаємо. Нам кажуть, Крим не ваш. Ми кажемо, ну, ми мовчимо. Тобто Ну, ми так не кажемо. Тому це дуже добре, це кримська платформа. Дивіться, у нас може бути будь-яке відношення до будь-якого президента, позитивне чи негативне. Це особиста думка кожного, і там і є аргументи. Але є певні дії, давайте без прізвищ. От ці дії стосовно кримської платформи українська влада зробила правильно. І можна, ну, на жаль, це зробив Зеленський, який особисто мені, наприклад, не подобається. Ще подобається, я не буду казати, ну, це, ну, яка різниця, що мені там... От, але це було правильно. І якщо це і далі буде 29 країн, якщо буде 100 країн, ну, це крок. І давайте далі робити. Але, ну, от ці, ну, 10 років, умовно 10 років, це 10 років роботи. Якщо нічого не робити, то буде не 10, а 100 років. Пробачте. На жаль. Хоча, ще раз... Ну, сподіваємося, що і 10 не буде. Пане Олексій, дай Боже, так. В наш світ, ну, дивіться, як швидко змінюється світ. Я думаю, що, ну, раніше, ну, пригадайте, чому там Аляску продали? Ну, написати листа туди, через півроку прийшло, тобто світ стає більш інформаційною і іде швидше обмін інформацією, і він стає начебто швидше світ. Тобто це те, що на що ну, було потрібно в 20-му сторіччі, наприклад, декілька років, то в 21-му це може бути декілька місяців. Тобто, може, ми 10 років – це 10 місяцев, чи навіть 10 тижнів, дай Боже. Дай Боже. Пане Алексею, давайте перейдем к следующей теме, к Донбассу, не менее важной теме. Там вице-премьер министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что технически для имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство нужно всего лишь вставить ее текст соответствующего закона. Однако украинская сторона не пойдет на этот шаг в обход политической подгруппы в трехсторонней контактной группе. Ведь в рамках нормандского формата было принято решение рассматривать этот вопрос в рамках подгруппы. А российская сторона, как известно, блокирует ее рассмотрение. Давайте послушаем вице-премьера. Це питання до наших європейських партнерів. Якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави, чи означає це, що потрібно припинити відповідні консультації в тристоронній контактній групі? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини Мінських угод? Питання риторичне. Также сегодня прошла новость. Представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов выступает за очное заседание ТКГ в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров. Цитирую, на предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу может улучшить ситуацию в регионе. Конец цитаты. Каким образом, интересно? Ну, справа в тому, що ми ж розуміємо, що багато питань вирішується не за столом перемовин, а в кулуарах. І коли по відеоконференції чи ти пишеш листа, це одні емоції. А коли ти очі в очі, то можна якось краще, ну, простіше домовитися, розмовляючи безпосередньо. Це ми розуміємо. Тому тут з Гризловим, ну, можна погодитись. Краще, щоб люди, якщо вони хочуть домовитися, щоб вони спілкувалися безпосередньо один з одним, а не через електронні засоби. Але казати, що треба
вибачте, що треба вводити формулу Штайнмайєра в наше законодавство. Ну, я вважаю, що це дійсно неприпустимо. Це, ну, до цього була Мурей, якщо не помиляюся, була пропозиція, це була предтеча формули Штайнмайєра з французької сторони. Тобто, до чого вона, ну, всі, це красиво. Код Шредінгера, формула Штайнмайєра, такі красиві слова. Що вони пропонують? Вони пропонують провести вибори на територіях, які Україна не контролює, під егідою ОБСЄ. Тобто вони хочуть, щоб ми провели українські вибори на територіях, які Україна не контролює. Питання до цих людей, які це пропонують. Ви погодитесь проводити, ну, наприклад, французькі вибори на території, яку Франція не контролює, але щоб ці вибори були визнані во Франції, ці люди стали частиною французької влади. Вони кажуть, ви що, дурні? А ми маємо дивитись на них якось так знизу до гори і казати, ну, вибачте, це не дуже правильно. Да це дурня повна. Пробачте. Для того, щоб... Але вони кажуть, що проводити згідно під егідою Центральної виборчої комісії України, згідно українського законодавства виборчого. Домовились. Ця людина, яка це пропонує, давайте поїхали разом в Донецьк, ви будете агітувати, ну, згідно українського законодавства і правил Центральної виборчої комісії, за правий сектор, а я буду за, ну, наприклад, ще за якусь таку радикальну українську партію. Ну, я не рекламую, просто і ми станемо рядом в Донецьку на площі Леніна під пам'ятником Леніна і будемо агітувати з плакатами, голосувати, скільки ми проживемо до того, як нас посадять в якийсь підвал. Тобто, значить, ми не можемо, тобто умови для виборів є не рівні для кожної, ну, наприклад, для всіх партій вони різні. Тобто деякі партії не зможуть там проводити свою агітаційну. Тобто, значить, ці вибори вже не можуть бути визнаними такими, що відбулись, тому що не всі партії, не всі чи блоки, чи можна буде знову блокуватися, чи не можна, вони не можуть проводити свою агітаційну роботу. Вони не в змозі. То про які вибори згідно українського законодавства ви маєте? То, що на виборах, на виборчих дільницях в ДВК не будуть кидати зайві виборчі бюлетені, це буде дивитись представники ОБСЄ. Ми дуже гарно бачили представників ОБСЄ на лінії зіткнення. Як сонце сідає, в їхні білі джипи, вони уїжджають і починаються обстріли. Пане Алексей, вот интересно, вы сказали, что заседание РНБО, которое состоялось на Донбассе, было довольно значимым. Почему? Так. Ну, по-перше, була прийнята загальна стратегія, внешнеполітичної діяльності України. Загальнополітичної діяльності та в деяких сферах безпеки і економіки. Там було прийнято, якщо не помиляюсь, 254 пункти. Да. Тобто це дуже ємкий документ, і він складається по великому рахунку, його можна розбити на 3 частини, ну, судячи з назви. Перша частина – це, відповідно, що Україна є активним міжнародним діячем і буде продовжувати займатися міжнародною політикою. По-друге, що ми будуємо архітектуру безпеки як в своїй країні, так і в регіоні і взагалі в світі. І третє, що все Україна – це місце нових економічних можливостей. Тобто це дуже значимо. І люди, які, я дуже уважно, це би не просто почитати, це відпрацювати всі 254 документи, але судячи з коментарів, хто це відпрацював і з першого погляду, який я побачив, це не вода, це там вказані напрямки, 6 напрямків зовнішньоекономічної діяльності, які Кулеба, це дуже такі потужні. У нас есть цитата Кулебы, который прокомментировал эту стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Давайте его послушаем. 254 пункти в стратегії – дуже об'ємний документ, але його зміст можна систематизувати за 3 основними тезами. Україна – активний учасник міжнародної політики. Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу. І третє – це країна нових економічних можливостей. Це 3 принципи, 3 підходи, що будуть закладені в кожен крок, який ми здійснюватимемо на зовнішній арені. З нами зараз на прямій зв'язі Семен Кабакаєв, голова громадського об'єднання «Безпека та взаємодія в Україні», координатор громадянської ініціативи «Стоп терор». Пане Семене, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю. Пане Семене, считаете ли вы важным принятие стратегии внешнеполитической деятельности Украины? Что эта стратегия означает для нас? Дивіться, будь-яка стратегія – це стратегія, так? В першу чергу. Будь-яку стратегію треба виконувати. Хто її буде виконувати? От, Гульцу, у мене питання. Хто її буде виконувати? Міністри, яких змінюють через кожні півроку і які не розуміють, що вони роблять? Чи хто це буде робити? У мене немає відповіді на це питання. Тобто я не бачу компетентних людей в уряді президента, я не бачу компетентного президента,
І я не розумію, як ми будемо виконувати якісь безпекові складові. Давайте найближчий приклад. Путін підвів війська на кордон України. Це не так давно було. Як зреагувала українська влада? Ну, ніяк. Про що ми говоримо з вами? Збройні сили України протягом 2 років 2 рази зривалось державне оборонне замовлення. Не закуповують озброєння з ракетного щита, не закуповують Вільху-М, не закуповують Нептуни, не закуповують протитанкові ракетні комплекси Столупина. От зараз, наприклад, росіяни підуть в атаку, в повномасштабний наступ. Чим ми будемо себе захищати? Я не розумію, що може виконувати за Володимира Зеленського в безпековому спектрі. Служба безпеки України теж саме. Реформи немає. Той законопроект, який вони хочуть протягти як реформу, він не додає нічого Службі безпеці. Нічого, взагалі нуль. Реформи в Міністерстві внутрішніх справ немає. Я не розумію, про яку там внутрішню безпеку, зовнішню може говорити влада. Написати документи, щоб він просто лежав, красивий документ, ну ми теж з вами можемо це зробити, але хто його буде виконувати? Нема державної політики в цій стратегії. Ну, немає абсолютно нічого. Нема про що говорити. 2 роки ми втратили вже. Зараз ми ще втратимо, якщо я не помиляюсь, 2 роки і 3 місяці. Да, у нас залишилось до виборів Верховної Ради. Ну, ще стільки ж ми зараз втратимо. Але буде робитись велике будівництво. І з нього будуть красти гроші, от як виходили, казали представники зеленої команди, там по 40, по 50, по 60% крадуть. У нас жахлива безпекова ситуація. Жахлива. Вона гірша, ніж була, умовно, там 3, 4, 5 років тому. Тому що там ми повільно, але рухались кудись. Проводили реформи, щоб вступити в НАТО в різних міністерствах. Це не тільки Збройні сили, це багато міністерств, де треба зміни провести і унормувати законодавство. Потроху з проблемами, з пробуксовками, але ми рухались. Зараз ми просто стоїмо на місці. Нічого не відбувається. І це найстрашніше, що може бути, тому що Путін буде діяти не тільки в силовий спосіб, а ще й в дестабілізацію всередині нашої держави. Пане Семене, а ожидаете ли вы... на це відповідь? Да, пане Семене, а ожидаете ли вы какую-то атаку или эскалацию ситуации на востоке Украины накануне саммита Кримской платформи? Я не думаю, що щось буде. Якщо і буде, це буде максимум 1-2 рази, щоб продемонструвати, що ми досі контролюємо цю ситуацію. Насправді нема сенсу від цього. Просто нема сенсу. Путін буде працювати на дипломатичному рівні, перекуповуючи, шантажуючи, набиваючись в друзі до наших міжнародних партнерів, але це буде робитись все для того, щоб питання Криму зам'яти повністю, а питання Донбасу вивести виключно на своїх умовах. Тобто дива не буде. Ми вже зрозуміли, що Володимир Зеленський не виконав свою передвиборчу обіцянку з приводу того, що принесе мир на Донбас. А тепер головне не зробити гірше, ніж було. Пане Олексію, чи дійсно, на вашу думку, така песимістична ситуація з безпековою частиною? Як каже пане Семене? Пан Семен каже все правильно. Ми не виконали, ми, як Україна, не виконали оборонне замовлення досі. І, не хочу за ним повторювати, він все каже так, як воно, на жаль, відбувається. Але ми торкнулися от цього рішення РНБО. Він каже, що експерт каже, що він не знає, хто буде це виконувати. Я теж цього не знаю, і я не бачу зараз людей, які в змозі це виконати. Але цей документ вже прийнятий. Нехай він має декларативний характер, але в зовнішній політиці, що, може, у вас є ця цитата, що сказав Колеба про 6 напрямків, це забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України, перше. Друге, це... Якщо не помиляюсь, протидія агресії Російської Федерації. Третє – це курс на ЄС і НАТО. Четверте – це захист інтересів громадян за кордоном
України, ну і просування економічних інтересів України, тобто експорти, і просування позитивного іміджу України на міжнародному арені. Це нормальні, правильні слова, але це є декларація, але це вже прописано. Якщо Рада національної безпеки і оборони каже, що наш курс в ЄС і НАТО, хоча пан Зеленський ще не так давно казав, що ми не хочемо йти туди, куди нас не запрошують. Далі, коли Росія називається агресором, ну, для України, яка була до пана Зеленського, це звичайні речі. Для пана Зеленського і його зеленої команди це великий прогрес, тому що вони починали просто припинити стріляти, і не все так однозначно, і вирвано з контексту. Тобто вони казали і кажуть, зараз продовжують казати таке, що ну, слухати їх просто жахливо. Але, ну, послухайте, ми тільки що обговорювали Кримську платформу. Ми сказали, що це декларативно, але це правильний крок. Рада національної безпеки і оборони, окрім цих декларацій, вони ще, ну, там є ще економічні питання, які не піднімалися. Є питання безпекове. Вони почали по великому рахунку атак, що не будуть підвищити тарифи. Це атака на Новинського, на Ахметова, на Коломойського. Ну, вони на газорозподільчі системи Фірташа. Вони кажуть, що якщо будуть якісь проблеми в енергетичній сфері на підприємствах, то влада може робити тимчасові адміністрації державні, які будуть працювати в підприємствах, які відповідають за енергетичну сферу нашу. Ну, разве це погано? Я розумію, що це декларативно і це підготовка до зустрічі Зеленського з Байденом. Але, ну, пробачте, до цього взагалі нічого не було. А вот, кстати, про встречу с Байденом, пане Семене, что должно быть, на ваш взгляд, в портфеле у Зеленского во время визита в Вашингтон? У нього в портфелі вже є справа Чауса. І я думаю, в Вашингтоні дуже добре слідкують за тим, як НАБУ переслідувала автівку СБУ. І СБУ дуже вправно втекло від них. Ну, тобто можемо сказати, що Служба безпеки якось більш фахово працює, ніж антикорупційне бюро. Слухайте, ну це ж насправді позоріще таке страшне, те, що відбувається. Написати декларативні документи, написати правильні речі в ньому – це одне. Але ж можна завтра вийти і сказати, а от я побачив в очах Путіна, як казав Володимир Зеленський, мир, і я от поїду там домовлятись кудись там тет-а-тет. Позиція Володимира Зеленського змінювалася за ці 2 роки 2 рази. Я боюсь, що зараз, перед зустрічю з Байденом, вона може змінитись в 3-й раз. Тому що коли слуги народу, представники Володимира Зеленського заявляють, що ми підемо на схід, там, до східних країн, до Китаю, ну це ж виклик, це ж вони спеціально це роблять публічно, це ж не розмови оф-рекордс за столом там в Офісі Президента, чи в Верховній Раді, чи в Кабінеті міністрів. Ні, вони роблять це свідомо, щоб посольство промоніторив новини, побачило і в своїх звітах передало, що ось фракція президента, ось представники президента намагаються нас шантажувати. Питання в тому, що це недолуго виглядає, всі з цього сміються, але вони думають, що вони таким чином роблять політику. От з цим поїде Володимир Зеленський. Не зі стратегією написаною, а з цим. І з ним будуть говорити, дивлячись на ці речі. Не можна казати, що ми там ідемо в ЄС і НАТО, у нас це в Конституції записано. Якщо Володимир Зеленський не буде це казати, ну, я не знаю, скільки він втримається в кріслі президента з такими поглядами. Але при тому, при всьому, я не бачу, що позитивного може привести Володимир Зеленський для президента Сполучених Штатів. Що ми можемо запропонувати США? Тому що завжди повинні бути партнерські відносини. Ми не можемо стояти з протягнутою рукою і завжди щось просити. Ми повинні співпрацювати в різних секторах, в різних сферах і приносити один одному користь. Яку користь приніс Володимир Зеленський за ці 2 роки всередині держави? Можливо, він реформи якісь зробив, інвестиції, можливо, він створив клімат, в який би було добре інвестувати. Ні, там один раз казали про інвестиційних нянь, ну ця інвестиційна няня бородата, яка в Ізраїлі сидить, так вона себе дуже добре почуває. Так. Тому я не бачу, що було доброго зроблено для того, щоб ми
посилили співпрацю. Але це не означає, що Сполучені Штати там не підтримують Україну чи не підтримують цивілізаційний вибір, який зробили українці в 2014 році на Майдані. Ні, підтримують, але просто співпрацювати з Володимиром Зеленським, бачите, є певна проблема в цьому. Тобто, на жаль, ми навіть ті гроші, які були закладені в бюджеті для військової допомоги в Сполучених Штатах, вони їх не можуть нам навіть їх перерахувати. Чому? Тому що Збройні сили і Міністерство оборони просто не спромоглись викласти свої потреби. Ви розумієте, до чого ми дійшли? Так, пане Семене, вот у меня, знаете, сейчас вот возник такой вопрос. Вы активно критикуете президента Зеленского, его команду, где-то по праву, где-то, может быть, утрированно. Но ведь всегда есть за что критиковать любого президента. Всегда есть за что критиковать команду президента. Но в условиях, когда у нас есть фундаментальная проблема, это война в стране, у нас оккупированы территории, время идет. Вот на ваш взгляд, может, стоит все-таки всем проевропейским силам, пропатриотичным силам в такой ситуации объединяться и помогать президенту, помогать команде президента. Ведь эти все внутренние разборки, дестабилизирующие факторы, они ведь играют на руку агрессору. Абсолютно, але подивіться, як Володимир Зеленський себе поводить. У нас є декілька партій, які рухаються в векторі єдиної України. Це Батьківщина. Як би там я не ставився особисто до Юлії Володимирівни, але вони завжди були за Україну. Партія «Голос», партія «Європейська солідарність» і до кінця невідомо, яка частина «Слуг народу» готова працювати над цим. І це є величезна проблема, тому що давайте я знову повернусь на початок нашої розмови до судді Чауса. Чому викрали суддю Чауса з Молдови? Це ж дуже просто, щоб він дав свідчення на Петра Порошенка. Скажіть, будь ласка, чи погодиться Володимир Зеленський співпрацювати з партією «Європейська солідарність», навіть якщо вони запропонують? Ні. Він скаже, а навіщо? У мене є монобільшість, я можу сам все зробити. І він буде абсолютно правий. За рахунок своєї монобільшості він може зробити все. У нього повністю весь Кабінет міністрів, він може зараз, станом на сьогодні, в державі робити все. Йому не потрібні не партія «Голос», не Європейська солідарність, не Батьківщина, і тим паче УПЗЖ і інші. Він все може вирішити і зробити сам зараз. Питання в тому, що він цього не робить. У нас нема курсу, по якому ми йдемо. Пан Кулеба і інші високопосадовці заявляють, що наш курс іде в ЄС і НАТО. Але від Володимира Зеленського, я ще раз зазначаю, ми цей курс почули такі декілька місяців тому. 2 роки. Що ми робили 2 роки? Для того, щоб зрозуміти, куди йде наш курс. І ще раз зазначаю, коли Росія підвела техніку на кордон, Володимир Зеленський нічого не зробив. Мені здається, це теж багато про що говорить. Дякую вам дуже, пане Семене. Чох Сагун, Семен Кабакаєв був з нами на прямому зв'язку. Голова громадського об'єднання «Безпека та взаємодія в Україні», координатор громадянської инициативы «Стоп террор». Пане Олексій, вы затрагивали тему энергетической безопасности. Я бы хотела остановиться на этом вопросе и обсудить чуть подробнее «Северный поток-2». Там есть несколько важных новостей по этой теме. Соглашение США и Германии по Северному потоку – это медвежья услуга Украине, пишет авторитетное издание Financial Times. Издание отмечает, что Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности и экономике Украины в обмен на хлипкие гарантии и компенсацию для Киева. Давайте послушаем цитату издания.
Угода має вади на всіх рівнях. Зобов'язання протидіяти поганому поводженню Росії розпливчасті. Зелений фонд не покриє збитки Києва, а пропозиція Німеччини допомогти в продовженні транзиту газу – це просто обіцянка спробувати. Навіть час підписання документа дивний, оскільки у вересні в Німеччині пройдуть вибори. Безсумнівно, мало сенс взаємодіяти з наступним урядом Німеччини, в який, ймовірно, війдуть і зелені, які виступають проти Північного потоку-2. Германия не намерена перекрывать российский газопровод «Северный поток-2», если президент Путин попытается использовать его в качестве геополитического оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных немецких чиновников. Тем временем директор госкомпании оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью Радио НВ рассказал, остались ли у Украины шансы в борьбе с «Северным потоком-2» из-за сохранения транзита российского газа, какие потери понесут Украина и Евросоюз в случае нулевого транзита через украинскую ГТС после 2024 года, когда заканчивается контракт между Украиной и «Газпромом». Давайте послушаем цитату Макогона. Так, і тому питання наразі полягає не в тому, чи буде ГТС працювати. Питання в тому, чи будемо ми транзитною країною. Якщо Україна не буде транзитною країною, то ми будемо вимушені модернізувати і оптимізувати понад 100 мільярдів кубічних метрів газу транзиту щороку. Фактично ми будемо вимушені закрити, вивести з експлуатації понад 60% компресорних станцій, оптимізувати структуру, тому що це буде дуже несправедливо, щоб українські споживачі і промисловість, і населення сплачували за ту інфраструктуру, яка не використовується. Але основна втрата буде не для України, а для Європи. Чомусь європейці думають, що українська ГТС буде завжди як резервний варіант для неї. Наприклад, якщо Північний потік стане на ремонт, як це було тиждень тому. Пане Олексію, что мы сделали не так, что упустили «Северный поток-2», ну или были ли у нас какие-то возможности предотвратить завершение его строительства? Или мы здесь были абсолютно бессильными? Дивіться, це питання, які вирішують країни, не Україна. Це питання, яке вирішує Російська Федерація, це питання, яке вирішує Франція, вирішує Німеччина. І так чи інше на це може впливати Сполучені Штати Америки. Вони приймають рішення. Ми можемо впливати, чи якимось чином впливати на це рішення. Ми не можемо його заблокувати чи розблокувати. Ну, так или иначе, этот вопрос касается нас непосредственно. Він касається всієї Європи безпосередньо. Але ми маємо, ну, як то кажуть, дорадчий голос в цьому випадку. Ми можемо наводити аргументи, наскільки це небезпечно, які можуть бути наслідки. Ми маємо наполягати саме на безпековій складовій цього питання, а не на економічній, тому що, як казав п'ятий президент, ми гроші десь в іншому місці заробимо, це не так катастрофічно, це не така велика сума, яка для країни буде. Хоча, ну, непогано, але чому це безпекове питання? Тому що це енергоносії, які забезпечують функціонування як промислових підприємств, так і оборонних. Це те, що не буде транзит через нашу країну, і те, що там якісь гроші ми втратимо, це ж не, пробачте, експорт яблук, наприклад, без яких можна, не поїли груші, нічого страшного. Якщо це припиниться, то це будуть техногенні катастрофи, пробачте. Я не думаю, що Росія припине використовувати наш газогон. Він, звісно, об'єми зменшиться. Просто та кількість газу, і ті сховища, які в нас є, навіть Російська Федерація через Північний поток-2, вона не зможе забезпечити повністю всю Європу, не використовуючи нашу газотранспортну систему, сховища та трубу, простіше кажучи. Але, так, це будуть не такі потужності, але вони можуть вже казати, що тепер ми від вас повністю незалежні, як транзитної країни. І тому ми або виконуєте наші вимоги, шантаж буквально, ультиматуми, або, пробачте, ми будемо щось робити по-іншому. Тому ми потрапили в дуже небезпечну ситуацію. Ну, не только мы в небезопасной ситуации, и вся Европа. В случае, если Россия будет шантажировать Европу газом, как они будут выкручиваться? Може, скраплений газ буде Сполучені Штати вести. Я не знаю. Я думаю, що єдиний вихід – це якось, щоб на Європу впливали Сполучені Штати як члени Альянсу, як країна, яка більше всього витрачає грошей на підтримання Збройних сил натовських. Можна подивитися цю статистику, скільки витрачає
Я маю не відсоткову кількість, бо там є певна межа, ниже якої не можна спускатися, а в грошей, яких в цифрах, умовно кажучи. Тому, ну, якісь гарантії, ну, у нас вже був Будапештський меморандум, у нас було стільки гарантій. А зупинити Північний поток і цю трубу здати на металобрухт, ну, це неможливо, я думаю. Я думаю, що він все одно залишиться, але як нам... Я бачу, що я відверто дивися. Він добудується і буде працювати. Так. Нам треба думати, як нам що робити далі. Не все забули. Північний поток буде добудований і він буде працювати. Все, крапка. Уже сейчас нужно понимать, что делать дальше. Так, 100%. А не казати про те, що погано, що він побудований, а от було б гарно, щоб він був не побудований, і так далі, так далі. Все, крапка. Які рішення приймати? Як домовлятися? Які гарантії? Не на папері, а дійсні гарантії? Ну, зелена енергетика, кажуть, що... Ну, зелена енергетика у нас припинилася в 2019 році. Мало хто знає, але в нас робили домовленості з канадськими фірмами, які мали ставити перші сонячні станції на Донбасі, в Донецькій, Луганській області. І вони не просто мали їх поставити, вже було прописано, які підприємства в Україні будуть виробляти певні комплектуючі. І мало того, дякувати нашому тодішньому правительству, була для цих фірм, щоб вони ж не мають на своїх рахунках такі кошти, щоб це дуже коштовні речі, вони отримали на безпеку будівництва сонячних станцій в Україні гарантію не українського правительства, а канадського. Канадська фірма отримала гарантію канадського правительства. І вони тоді отримали на менш відсоткові, менш ризиковані кредити, і все було готово. Потім почались вибори, потім почались нові бачення. Так не просто могли побудувати цю сонячну станцію. Вже була домовленість, куди її підключаємо, які будуть тарифи. Тобто, в полі поставили, що далі? Треба провода, мовно кажучи, щоб воно кудись пішло. Так. Тобто, якщо це... Але, на жаль, мало хто чому знає, що зелена енергетика до повної заміни, вона працює, ще не помиляюсь, 4 чи 5 років, потім їх треба замінювати. І вона більш коштовна, ніж... Що нам робити? Ну, я думаю, що треба робити альтернативну енергетику, але не зелену, а ядерну. У нас для цього всі можливості є, але треба удосконалювати наші атомні станції, щоб вони були більш безпечними. Хоча, наскільки технологічна країна Японія, і подивися, що відбулося, ураган, буря, борони Боже, це ризиковано, але життя таке ризиковане, що робити? Пане Олексію, и я хочу обсудить еще одну тему, еще один вопрос. Не так много остается времени до завершения нашего эфира, но обойти стороной эти информационные сообщения мы также не можем. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Ее отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной. Об этом заявил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. По его словам, она сейчас находится в Токио, общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Давайте послушаем его цитату. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі знаходиться. З нею все гаразд, тримається добре. Зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери. Белорусский политик Павел Латушко высказался о причинах возможной депортации Кристины Тимановской из Токио в Минск. Давайте послушаем его цитату. Я обращаюсь к белорусской диаспоре в Японии, ко всем представителям мировых СМИ, которые сейчас освещают Олимпиаду. В связи с тем, что легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой национальной сборной, личным указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывести за пределы Токио, вернуть в Беларусь. Ее будут сопровождать 3 человека спортивного телосложения. Очень важно оказать нашей белорусской помощь. Она просто высказала свою позицию. С нами сейчас на прямой связи Ірина Славнікова, офіційний представник каналу Білсат в Беларуси. Пані Ирина, вітаємо вас. Здравствуйте. Вітаю, коллег. Да, пані Ирина, что все же, расскажите нам подробнее, произошло с белорусской спортсменкой? Как эту новость комментируют в белорусских средствах массовой информации? Ну, у меня такое впечатление, что белорусские власти и белорусские чиновники предпринимают все попытки, чтобы не сходить с первых полос новостных изданий,
чтобы белорусская тематика была всегда в топах новостей. Ну и вчера мы, белорусы, весь мир узнал, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую силой вывозят из Токио без ее согласия. И только из-за того, что она высказала незадоволенность, что без ее согласия ее поставили в эстафету 4 по 400 метров. Хотя она была заявлена только на дистанции 100 и 200 метров. Мы все прекрасно, я не буду объяснять, что олимпийские старты – это главные старты в жизни спортсмена, которые они идут всю свою жизнь. И 100 и 200 метров пробежать – это совсем другое, что пробежать 400. Это то же самое, если сказать спортсмену прыгнуть, который прыгнул в высоту, прыгнуть в длину. Вот и все. И поэтому Кристина отказалась и заявила, и то, что в белорусской эстафетной сборной не хватало участниц, это не вина спортсменов, это вина спортивных функционеров, которые вовремя не подготовили допинг-пробы участниц, которые были заявлены на эту эстафету. И как сама Кристина говорит, если бы ей дали пробежать ее старт, ее квалификацию и спокойно поговорили, это понятно, что бежать на Олимпиаде за свою сборную – это честь для любого спортсмена. Ну и можно было как-то постараться, хотя все спортивные комментаторы говорят, что это могло сказаться и на ее здоровье, потому что это две большие разницы, две большие спортивные дисциплины. И Кристина сама заявляла, если бы с ней поговорили, объяснили ситуацию, а не так в приказном, то, может быть, ее решение бы изменилось. Ну а теперь имеем то, что имеем. Скандал в мировом спортивном сообществе. Сейчас Кристина просит политического убежища у Польши. В случае, если бы она вернулась в Беларусь, на ваш взгляд, что бы ей грозило? Ну, многие примеры говорят о том, что по возвращению Кристины в Беларусь, несмотря на ее известность и то, что за ней следил весь мир, ее бы ждали, может быть, репрессии, арест и так далее. То же самое, как наша спортсмены-баскетболистка Левченко провела 15 суток, заслуженная спортсменка известная. И вполне возможно, Кристина тоже оказалась за решеткой. Если не за решеткой, то какие-то другие репрессии. Может быть, бы ее исключили из сборной. И просто ей бы не дали выступать. Вот и все. Сегодня стало известно, что сын и муж Кристины Тимановской уже находятся в Киеве. Есть ли у вас какая-то информация, как им все-таки удалось убежать оттуда? Ну, люди, которые попадают в Киев в целях безопасности других людей, которые, может, воспользуются этими путями, эту информацию в открытый доступ не дают. Но есть возможность у людей пересечь границу белорусско-украинскую. Теперь, насколько я знаю, у мужа нет связи с Кристиной. Вполне возможно, что это долгий перелет из Токио в Варшаву. Может быть, из-за этого. То история... Но он сказал, что он теперь чувствует себя в безопасности. Ну, это приятно. Как гражданки Украины, конечно же, в первую очередь. Пани Ирина, то мы увидели вынужденную посадку самолета Ryanair и фактическое похищение Протасевича, то сейчас вот эта история с Кристиной Тимановской. Я так понимаю, что режим Лукашенко продолжает закручивать гайки и формируются новые кейсы? Ну, я еще повторюсь, что такое впечатление, что они хотят быть в топах новостей, прибавляя все новые и новые у них. Уже, казалось бы, после посадки самолета Ryanair с Романом Протасевичем уже таких вопиющих выпадов не может быть. Но тут, как правильно говорят, что принимается решение там не на месте, вот, например, в Токио, а приказ посадить Кристину в самолет был именно из Минска и принимался на самых верхах. Ну, что поделать. Необдуманная, недальновидная политика белорусских властей. Спасибо вам большое, пани Ирина Чухсагл. У нас Ирина Славникова была с нами на прямой связи, официальный представитель канала Белсат в Беларуси. Пане Олексію, як би ви прокоментували цю новость? Молодець. Якщо вона так зробила, ну, по-перше, вона молодець. Тому що якщо б вона потрапила під КГБ
Білорусі, я думаю, там були би вона би дуже швидко поміняла покази. На її тілі ми б побачили замасковані синці і так далі, і так далі. Тобто вона попала би під репресії. Якщо вона прийняла рішення для себе іммігрувати, попросити політичного притулку, до речі, Польща, і Білорусія, і Україна – це країни, вони доволі схожі, навіть мова схожа. Тобто вона там буде почуватись доволі комфортно і буде почуватись в безпеці. Можна сказати, що на відміну збірної Білорусі з легкої атлетики, на відміну від, наприклад, футбольних збірних чи інших, де людина, якщо вона один раз виступала за збірну, вона не має права виступати за іншу, я думаю, що вона може на наступній Олімпіаді чи на наступних іграх якісь потужних виступати вже за збірну Польщі, і це буде тим більше прапори схожі в них. Дякую вам дуже, пане Олексію. Спасибо вам большое. Олексій Гетьман був гостем нашої студії, ветеран війни на Донбасі, майор. А я с вами... У відставці, пожалуйста. У відставці, да. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально сейчас на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Курушкенджи Дослар. Қырым-татарым, бұл бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым-татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым-татар адым. Қырым-татарым, юрегім көнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар есеменден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам ве адетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Қырым-татардыр миллетім. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университеттерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген сон, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalışты. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile бераберлікте Ветан Хадимы намында газета çıkardылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Гаспралы тарафından çıkarılған Tercüman газетасында çalışı başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов Tercüman'ın baş muharriri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılған gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмахыле бераберлікте эм язычы, эм драматург, эмде ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден буалға қалдық, кебі беди есерлерле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади умыр фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыйжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыныз. Ана лисаныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олыр ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Assalamu alaikum, хайырлы ақшамлар, сайғылы ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейір етесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова Чалшам ве невбеттекі бөлігімізні Қырым татар тілінде алып баражақмыз ве чешет түрлі Қырым татарларны мерахландырған меселеріні музакире етежекміз. Мен қатырлатамыз, біз жанлы кайында чалышамыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етелер. Біздерге жанлы шекілде телефон açmaға имканыңыз бар, емде скайп адресіңізні қолана білесіңіз, atr.tv біздің адресіміз, бұйырыңыз біздерге телефон açınız, я да сайғы достар Viber вастасы или телефон açınız деп айттым да, біздің номерамыз біраз деңішті 067 63 46 130 біздерге телефон açınız, сізін сесіңіз біздер үшін аққатенде чоқ мұйым. Невбеттекі яйынымызны айтқаным кебі біздер Қырым татар тілінде алып барамыз ве Қырым татарларны мерахландырған сонки меселеріні, сонки адиселеріні музакире етеміз ве әлбеттеке күн теркебінде ве информацион демек күнде информацион демек хаберлерде ве васталарда пейда олған сіз хаберлер сырасында садыжы Қырым үшін дегел асылды бүгін Украинаның информацион бөйле матбуат васталарында сіз хаберлер сырасында бұл Қырым платформасы бар мәлім олғаны кебі Украина президенті Владимир Зеленский Украина 30 халқара форумында Украина истихляліне 30 жылық истихляліне бағышланған чешет түрлі тедбірлер ақында айтып берді, насыл тедбірлер өткерілежегені тақдим етті сөйледі ве әлбетте ке шу сырада Қырым платформасыны да кенарда қалдырмады ве Қырым платформасына енді не қадар мемлекет қошыла жағыны іштірак етежегені ве ангебір мақсатларына, ангебір огүнде қойған вазифелеріні бежережегені қайдетті. Келіңіз Украина президентін деңгейік.
Ми повертаємо Крим в світовий порядок денний, щоб повернути додому, в Україну. Свою участь в саміті на сьогоднішній день підтвердили США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші. Буде багато країн Європейського Союзу, загалом 29 країн. Це великий і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не буде піднімати питання Криму тільки в одному випадку, коли буде піднімати прапор України в Криму. Bizler şimdi canlı bağda Kırım var. Milli Hareket iştirakçısı keliniz selamlayıq. Bizler canlı bağda İskender Ağa Süleymanov var. Selam aleyküm. Aleyküm selam Gülsüm Hanım. Merhabanız İskender Ağa. Bugün demek şimdi ben Kırım platformasından yayınımı başladım da bu mesele etrafında bir sual vermege isterim sizge, sonra başka meraklandırgan meselelerge de geçeceğimiz inşallah. Aslında Kırım Tatarlar bugün Kırım platformasına nasıl bakalar? Sizin fikrinizce Kırım platforması demek Kırım kaytarılıp yönelişinde burada bir ise koşabilecek mi? Umutlarınız var mı? Bilirsin, her daim umut var. O'zbekistonda olganda da umut var edi, vatanga qaytmak, devletchiligimizni qurmak. Shunchukda umut var inshaalloh, her bir şey yaxshi olur. Keler öyle bir yaxshi kunni yana ata yerden bağlanarak, ata yerden bo'larak deb umid etem. Bugünkü Kırım'daki vaziyetini alacak olsa, Kırım Tatarlarımızın, yani halkımızın Yarımada'da vaziyetini alacak olsa, İskender Ağa, siz şahsen nasıl kıymet kesesiniz bugünkü vaziyetke, nasıl buna yüz bergen problemlerini kozlaysınız? Sizin kozunuzga daha çok nasıl problemler çalına? Bilirsin, Bismillahirrahmanirrahim. Başlayıq Bismillah'dan. Men sizin televizyonga çıkayatırım, onun için her bir şeyin Bismillah'dan başlamak gerek. Bilirsin, beni çok meraklandıran neler şunçuk ve neme kasvettim neden? Evet, bizim halk şunçuk vatanda. Bizim halk o'zini işini degende devam eti. Lekin bir paça to'xtaldi. O evet siyasetga bağlı. Hareket etmeye çaremiz yok. Aytanda bir şöyle hareketke adamlar doğrusu aytgan sahna mı? Çekne mi? Evet, herkes o'zini ailesini düşünüyor. Ama hepimiz tek ailemizin düşünüp de eğer vatanımızın düşünmesek, birinci vatan, birinci Allah, son ana, baba, vatan da o sırağa kırıyor. Eğer Allah'a insan inanmasa, eğer ana babanı saymasa, o vatanı sayar, severim. Yok, sevmez. Onun için bizler vatanın, ana babanı sevgendey, Allah'ın sevgendey, vatanı da sevip, iştirak etmek gerekimiz bu şeylerin değiştirmeye, bilmeyeyim, yollarına bakmak gerekimiz. Ben o zaman bilirsin nasıl sezim. Ana o garip adamlar anda kamat nemede türmedeler ya, indi böyle aytkanda. Ben de o zaman böyle sezim, sanki ben türmedeyim. Çünkü duymayayım ben. Bir yaxşılık duymayayım. Halkımız öyle bir pasif oldu desem olacak. Yoksa korkan bir şeyden. Ben anla olmayayım. Çok laf ettiğim var arkadaşlar. Brody laf etkende vatanperver. Ama işe gelgende ya bir şeye gelgende sahnalar. Bu şeye benim cevabım yok. Nasıl etip ne etmeye. Lakin aytanlar birinci bir insan o'zini içinde olmak gerek. Vatanperverlik. İnsan o'zini içinde olmak gerek. Ne için bu dünya geldi? Vatanga ne için kayıttı? Bir aşne sunen ya kazanışnen dünya bitmeydi. Dünya insan o'zini nemesini kaldırmak gerek, hızını kaldırmak gerek. İnsan öyle yapmak gerek, vatanımız kolga alınmak gerek. Vatanımız kolumuzda olmasa, devletçilikimiz kolumuzda olmasa bizim meselemiz ağır olacak. Yaşlarımız bizler şunu düşünecek. Bana ben söz kelimede bayağı yaşına geldim. Milli Hareket'te
62-63 senesinden balaydım. 12-13 yaşına bala bulup bu hareketlerin endi meraklanaydım. Hani meraklana bir hareketki böyle iştirak edip ana bunu geçip geldim. Allah'a şükür adam Allah'ın yardımıyla. Ya mına Eskender ağa айтасыңыз da milli hareketке koşulmalı, devam etmeli. Ne için bilmeyim sakıntılar mevcut sebebinden mi ya da başka sebepler var deysiniz. Ya mına siz nasıl görüyorsunuz bugünkü milli hareketini alacak olsak sizin fikrinizce o nasıl hareketlerden ibaret olmalı ve şahsen bu hareketlerini yapmağa bugün imkanımız var mı Kırım'da? Zira göremiz de baskılarının mevcudiyetini. Ana şu baskılardan halkımız korka. Bizler Uzbekistan'da olganda vetan degende bizler onu vetanına babalarımızın nemesinden indi işimizge. Ama şunçuk vetanına keldi halk vetanda herkes işinin avara Uzbekler aytkanday. Öyle bir bilmeyeyim adamlar görmeyeyim ne olgan. Öyle onu aytmaya da kemi. Neşin ben başladım özüm türmede sayga halk da özüm dese belli öyle saya. Çünkü anda laf aytma bolmay, mında laf aytma bolmay. Bir şey aytsan özüm bilesin nenen bite bu şeyler. Onun için halk sahtına, evet halkın adından ben aytma öyle aklım yok. Ama ben öyle duyam. Öyle duyam. Ne yapmak gerek deseniz bilesem bizler evvelde ne yapaydık? Azbardan jüriydik. Evvelde gerek olsa para ciyaydık, gerek olsa Moskvaga yollaydık, Moskvaga baraydık. Şunçuk ise o şeyler evet yapılmaz ama birbirimizden millette bak bulmak gerek bunda. Bana söz kelime aytayım var. Bizim meclisten kalkan adamlarımız varlar bunda. Lakin mende söz kelime onların telefonu var. Ben birkaç kere böyle bir siyaset olganda, bir şey olganda, tutuklar olganda baraydım. Ama ular bir kere Eskender ağa ne yapasız deyip bir yıl soramay. Ya Eskender ağa bir şey gerek ya bir şeyler evet her şeyin aydın yapamazsın. Ama mümkün de bir türlü bağ yok. Kırım içinde böyle bağ yok. Görsün. Ana bu eğer bağ olmasa yalnız adın değil, tozu çıkmaydı. Ana bir yerde camiye baramız, camide işte cuma namazına baramız. Halk maşallah gelirler. Namazga gelirler. Bakmadan bu hastalık ne? Ama saklanan ne için de bir şey. Ne için ben bilmeyeyim. Ya biz korkaks bolsak, ya ne için biz devletçiligimizin joyduk deyip özüne bir sual vereyim. Ne için bu alga kaldık deyip bir özüne sual verse, o sualge de ben nasıl ise koşayım da bu sualini çözeyim dese, ana son bir şeyler aydınlaşa. Ama herkes o şeyden zamki anahtarını kapandılar. Ona baksan mına misal tarihimizge bakacak olsak mına korkmak degen söz aslında bizim halkımızga böyle ait olmagan sözler sırasında zira biz kan ile, can ile, bilmeyim özterimiz ile ve ilahri devletçiligimizni kurup onu korçalap sonra bizim liderlerimizni alacak olsak Çelebiçihanlar, Seydametler yani bizim faal milli hareket iştirakçılarımız endi sürgünlükten sonra aslında korku degen söz bizlerge böyle ait değil. Bu menimce bu çizgi aslında bizim tabiatımızga uymagan şey. Ama diğer taraftan işte sakıntılarının mevcut olganı o belki de bardır. Ya mına Eskender ağa şunu soracağım öyle olsa. Nasıl usullar eğer misal olarak alacak olsak milli hareketimizni o vakit da gaye var idi. Kırımga kayıtmak, anda işte aklarımızını tıklemek ve bu yönelişte hareketler yapılaydı. Nasıl şimdi gaye bizlerini birleştirebilir? Sadece Kırım'ını değil, ana kıtada bulungan Kırım Tatarlarını, dünyada bulungan Kırım Tatarlarını, Türkiye'de bizim diasporalarımızı ve ilahri sizin fikrinizce nasıl bir milli gaye bugün bizlerine böyle bir yumruk yapabilir? Gülsüm Hanım, men ne aytmaz diyeyim bir yerde. Bilesem, her bir harekette, her bir şeyde insanı bir albarıcı yol başçıları ola. Söz gelin zavodda direktör ola,
Hükümet başında prezident bola, mesne yerli nevelerin adamları bola, ular bu şeylerin aldılar. Bizde şunçuk Kırım bu alga kalgan son ne var bir şey yok. Bizim ayrımca liderlerimiz Ukrayna'da, mındaklarda, o'zingiz bilesiz, balar aytalar, ama men Sosken'in görmeyeyim abla bir hareket. Sosken, onun için bir yerde ne aytmadı bilmeyeyim doğrusu aytganda. Eğer bu bizim halk, siz aytasınız vatanperver, evet vatanperver. 60. 50. seneleri. Mana men bir yerde yazdım. Bizim Almalık iştirakçıların adlı soyadlarının aklıma çıkıyor. Ben yaşlarını yazmayayım. Benden de bir parça yaş söylerdim. Mana bu adamlar Sovet hükümetinde, evet Sovet hükümeti katı tutaydı. KGB'si bir şey aramızdan peşine korkmaydık. Çünkü umalde Vatan asretligi var idi mi? Neydi? Vatan'a geldik, boşandık bese belli. Vatan'a geldik, boş alga kaldık. Bu alga kaldık, endi doğrusu aytganda ne yapmağı da bilmeyin. Çünkü eğer bir malda çoban bulmasa, o mal ne bola? Darmadağın bola. Kaytası yanında kedi. Onun için bir parça bir yerde benim sayam yanlış bir şeyler oldu. Ketti bizim liderlerimiz. Evet mecburiydi ketmeyi. Koymadılar. Mecburi. Çünkü bundan sonra kel desem yalar nasıl gelecek? Onları kapayacaklar. O da iş değil. Ama eğer onlar kayıp kesse de eğer halk siz aytganda cesur nemetip ala bayrağın nemetip çıksa onların korçalamağa dekin bir şey olur idi. Ama yarı kalkanda, yarı kalksın çıkmında. Çoksa anda ketti. Buna okumları bakım bayramlarda, çıkarlar anda konsertler sizin Ukrayna'da, Kiev'de şu bayramı nasıl etip otkırgenlerine şu Kurban Bayramı. Ben evet bir şey etmez demeyeyim. Çoksa din adamları anda ama siyasetten bir Rifat anda Eskender Bariyev'in korunda kumboldan da bir ekole Riza Bariyev'i bir çekti Kırım'ın. Tamam. Evet ya biz bunda çıkkanda Ukrayna'nın baskın etkende topraklarımızın berimiz degende evlerimizin afarmlet etmiz degende topraklarımızın afarmlet etmiz degende çıkaydık da. Ana şunçuk işin bunda yapıp olmayımız yapmada çaremiz yok. Bana ben size bir mesaj getireyim. Bana ben Mariana kasabasında yaşayayım. Bir yerde mektep kurulu başladı, toxtaldı. Yetsat kuruldu, endi ona adını da Orusça koyganlar adını. Ama nemesi zaveduşu Kırım Tatar, ben bilsem. Şunçuk, bana evim oğumda boş uçaska. O yerde ne olacak idi? Eğer eski planı, Ukrayna malini planı vardı. Ben 7 yıl meclis reyetinde oldum. Onda bileydim, bunda mektep olacak, bunda park olacak, bunda her yerde magazin olacak. Her bir şey denişti. Bir öden bir şey soramaylar. Çünkü bunda soramağa adam kalmadı. Var bunda bizim rehberimiz. Lakin ben bunda rehberlik etkende şu 92 senesinden 98-99 senesinde rehberlik ettim. Ulan ne raispolkomu halaydı, ne raispolkomu halaydı. Yaşa, Rusya geldi. Ya bir yerde eğer yerli şu ulanın kanun boyunca bu işki kaldı o adamında, kaldı o adam. Bir parça hareket etse, ne için bu topraklar buraya etmişsin? Kimler verdi? 4 tane abla Vrimenka yer üstüne koydular. Rakuşka, yarım rakuşka, topesine kapattılar, satayı kendiler. O nasıl şey? Kumga aytmağa. Ya men endi kartım onun peşine жүрmeye. Ya bu yerli bizim nememiz var da. Men bir gün soradım o hakkında. Ya bu yerli normalde meclis reisi son bular Kırım'ın nemetken son algan son. Yok o anda o bizim adamımız deyip öyle bir cevap aldım ben. Kayda o adam. Kumga sual vermeye. Kumga barayım. Kumga aytayım. Böyle bir dostum var, oğa baram. Hani bir kar dostum var 80 yaşına ana oturamız, koz aramız.
Şüphet etemiz. Ne? Aklımızdan başka bir şey gelmiyor. Endi özüme böyle dedim o günlere neme Mahmut'un da Bekir Mahmut Bekir Mahmut. Ondan da Allah gittim dedim. Prokuraturaga yazayık dedim bu toprak kim aldı? Ne için? Bir yerde kateline olacak dedi Cemsat'a. Normalde özünüz bilirsiniz. Başka ne bileyim. Böyle. Çünkü ben oğlum diye bu toprak hamza boz kaldı. Şimdi çıkaytam da yarısını kenar böleceğiz. 9'ar sotka oyların o ketişlerin ketiş. Bu da ev değil. Ama kumka ne bir şey bilmiyor. Kumka barıp soramada bilmiyorsun. Ne diyeyim? Anladım. Eskender ağa, mına yayınımızın yekünlenmesine 1,5-2 dakika kala ne aytar ediniz halkımızga bugün yani sizin fikriniz belki de bir nasihatta bulmağa isterediniz, belki de bir tavsiye vermege isterediniz, belki de bir gayeleriniz vardır. Ben halkıma ne etmez diyeyim. Bilirsin, halkım gözünüzü açınız. Bizim 1783 senesinden beri Kırım'dan mahrum etmeye tırışaydılar. Hem yavaş yavaş 44. ahırı özlerinin nemesine yettiler. Ben her daim düşünüyorum. Gelmez ekenim bu konuda. Çünkü bizim toprağın bilirsiniz nasıl seviler, ayrımlar, hükümetler. Onun için düşünmeyelerim. Ya bugün yarın bir şey bu hükümet bir şeyden korkmuyor. Belki yarın bizlerin kene vagonlara oturtup yallah babam Ukrayna malinde ben bileyim Ukrayna indi Zakarpatya alıp gidecek mi? Bir şey belki no anda da Kırım'da. Ya Sibir'e ya bir yerge kene ayda sağır ne yapacakmız deyip onu düşünüyorum. Onun için halk aytam. Şunuz milletim. 4 kere surgun boldum. 3 kere 4 kere. Endi bu 5.sine somuz gayb olacakmız. Yarı Türkiye'de, yarı Amerika'da, yarı bir yerde. Ne kaldık bunda? 200-300 bin can kaldı mı? Kalmadık mı? Neyimiz kaldı? Onun için mabet bolayık. Birbirimizge bek bolayık. Eğer bir sualleriniz olsa gelin müzakere edeyim diyeyim halkımıza. Koşulsunlar. Ne bizzat ne olsa aytkanday bir şey hareket için çıkartmıyor da. Bu Sovet hükümeti hareket ettiydi, kanda umadı başkaydı. Aşınç bozunuz bilesiniz aslında. Onun için birlik ne? Birlik mi zaman toylarda, cinlerde, dualarda birlikmiz. Ama evlerimize dar kalganda her bir şeyini unutamız. Yok, unutmayın. Özümüze sual vereyim. Ne için geldi bu dünyaya? Ne için bu bizim Kırım Tatarlarının vetanı Allah verdi bu toprağın bizge. Onu eğer bizim halk borçalamasa işimiz gayip. Dilimiz joyuldu desen olacak. Mıra. Soran bir Tatarca laf etti ama bir 4-5 balıya laf etti, laf etmeyin. Anlaşıldı. Ya sonuyor. Ana birlik aman birlikке de tırlık gerek. Sağ olunuz Eskender ağa. Büyükten teşekkürler yayınımızga bağlanıp kıymetli fikirlerinizden paylaşkanınız için. Çok teşekkürler Eskender ağa Süleymanov, Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bağda Milli Meclis azamız Riza ağa Şevkiyev bizge şimdi koşula. Riza ağa merhaba, selamun aleyküm. Merhaba. Aleykümselam. Riza ağa, mına Eskender ağa özü bizim yayınımızga çıkıp bu meselelerini aydınlatmak istedi. Biz de elbette ki hep sesimedişlerimizni yayınlarımızga bağlamağa tırışamız ve siz de yaşıttınız sübyetimizde Eskender ağa çok meselelerini kaygıra, çok mına problemlerini aydınlattı ve aytkanına göre esas problemler sırasında bu böyle bağ olmağını. Milli Meclisimizin yarısı ana kıtada, diğer yarısı demek Kırım'da, Kırım Tatarlarının çoksu çeşit türlü ülkelerde ve bu bağının kopkanı hakkında ayta bizlerge. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Dinlediniz siz de sübetini. Buna cevap verecek bir fikirleriniz geldi mi aklınızga? Evet, Eskender dostum laflarını dinledim. O çok doğru laflar aytı. Son sözleri işte tekrar aytacak olan şimdiki zaman icralar gibi halkımız kalganda o Sovet zamanlarında bakanda bu başka zamandır. Sovet zamanlarında ayrı bir inisiyatif gruplardan adamlarını tartıp çıkarıp ugalov mahkemeler açıp onlara böyle yavaştan
ve pek çok halkını öyle hapislerge kapatmaydılar. Şimdi bir hareket olan taraftan demek mümkün. Her ay onlarla yılda yüzlerce adamları tutup kapatıp mahkemelerin geçirip hapslarını kapatıp buraya işler alıp baralar. Halkımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hem o korkuda evet halkımızın yüreğine kilitli. Çünkü yaz ballar 34 yıldaki 5, 10, 15, 20 seneleri yıllarda hapislerine kapatırlar. Son daha bir şey halkımız duydu. Habersiz adamlarını kapattılar. Onlar terör yapmadılar. Oraya bir hareket de yapmadılar da oraya mahkeme yıllar oraya hapislerine bu kadar uzak yılları kapattılar. Onun için ne yapmalı? Şimdi halkımıza tek bir birleşmek, yani, evet bizim halkımız birdir. Ben bir zaman demem bizim halkımız bir değildir. Kaç zamanda olsa da halkımız birleşir. Ben yakınlarda o meseleyi duydum. Mesela bana Stroganov'da bir olançık kazalarını koy geldi. Binlerce adamlar bir kulçe, yarım kulçe toplaştılar anda haşevet edip çünkü bizim halkımızdan bir olançık kayıp olan halkımız pek mobil. Gerek olsa bir saçı toplaşabilir. Ama da onların böyle miting yapmaya ya da piket yapmaya bu ahvalda evet yapıp olmazlar. Hükümet icra hükümeti olarak da yol vermezler. Adamlar karışıp başlasalar birden onların onlarla yana alıp adamlarını hapislerine kapatmak mümkün. Yani zaman uymaydıysız. Zaman uymayı. Onun için halkımız tek birbirine muhtaç olup birbirine bağ tutup birbirine kavga etmeyi her zaman yüreklerini Kırım Tatar halkının betanıdır ve halkımızın geleceği tek Kırım'dadır. Onu işte akıllarından çıkarmak gerekmelidir ve ballarda, torunlarda o sürgende bu fikrini yüreklerinden sığındırmak gerekli. Terbiye vermek gerekli. Şimdi birinci yerde ben böyle horantalarda terbiye vermek ballarda. Çünkü bizim ballar, torunlar icraların mekteplerini okurlar. Anda onlarda Rusya propagandası terbiyesi vermeye çalışırlar. Onun için ballar evge kayıtsanda ana babaları, müteahhir babaları o ballarına çalışmak gerekli, anlatmak gerekli ve ballar anlayacaklar da vatanını unutmayacaklar, tilini unutmayacaklar, adet dinimizi unutmayacaklar. Ben balalığım özüm o güne getirgence Sovyet zamanına mektepte bizde Allah yok deyip öğretirler de başka çare yok idi. Son rahmetli bitem bana kulağıma etildi. Oğlum sen onların aytkanına bakma. Sen içinde her zaman işini Bismillah diye başla da Allah'a inan de. Kimse kadar duydurma dedi onlarla. Öyle zamanlar da var idi. Yani onun için bu icralar türünü terbiye verip ballarda vatana sevgi verip İnşallah beklemek gerekmez. Ne zaman? Zamanı gelir ben inşallah. Zamanı geldiğinde halkımız sebep öz vatanına bir boy bayram yapıp yolu açılır. Amin. Çok sağ olun Rizağa. Bizle bağlanıp fikirlerinizni bu mesele etrafında ifade ettiğiniz için. Büyükten büyük sizge teşekkürler.
Қырымтытар Милли Межлис азамыз Ризаға Шевкиев бізле жанлы бағдайды. Сайғыл достлар, мен сізнен сағлықла ашмайым біз шымды 4 дақадан соңра заман информацион программасына кечеміз. Сізлеріні соңки хаберлерінен мұхберлеріміз селемлай жақтыр. Сонра біз бұл студияға қайта жақмыз ве күн теркебінде олған соңки әдеселеріні мұзакер етмеге девам етежекміз атайырлы олыңыз көрішкенше. Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. Инсанны чоқ шейден айыра біле. Ама урар екен юректеніңде, алған нефесте аңла дост илле. Сені ұмытмаған ватаның олсын. Тағдыр қолдан айырыр, даянырсың. Бақытлы yolдан айырыр, даянырсың. Даянырсың. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umut mentile. Seni unutmağan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açılıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmağan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmağan vatanın olsun. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Ми повертаємо Крим додому, в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі «Україна-30». За його словами, участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 29 країн. І цей список не остаточний. Проведення саміту заплановано на 23 серпня цього року. Саме на ньому учасники підпишуть декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, інші багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати в Криму український прапор. На саміті Кримської платформи будуть організовані 4 тематичні панелі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щодо невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, а також про відновлення прав кримсько-татарського народу. Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших держав. Тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участь, вони будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає. В окупаційних судах справедливості немає. Попри докази захисту, окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним штраф щодо Еміні Абдулганієвої. Раніше окупаційний Красногвардійський райсуд призначив 10 тисяч рублів штрафу матері політв'язня Ескендера Абдулганієва за її одиночний пікет з плакатом «Мій син не терорист». Того ж дня матері інших бранців також виходили з окремими одиночними протестами. Втім, окупаційні поліціянти та суди ці пікети вважають спланованим мітингом. Данное решение было вынесено не в рамках стен данного здания Верховного суда, а уже было вынесено еще в тот день, когда был составлен протокол, поскольку мы считаем, что данным протоколом пытаются просто заставить крымских татар молчать, заставить матерей, отцов, родственников и народ соглашаться с этими несправедливыми обвинениями по отношению к нашим единоверцам в так называемых делах о терроризме. И поэтому мы сделали от себя все зависимое, однако мы и дальше будем продолжать обжаловать данное решение в необходимых инстанциях. То, что прокурор запросил моему сыну 13 лет, поэтому я вышла на одиночный пикет, но на меня составили протокол, и этот протокол нам присудили по 10 тысяч. Сделали митинг, хотя мы выходили в разное время, в разные часы, но нам сделали как согласованный митинг. Это был зов сердца матерей, чтобы показать эту несправедливость и выйти на одиночный пикет. То есть эти женщины вышли показать свое недовольствие и требованием освободить их детей, то есть сыновей. Что делает государство? Всячески пытается пресечь такие попытки, показать, что в Крыму все нормально, но, к большому сожалению, несправедливость в отношении нашего народа, скажем, это притеснение мусульман, оно продолжается. Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо екс-президента-утікача Віктора Януковича. Йдеться про кримінальне провадження за фактами умисних вбивств у лютому 2014 року на Майдані. Оскільки Янукович переховується від слідства на території держави-агресора Російської Федерації, таке рішення суду надає право на проведення досудового розслідування без нього. Саме про це клопотало Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, колишній голова держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишнім головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав із порушенням норм чинного законодавства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до противоправного заподіяння смерті 62 особам. У травні цього року Росія відмовила Україні в екстрадиції Віктора Януковича. Генпрокуратура наразі готує повторний запит. Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і сприяння у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Минулої доби на Східному фронті не зафіксовано жодного обстрілу з артилерії. Натомість окупанти обстріляли позиції оборонців Авдіївки з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Провокували окупанти поблизу Катеринівки та Попасної. На це дістали відповідь вогнем від українських воїнів. Також на Луганщині помічено проліт російського безпілотника «Орлан-10». Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 2 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Бійці морської піхоти, екіпажі корабельно-катерної групи під прикриттям авіації. Разом вони знищують ворожий десант з моря. Така легенда масштабних навчань українського війська на Азові. І по кількості залучених людей, по кількості техніки і по кількості вправ. Розпочалось все із морського десанту. На кораблях частина особового складу прибула в район проведення навчань, пересіли на надувні човни моторні і таким чином десантувались на берег, піднялись та закріпились на визначених позиціях. Українські морпіхи тим часом працювали і в інших точках ймовірної ворожої активності. Після артилерійської підготовки основна частина підрозділу на БМП та з приданими танками вирушили в сторону укріплень ймовірного противника. По дорозі відпрацювалось досить багато таких штатних, на жаль, на війні ситуацій, таке як мінні поля, таке як необхідність термінового маневру, таке як евакуація поранених з поля бою, виводу з ладу танків. Всі поставлені завдання бійці виконали успішно. На Запоріжжі та Закарпатті не виявили жодного нового випадку COVID-19. На всій вільній частині України минулої доби зафіксовано 265 пацієнтів. 176 людей одужали, а ще 4 не змогли подолати хворобу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Цілком вакцинованих українців вже більше 2 мільйонів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує збільшити охоплення вакцинації у 1,5 рази, щоб до кінця літа обидва щеплення отримали ще щонайменше 4,5 мільйона людей. А от для невакцинованих Україна буде вимушена застосувати карантинні обмеження, вважає голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Каже, що про обов'язкову вакцинацію не йдеться, але вважає справедливим, щоб роботу, яка передбачає велику кількість контактів з людьми, виконували вакциновані співробітники.
А в окупованому Криму щоденно фіксують більше як 5000 нових пацієнтів. На тлі стрімкого поширення хвороби з понеділка окупаційна влада півострова запроваджує нові карантинні обмеження. Вони стосуються роботи дитячих таборів та санаторіїв. Зокрема, персоналу заборонено жити поза межами закладу. Крім того, стаціонарні санаторії, де персонал не щеплено, переведено на режим повної ізоляції. Через загрозу поширення ковіду більше 150 дітей дочасно покинули севастопольський табір Ласпі. Наприкінці липня там виявили 1 випадок зараження, а ще 3 дітей були ушпиталені з діагнозом ГРВІ. Також 70 вихованців, яким стало зле, за рекомендацією залишили Ласпі. З курортного міста Мармарис у Туреччині евакуюють туристів і місцевих жителів, серед яких багато британських емігрантів. На човнах і катерах їх доставляють в безпечні місця, оскільки сюди підбираються пожежі. Президент начебто притягнув до відповідальності кількох винних у цьому саботажі, але я вважаю, що також винна погода. Дуже жарко і навколо ліс, але я хочу відзначити роботу рятувальників, пожежників та добровольців. Вона фантастична. Я такого раніше не бачила. У нас були невеликі пожежі, але такого лиха не було. І не тільки тут, а всюди. Вже 5-й день горять ліси на узбережжі Середземного і Егейського морів у Туреччині. Число жертв вогню зросло до 8. Більшість із понад 100 осередків займання вдалося локалізувати. Проте пожежі все ще тривають у Манавгаті, Мармарисі та Міласі. Із деяких житлових районів і готелів евакуювали людей. Це село Сірткой. Воно майже повністю згоріло. Дув сильний вітер, тому вогонь охопив усе село. Це катастрофа, будинки загорілися. Ми навіть не зрозуміли, як це сталося. Вогонь палав 3 дні. Ми чекали, що його погасять. Цього ранку його загасили, але через сильний вітер наше село згоріло за 15 хвилин. Влада Туреччини каже, що час загорянь і їх площа вказують на підпал. Ведеться розслідування. У цілому лісові пожежі в спекотні літні місяці на півдні Туреччини трапляються часто. Але цього разу вони охопили набагато більшу територію. Турецькі метеорологічні служби прогнозують, що найближчим часом в прибережних районах Егейського і Середземного морів спека не спадатиме. Так, температура в Анталії досягне 43-47 градусів за Цельсієм. Унікальну золоту пектораль 4 століття до нашої ери виставили у Києві. Її вважають однією з найзначущіших археологічних знахідок минулого століття у світі і найвідомішою в Україні. Прикраса зроблена з чистого золота і важить майже 1,5 кілограми. Знайшли її 50 років тому в кургані Товста могила на Дніпропетровщині. Археологи вважають, що пектораль створили стародавні греки на замовлення скіфських правителів. Однозначно можна сказати, що тут використано всі найважливіші досягнення давньогрецької ювелірної справи. Дуже вірогідно, що замовниками були саме скіфи, і тому що там закладено саме такі основні моменти скіфського розуміння життя, царської влади і так далі. Прикраса вважається шедевром скіфського мистецтва. На ній зображені 48 фігурок людей та тварин. Також є 160 окремих деталей, які символізують 3 сфери буття. В оздобленні також закладений глибокий філософський зміст. Верхній ярус – це ярус життя, нижній ярус – це ярус смерті. І в цілому ідею життя і смерті, які переходять одне в одне. Середній ярус – це ярус дерева світу, дерева життя, яке дарує безсмертя, яке є ярусом богів. Подібний світогляд був і в інших стародавніх народів. Ми дивимося на сцени, де грифони нападають на коней, і нам здається, що це смерть коней. Але це смерть жертовна, тому що коні віддають своє життя заради того, щоб жили інші істоти. Оце взаємопов'язаність життя смерті, жертовність смерті, вона дуже властива взагалі для давніх людей, а ми бачимо це на багатьох предметах скіфської культури.
Золота пектораль стала частиною великої виставки «Пектораль. Знахідка століття» на Київському музеї історичних коштовностей. Тут виставили і інші артефакти з кургану «Товста могила». Це предмети кочового побуту, зброя, посуд, прикраси та спорядження коней. Раніше широкому загалу їх не показували. Виставка працюватиме до 31 жовтня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам в студию абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Это наш номер. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии Олександр Кондратенко, головний консультант департаменту аналітичного супроводу Офісу голови АПУ 14-16 роках. Вітаю вас, пане Олександре. Салям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать с горячих новостей относительно Северного потока-2. Соглашение США и Германии по Северному потоку-2 – это медвежья услуга Украине, пишет авторитетное издание Financial Times. Издание отмечает, что Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности и экономики Украины в обмен на хлипкие гарантии и компенсации для Киева. Давайте послушаем цитату издания. Угода має вади на всіх рівнях. Зобов'язання протидіяти поганому поводженню Росії розпливчасті. Зелений фонд не покриє збитки Києва, а пропозиція Німеччини допомогти в продовженні транзиту газу – це просто обіцянка спробувати. Навіть час підписання документа дивний, оскільки у вересні в Німеччині пройдуть вибори. Безсумнівно, мало сенс взаємодіяти з наступним урядом Німеччини, в який, ймовірно, війдуть і зелені, які виступають проти Північного потоку-2. А вот Bloomberg со ссылкой на анонимных немецких чиновников пишет о том, что Германия не намерена перекрывать российский газопровод «Северный поток-2», даже если президент России Путин попытается использовать его в качестве геополитического оружия. Тем временем директор госкомпании оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью радио НВ рассказал, остались ли у Украины шансы в борьбе с «Северным потоком-2» из-за сохранения транзита российского газа, какие потери понесут Украина и Евросоюз в случае нулевого транзита газа через нашу ГТС. Так, і тому питання наразі полягає не в тому, чи буде ГТС працювати. Питання в тому, чи будемо ми транзитною країною. Якщо Україна не буде транзитною країною, то ми будемо вимушені модернізувати і оптимізувати понад 100 мільярдів кубічних метрів газу транзиту щороку. Фактично ми будемо вимушені закрити, вивести з експлуатації понад 60% компресорних станцій, оптимізувати структуру, тому що це буде дуже несправедливо, щоб українські споживачі і промисловість, і населення сплачували за ту інфраструктуру, яка не використовується. Але основна втрата буде не для України, а для Європи. Чомусь європейці думають, що українська ГТС буде завжди як резервний варіант для неї. Наприклад, якщо Північний потік стане на ремонт, як це було тиждень тому. Вот кандидат в канцлера Германии от консервативного блока ХДС-ХСС Армин Лашет угрожает России санкциями в случае, если она с помощью газопровода «Северный поток-2» будет давить на Украину. Якщо Росія знову буде агресивно вести себе по Україні, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу. Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії.
Пане Олександре, мнения в Украине относительно Северного потока-2 очень сильно разделились. Ряд политиков, политических деятелей, аналитиков говорят о том, что Запад поступается национальными интересами Украины, вот с Северным потоком нас зрадили и так далее. Другая часть говорит, что это реалполитик, ничего страшного, нужно смотреть вперед и уже сейчас понимать, что нам делать после 2024 года. И во время визита президента Украины в Вашингтон ехать с четким кейсом, с четкими заданиями, с четкой стратегией, как мы видим в дальнейшем это все и какие нам могут дать гарантии. Как вы видите? Собственно, и первые, и вторые по-своему правы. Давайте начнем с первого. Первое, то, что это несет непосредственную угрозу экономические, этого никто не отбрасывает. В любом случае, если прекратить транспортировку газа по нашей ГТС, то это, ну, как минимум от 1,5 миллиарда в наш бюджет недополучений. Это понятно. Но вы же поймите, эта история началась не сегодня, не вчера и не позавчера. И меня очень сильно удивляет, когда наши политические элиты начинают стучать вот так вот кулаком по столу и говорить ай-яй-яй, зрада, зрадонька и все остальное. По сути, любое государство преследует исключительно свои либо экономические, либо политические интересы. В данном случае вот эта вот встреча и подписание политического соглашения между Германией и США – это так называемые ситуативные союзы. И, собственно, эти союзы не сегодня образуются. Они присущи всегда в любом государстве, так как мир меняется. И всегда в большой геополитике, скажем так, там нету врагов, там есть либо партнеры, либо конкуренты. В данном случае проект СП-2 необходим исключительно Германии для того, чтобы стать хабом газовым в Европе. И если некоторые аналитики говорят, что это проигрыш для США, в какой-то степени они тоже правы, но в данном случае они условно договорились по Украине таким образом, что ну, Германия условно СП-2 не достроит. И я думаю, что уже в ноябре, в декабре месяце начнут транспортировку газа. Ну, так прогнозируют во всяком случае. Что необходимо Германии? Ей необходим определенные предохранительные, скажем, у нас это наши подземные газовые хранилища. Поэтому на встрече Байдена и Меркель обсуждались именно те вопросы, то, что США дает добро для того, чтобы они в дальнейшем решали вопрос нашей газотранспортной системы. Собственно, после этого идет ряд заявлений, связанных, скажем, вы должны идти по пути Green Deal, переходить на энергетику такую. Да для чего? Для того, чтобы можно было водород транспортировать. И они говорят, мы даже вам дадим деньги на модернизацию вашей ГТС. То есть там порядка 11 миллиардов долларов. Но это же деньги не с бюджета Германии. Там часть, там, по-моему, порядка 100 миллионов только евро. Все остальное это будут внешние инвесторы. Но какой инвестор зайдет в страну, где не разрешен военный конфликт? Следующим этапом, что говорит Меркель, прямым текстом Зеленскому. Ребята, вы должны имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство для того, чтобы в дальнейшем все вот это вот, то, что я озвучил, было реализуемо. Поэтому на сентябрь-октябрь месяц, я вас уверяю, у нас о формуле Штайнмайера мы будем чуть ли не каждый день об этом говорить. Ну вот к формуле Штайнмайера мы вернемся. Относительно тех гарантий, которые нам якобы предоставляют Германия и Соединенные Штаты Америки относительно транзита газа через нашу страну. Их же нет. Это все разговоры в пользу бедных. Собственно, и то, о чем сказал Армин Лашет, ему как бы пророчит то, что он будет следующим канцлером ФРГ. Я, собственно, тоже понимаю, что, скорее всего, так оно и будет, потому что поддержка у вот этого ХДС, да, у них она больше гораздо, чем у тех же зеленых. Проблема в том, что сам Лашет, несмотря на то, что вот вы подводку хорошую прочитали, что вот если Российская Федерация будет использовать это как, скажем так, оружие против Украины, перекроет нам вентиль, то это все далеко не правда, потому что именно данный политик и партия сама – это одно из самых больших лобби Российской Федерации именно в Германии. Поэтому с приходом, скажем так, Армина Лашета, мягко говоря, нам будет не очень сладко с Германией. Собственно, и сейчас складывается впечатление, что там даже в преддверии той же Крымской платформы офис президента и сам Зеленский, мы фактически поссорились абсолютно со всеми нашими внешними партнерами. Я беру именно геополитических игроков.
Я не беру геополитические фигуры, как Турция, например. А в данном случае, даже если брать, ну, условно, те же заявления Давида Арахами о том, что мы могли бы шантажировать по поводу ядерного оружия, и то, что на повышенных тонах будут разговаривать за закрытой дверью Байден с Зеленским, то, скорее всего, повышенные тона будут именно только со стороны. Так а ведь с другой стороны, пан Александра, позиции Германии, позиции Франции, они ведь тоже в последнее время ярко недружественные к Украине в вопросе Минских соглашений, в вопросе нормандского формата, формулы Штайнмайера же, опять же. Дело в том, что... То есть такое ощущение, что в нормандском формате складывается позиции 3 против 1, и один остается Зеленский. Ну, собственно, так оно похоже и будет. Но дело в том, что ну, мы а сейчас как нам тогда в такой ситуации? Ну, вот я попробую сейчас объяснить не с точки зрения внутриполитической ситуации в Украине и касаемо Российской Федерации, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, а с точки зрения той концепции, которая, ну, в принципе, сейчас формируется, скажем так, на всей геополитической шахматной доске. То есть до встречи, условно, Байдена с Путиным, Байден полетел в Великобританию и с Борисом Джонсоном подписали некое соглашение. Это такой вот тоже ситуативный союз, новая Атлантическая хартия. Такого рода документ был подписан после Второй мировой войны. Вследствие чего там другие страны к нему присоединились. Но суть остается в том, что с одной стороны формируется вот такое вот небольшое лобби. Соединенные Штаты Америки, Британия и некоторые политические элиты Европейского Союза. С другой стороны, противовес ну, скажем так, этому союзу сформировался союз тоже ситуативный, там, где есть Китай, Российская Федерация, и, как ни странно, сюда входит и Германия, и Франция. По простым, как бы, объяснение простое, почему они сюда. Потому что Северный поток второй, то, о чем я начинал говорить, изначально экономические интересы, потом политические. И вот эти две противоборствующие стороны сейчас бодаются, ну, условно, на территории Украины. К сожалению, ни Зеленский, ни вся наша страна, это, ну, я, честно говоря, очень, ну, мягко говоря, расстроен этому, но это случилось тоже не вчера и не сегодня. Мы из, скажем так, на геополитике, из фигуры геополитики превратились в инструмент. И с инструментом, к сожалению, никто не договаривается. И с точки зрения даже желания того же Арахами, чтобы Зеленский на повышенных тонах разговаривал с Байденом, то разговаривать на повышенных тонах могут только равноправные либо партнеры, либо конкуренты, но на равных правах. В данном случае мы являемся инструментом. Мне очень жаль, что мы сейчас будем праздновать 30-летие независимости страны, но в то же время мало людей понимают, что конкретно мы празднуем. У нас зависимость от внешних наших партнеров за последние 10 лет условно с 10 увеличилась до 1000. Мы настолько стали зависимы от того, что происходит вокруг нас. Не благодаря тому, что, скажем, мы ранее даже по газотранспортной системе не подписали консорциум, когда можно это было сделать и немножко себя обезопасить. Но это абсолютно все. Наши политические элиты, ну, грубо говоря, продавали нас на протяжении 30 лет. И, как говорил, если я не ошибаюсь, Кравчук, маем еще маем. Собственно, что делать? Ну, на сегодняшний момент что делать? Разумеется, договариваться придется, и как бы сложно не было Владимиру Зеленскому на встрече с Байденом, его заставят выбирать с кем-то. Между чем и чем? Между вот одной позицией и второй позицией, то что я озвучил. Придется выбирать. Поэтому, если выбор пойдет в сторону США, Британии и... Ну, собственно, сейчас, кстати, Британия — это, по-моему, один из единственных наших ситуативных союзников, которые плюс-минус, так как вы сказали, нас не продали. С другой стороны, если же это произойдет, то ни о какой встрече Зеленского с Путиным быть речи не может. Если же это пойдет в обратную сторону, то есть нагнетание обстановки очень серьезно. А зачем встреча с Путиным? Зеленскому с Путиным? Ну, собственно, а что решит эта встреча? Да, ну все же рассказывают, что будет встреча, будет встреча. Я, честно говоря, об этой встрече, ну, там каких-то иллюзий не питаю. Я прекрасно понимаю, что это ни о чем. Песков четко сказал, по какой конве должны двигаться и какие вопросы не должны озвучиваться. Но это нам не подходит, к сожалению. И мы... В первую очередь Крым закрыто. Ну да, это вообще не обсуждается. Собственно, вот мы плавно и подходим к тому, что та же самая крымская платформа. Если я не ошибаюсь, мы в этой студии с вами обсуждали там буквально месяц назад, насколько эффективным будет сам вот этот вот саммит крымской платформы. Если брать
глобально, то давайте просто посмотрим, кто туда едет. Вот к Крымской платформе давайте обязательно вернемся. Я вот просто не хочу отходить от темы Германии, от формулы Штайнмайера. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Миколу Лазаревича, доктора політичних наук, директора Центру інформаційної аналітики Західноукраїнського нацуніверситету, учасника АТО. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Микола, в последнее время мы очень часто слышим о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Это и прозвучало из уст канцлера Германии Ангелы Меркель. Буквально через неделю после этого мы увидели заявление Министерства иностранных дел Германии, где также было четко проартикулирована необходимость выполнения коммюнике по итогам Парижского саммита. Почему все же Германия настаивает на имплементации формулы Штайнмайера? Что нам с этим сегодня делать? Ну, очевидно, що Німеччина настоює, тому що нема опору з боку нашої банкової. Відповідно, ми б мали би сказати, що певною мірою те, що пропонується у формулі Штайнмайера, присутньо в законі, який ми кожен рік оновлюємо. І, відповідно, нічого нового вже ми не придумаємо. І я думаю, що нам все ж таки більше на себе зобов'язань брати не варто. Бо воно останнім часом виглядає таким чином, що ніби війну розв'язала не Росія, а ми. І що винна в тому всьому, що ми сьогодні маємо, не Росія, а ми. Відповідно, ми повинні не те, щоб опиратися, а повинні наводити серйозні аргументи і намагатися якимось чином спонукати і Німеччину, спонукати Сполучені Штати, щоб все ж таки дивитися тверезим поглядом на те, що відбувається. А что значит трезвый взгляд на то, что происходит? Вот и какие действия на каких действиях должен основываться этот трезвый взгляд? А тверезий погляд, відштовхуючись від того, що вже сказав ваш гість, і сказав він багато гірких слів, правдивих, ми мусимо це усвідомлювати, бо ситуація, яка склалася на тепер з Північним потоком, це, по суті, перемога Путіна. І ми повинні пам'ятати, що впродовж років, якщо ми візьмемо ті газові проблеми, які були в нас в 2006-2009 роках, Росія, мені здається, вже тоді намагалася представити Україну як ненадійного транзитера, як, власне, державу, яка не може виконувати свої зобов'язання і тому подібне. Мені здається, що було би краще і для Європи, і для світу, якби Сполучені Штати і Німеччина хоча б спробували були використати добудову Північного потоку-2 для зменшення російського тиску на Україну. Бо так, багато, я ще раз повторююся того, що сказав ваш гість, правильно. Але разом з тим, якщо в Україні будуть проблеми продовжуватися, а не дай Боже і наростати, які ми маємо сьогодні з Росією, то від цього Європі затишніше не стане. І не стане, очевидно, світові затишніше. І що стосується, знову ж таки, добудови і, власне, поведінки Німеччини, то сьогодні на Цензорнеті з'явилася інформація з посиланням на Bloomberg про те, що Німеччина не має наміру перекривати Північний потік-2, навіть якщо Путін спробує використати трубопровід як геополітичну зброю. Тобто те, що говорять в Німеччині, те, що говорять в багатьох інших столицях, це зовсім не означає, що хтось там особливо переймається нашою долею. Але знову ж таки скажу, що якщо не перейматимуться нашою долею, то проблема прийде і до них, і від того нікуди нам не діватися. Знову ж таки, здається, що ми могли би образитись на таку політику, на таку зневагу до українців, які вже 8-й рік воюють, і повернутися, як казав Єрмак, Зеленський, до Китаю, ще кудись. Але нагадаю, що НАТО, вступ до Європейського Союзу – це конституційні засади на сьогоднішній день. І це, власне, той шлях, по якому ми йдемо, і
Мені здається, що іншого шляху у нас, по суті, немає. Тому стратегічними нашими партнерами із Німеччиною, із Францією, із Сполученими Штатами ми не можемо сваритися. Ми маємо наводити аргументи. Ми маємо не чекати, що вони будуть для нас шукати якісь шляхи виходу з цієї ситуації. А ми повинні пропонувати кожен день. Як це свого часу робив Порошенко. І я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо б Порошенко серед ночі міг розбудити Меркель чи Макрона і переконувати. Нагадаю, що коли вже мали підписувати асоціацію про асоціацію, то вже тоді деякі політики європейські казали, а може ви від цього відмовитесь, тому подібне. І тільки наша, скажімо так, настійливість привела до того, що все ж таки ця асоціація була підписана. Але, очевидно, ми мали відповідні аргументи. І зараз ці аргументи дуже і дуже потрібні. На жаль, команда, яка сьогодні заправляє бал в Україні, цих аргументів не дуже мала би можливість отримати. Но, с другой стороны, пане Микола, с другой стороны, вот какие точки соприкосновения в этих вопросах мы можем находить с нашими западными партнерами, которые решают свои экономические интересы ценой национальных интересов Украины? Якщо вже так ситуація змінюватись не буде. Хоча в мене є сподівання, що не все вже так катастрофічно. Бо ще по-всякому можуть зреагувати республіканці у Сполучених Штатах Америки і можуть, по суті, не дати можливості Байдену проводити політику. Відповідно, певний час має зайняти сертифікація Північного потоку-2, а там Бог знає, що ще може статися і тому подібне. Але, як на мене, то ми повинні чітко ставити, я, по крайній мірі, вважав, що найбільш нагальною проблемою є вступ до НАТО. І на цьому грати. А ви хочете вирішити свої економічні проблеми? Нема проблем. Вирішуйте. Але дайте нам можливість створити ситуацію, коли наша безпека буде забезпечена. Наша безпека буде забезпечена найбільшою мірою лише в тому випадку, коли ми станемо членом НАТО. Іншого, мені здається, просто немає. То есть, правильно ли понимаешь, что во время своего визита в Вашингтон президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно ехать с четким пониманием, чего мы хотим в обмен на Северный поток-2? Однозначно. Інше, а для чого тоді їхати? Просто поговорити, як минулого разу з Трампом, і нічого не вирішувати, та нема сенсу їздити. Так можно ведь поговорить много о чем. Вопрос в том, что услышат ли нас? Знову ж таки, питання в нас. Ми повинні доносити свої меседжі. Ці меседжі мають бути неголослівними, мають якимось чином, мати підтвердження відповідними фактами, що, знову ж таки, повертаю до того, що я сказав, якщо проблема загостриться з Росією, а мені щось здається, що вона не зможе не загостритися, якщо, власне, Північний потік-2 запрацює, то це буде проблема для Європи, з якою, до речі, той самий Байден хоче, знову ж таки, відновити зв'язки, які свого часу порушив певною мірою Трамп, головним чином з Німеччиною. То як не буде якогось такого нормальної ситуації у Європі, то і не буде, власне, Байдену мати з Європою ті зв'язки, ту атмосферу, якої він прагне. Тому ми не пуп землі, але в даному випадку ми повинні дбати про себе. Можливо, десь інколи й перебільшувати, але все ж таки це чітко маємо артикулювати свої проблеми. І знову ж таки, ми втратили вже близько 15 тисяч людей у цій війні. Так в этом-то и вопрос, куда хуже. Уже сотнями, тысячами людей погибают на востоке Украины. Крым оккупирован, репрессии на территории полуострова продолжаются. Ситуация куда еще хуже. Что еще должен сделать Путин такого, чтобы, наконец, Запад определился с приоритетами, определился с гуманитарными ценностями, экономическими выгодами. И в приоритет все же ставил гуманитарные ценности. Но уже 8-й год. Сколько еще можно это объяснять?
Цілком вірно, але бачите, гуманітарні питання інколи виникають для красного слівця. А якщо почнеться заворуха серйозніше, як ми маємо сьогодні, і коли поїдуть десятки, сотні тисяч з України втікати від війни, я не думаю, що це так само принесе спокій у Західну Європу. Бо втікатимуть, власне, туди, де краще життя. І якщо показали шляхи, власне, інші люди, які сьогодні навіть через Литву чи до Литви намагають добиратися, чи через Білорусь, то чому українці так не можуть зробити? Ну, ми так само маємо шукати різні шляхи. Можливо, ті шляхи не зовсім такі праведні, як би нам хотілося. Ну, але ми хочемо жити. Ми мусимо вижити. Нам Бог більше не дасть можливості створити свою державу. Ми її зараз маємо. Ми її маємо захистити. Бо набагато простіше захистити те, що маєш, ніж створювати нове, де багато неоднозначностей і тому подібне. Тому, без сумніву, є критична маса тих людей, які готові покласти своє життя і стримувати росіян, але разом з тим є і величезна кількість людей, які просто будуть тікати в Європу. Дякую вам дуже, пане Микола. Чохсагол, у нас Микола Лазарович був з нами на прямому зв'язку, доктор політичних наук, директор Центру інформаційної аналітики Західноукраїнського нацуніверситету, учасник АТО. Пане Александре, есть ли у нас сейчас реальные шансы укрепить наши позиции на внешней международной арене, на этой шахматной доске, о которой мы с вами говорили, когда мы видим, что, к сожалению, экономические выгоды у ряда наших западных партнеров, они в приоритете, если сравнивать с вопросами гуманитарных ценностей. Для Соединенных Штатов Америки, как мы увидели, Германия как трансатлантический союзник оказалась намного важнее, чем Украина. Вот как на вот этой шахматной доске, где мы находимся? Собственно, проблема заключается в том, что с теми элитами, которые сейчас, к сожалению, это невозможно. Ну вот абсолютно невозможно. От слова совсем. Что должно произойти? Мне кажется, в краткосрочной перспективе после встречи в Вашингтоне Байдена с Зеленским, Зеленскому будут выдвинуты некие ультиматумы. Такие как, например? Я не буду говорить здесь за формулу Штайнмайера и все, что касается Минских соглашений, но, так как сказал Кент, почему, например, вот, кстати, Николай был прав там, по поводу вступления в НАТО, это бы нам гарантировало безопасность. Ну, собственно, и элиты Соединенных Штатов Америки, и первые лица, они заявляли следующее. Вам необходимо проводить реформы и побороть коррупцию. Но, как ни парадоксально, уровень коррупции с приходом новой команды Зеленского, нового офиса президента и слуг народа, уровень коррупции только возрос. Поэтому говорить о том, что нас кто-то там возьмет в НАТО в ближайшее время, учитывая то, что для вступления в НАТО необходимо абсолютно все страны, чтобы были за, а на секундочку, с 2008 года, после Бухарестского саммита, два главных государства, которые были против, как ни странно, это Франция и Германия. Поэтому все эти вот разговоры по поводу того, что мы в ближайшем будущем видим Украину членами Альянса, это не более чем сотрясание воздуха и, так сказать, озабоченность наших западных партнеров. Развернуть ситуацию, разумеется, всегда можно. Но для этого необходимо, во-первых, отталкиваться от того, что любые какие-то движения на международной арене, как у любого другого государства, должны исходить от одного главного. Мы это делаем для блага нашей страны. Если это нам не подходит, мы это не делаем. Ну, судя по тому, что сейчас происходит, наши политические элиты не имеют стальных Фаберже, и им рассказывают, по какой конве двигаться дальше, дабы не усугублять ситуацию. Разумеется, европейским элитам и лидерам Европейского Союза никто не хочет полномасштабной войны, о которой, собственно, говорят уже не первый день. И есть факты, которые свидетельствуют о том, что идея поглощения, скажем так, Украины Российской Федерации, она никуда не отброшена. И то, что происходит в Беларуси, и, собственно, по нашей границе, это тому является подтверждением. Потому что не так давно Лукашенко говорит следующее. У нас на территории страны
мы знаем, что есть разные группы террористические, и все в этом духе. И для того, чтобы обезопасить себя, по договору ОДКБ мы имеем право союзному государству, там разные государства в этом союзе, одно из них Российская Федерация, на территории суверенного государства Беларуси разместить иностранный контингент другой страны. Вопрос, какая страна будет размещать вдоль наших границ свои части? Части условно. Понятно, да? Теперь следующий момент. На сегодняшний день, если брать, посмотреть в историю, копнуть немножко глубже, то, если я не ошибаюсь, в 1920 году в Варшавске был такой договор, и был такой товарищ Пилсудский. Это вопрос к тому, почему сейчас именно на нашей территории происходят вот такие вот события. Эта линия проходила вдоль Украины, и страны, которые противоборствовали между собой, тогда был это Советский Союз и Польша, польско-советская война. По этой линии, собственно, сейчас вот и формируется вот это вот противостояние. Собственно, в эту канву вкладывается и Беларусь, потому что там она проходила. Это Тернопольский регион. Это туда, ближе к Полесью, вот туда, да. И получается, что не хватает для того, чтобы, грубо говоря, вот сформировалось вот это вот продолжение того, что было условно 100 лет назад. Почему Байден встречается раньше с оппозиционеркой из Белоруссии, госпожой Тихановской? То есть он с Зеленским не встречается? Неспроста, получается, отложили встречу? Разумеется. Почему это происходит? Грубо говоря, оппозиция в Беларуси, она на ладан дышит. Собственно, не получится сейчас, на данный момент, сделать то, что было год назад в Беларуси. Это после событий с Протасевичем. То есть там немножко подутихло это все. Вот. В то же время Лукашенко по поводу союзного государства все-таки смотрит больше в сторону Владимира Путина и Российской Федерации. Разумеется, Соединенным Штатам Америки это не надо ни в коем случае. Поэтому встреча с Тихановской, поэтому показывает, что Соединенные Штаты Америки, мы с вами, мы за демократию, мы против режима Лукашенко. И противоборствующие стороны бодаются на территории Беларуси. То же самое происходит на территории Украины. И все, что вокруг нас, когда мы не являемся субъектом, а есть объектом, с нами что хочешь, то и делай. Это когда я сильный, а вы что, если слабый. Зеленский откажется от этих ультиматумов? Скажет, нет, мы не будем выполнять, мы субъект. Собственно, что если это не предмет, скажем так, геополитики, там так это не работает. У нас даже дипломаты наши, дипломированные, которые в МЗС, они даже не понимают, что такое дипломатический этикет. Порой их слушаешь высказывания, и кажется, что это люди просто с улицы, или как, не знаю, мои соседи возле подъезда могут обсуждать такие вещи. И вот эти информационные бросы бесконечные, которые мы потом на всех каналах обсуждаем, как там Арахамия что-то сказал, как сказал Арестович, и все в этом духе. Но надо четко понимать, что ничего, то, что сам Зеленский не может сказать Ермак. Говорят говорящие головы. Но не кажется ли вам, что как раз вот из-за четких посылов, из-за четких вопросов, которые были продекларированы, в том числе из уст президента, из его команды относительно того, что почему мы не в НАТО и так далее, мы получили, по крайней мере, четкий ответ, что коррупция, там реформа, это все окей, но это политический вопрос. Но это ведь четкий ответ на четкий вопрос. Да, но там это не воспринимают. Это из серии «я большой, а вы маленький». Ну, там могут не воспринимать, но мы же можем заявить о своей субъектности и сказать, не будем. Вот вам и Фаберже. Мы это заявляем на всех наших каких-то международных встречах. Мы это заявляем на протяжении 8 лет. Но с мертвой точки разрешения военного конфликта и возвращения в наше государство неподконтрольных территорий, в том числе и Крым, никуда не двигается. Просто таким образом... Создан был этот документ, где Минские соглашения, все такое впечатление, что для того, чтобы их никогда не выполнить. Потому что выгодно абсолютно было всем. Или на то время, и сейчас. То есть Зеленский шел на выборы как президент, и одно из первых его обещаний, условно, это было то, что я закончу войну в ближайшее время. Собственно, в свое время Петр Алексеевич точно так же говорил, а то будет закончено в течение 2 недель. Но одно дело выдавать желаемое за действительное, другое дело, когда твое окружение тебе доносит ту информацию, которую ты потом озвучишь. Это что такое президент? Это его команда. Он же сам не сидит, не смотрит бесконечно какие-то информационные сводки, сам не вникает. Вот ему приносят,
Он либо это озвучивает, ну, условно, там, суфлера, потому что, как показывает практика, Зеленский, ну, очень слаб и в международной политике, и в юридической какой-то сфере, несмотря на то, что у него образование. Ну, собственно, такой слабоватый гарант, на секундочку. Что делается слабым? Его всегда бьют. Как только ты слабый, ты дал слабину, все, тебя в эту слабину будут бить всегда, что бы ты ни предпринимал. Чтобы это изменить, надо изменять окружение твое, которое тебе формирует повестку, то, о чем ты говоришь и как ты это говоришь. А не когда твои, условно, спикеры подставляют тебя в преддверии встречи, на которую ты ставишь большие надежды. В том, что наши западные партнеры от нас не отказываются. Но, как показывает практика, с Меркель Зеленский поссорился, с Байденом поссорился, кто у нас там, Макрон поссорился. С кем? Сейчас будет Крымская платформа, кто туда едет? Камала Харрис едет, так она туда не едет. Байден, может, приедет, тоже не едет. Меркель. Министр никто. транспорта. Прекрасно. Министр транспорта этой серии, если бы наш министр транспорта поехал на какой-нибудь Но с другой стороны, подождите, а с чего вы взяли, что он поссорился с Байденом? Ну, потому что есть... нет, разумеется, если оставить вот политические какие-то экономические вопросы, то риторика, которая исходит из Соединенных Штатов Америки в сторону офиса президента и самого Зеленского, она, мягко говоря, ну, такая не очень лайтовая. Ну, то есть высказывания очень резкие. И Зеленскому каждый раз дают, как говорится, щелчок по носу, чтобы ты знал свое место. Вот так это выглядит. Если провести аналитику, условно, там, за последние 3 месяца, какие выпады были в сторону офиса президента, то вы не увидите, там, ну, там, может, 20% будет положительных каких-то вот моментов. Все остальное это будет общая картинка озабоченности, что мы поддержка в НАТО, вы скоро вступите. Вот это вот все, то, о чем мы разговариваем там, на протяжении последних 2 лет с приходом новой команды. Как вернуть субъектность страны? Во-первых, необходимо, чтобы внутренние политические элиты, вместо того, чтобы бодаться между собой, объединили страну вокруг какой-то одной идеи. Вы представьте себе момент. Вот мы сейчас говорим с вами о Крымской платформе, о юго-востоке страны. Каким образом с той стороны едет, ну, вот мама погибшего ЛДНР, ДНР боевика, ну, назовем его боевиком. С нашей стороны мама погибшего или там жена. Как они встречаются в одной маршрутке, как они в ней едут? Как это можно вот представить? Я это не могу представить. Для того, чтобы это как-то изменить, во-первых, должна быть определенная информационная кампания разработана на протяжении очень длительного периода, чтобы у людей те обиды и то, что произошло, в памяти как-то стерлось. Второй момент – это одна идея нации украинской. Вокруг чего мы объединяемся? Чтобы мы не были половина страны вышиватники, которые одевают вышиванку раз в год, и такие патриоты сразу становятся. Вы сначала себе на сердце эту вышиванку одевайте, а потом чувствуете, что этот символ значит для этой страны. И вот если будет сформирована новая концепция, тогда можно будет разложить стратегические ориентиры, как мы к этому движемся. А в данном случае любые действия офиса президента, они сводятся именно к какому-то ситуативному решению проблем. Что-то происходит, советники идут, они что-то решают, ситуативное решение. Как оно повлияет, никто даже не думает о том, что это может привести к каким-то последствиям. К сожалению, я не знаю почему, но я уверен, что есть там определенный отдел аналитический и все. Но провалы за провалом. Но это то, что во всяком случае вижу я, как аналитик, который, ну, следит за повесткой, и то, как формируется вот их повестка дня. Возвращаясь опять к Крымской платформе. Где дорожная карта? Вот где дорожная карта? Вот, Гульсум, вы видели дорожную карту Крымской платформы? Так ее никто пока не видел. Правильно. Я человек, который, ну не человек, я дипломат с государства X, который должен туда поехать. У меня есть свое время, у меня есть свои дела, еще что-то. Да, меня, может быть, отправляет мое правительство туда, чтобы я бы там присутствовал. Но какие решения там будут принимать, если я не знаю, о чем мы там будем говорить? Ну, по крайней мере, то, что появилась такая платформа, это уже хорошо. Ведь правильно? Ее можно же было сделать и при каденции Петра Порошенко. Разумеется. Но нет. Ну, тогда были свои договоренности. Я повторюсь, наши политические элиты на протяжении 30 лет доят эту страну. К сожалению. Это колода карт, которая тасуется в парламенте, там одни и те же. Если одни поменялись, те замами становятся. То есть вот эту историю поменять очень сложно.
Большинство олигархов, которые появились, они появились все при Кучме. Они все сидели на трубе газовой. Они все заработали свои капиталы на газе. В дальнейшем это там разрослось в разные концерны, заводы покупались, предприятия и все остальное. Любая страна смотрит на нас как на деньги или как на геополитику, противоборствующие стороны. Но в целом вот открывается рынок земли. Кому это интересно? Разумеется, всем, у кого есть деньги. Не тем аграриям, которые здесь. Есть латифундисты, которые готовы скупить. А есть иностранные инвесторы, которые готовы скупить. Точно так же любое другое предприятие. Почему у нас сейчас, вот если взять статистику за 2021 год, порядка 15 предприятий, которые были прибыльные в 2019-2020 году, сейчас в колоссальный минус. Простым языком, это делается для того, чтобы гасятся активы предприятия. Потом это предприятие отдается в концессию, например, вам. Что такое концессия? Это вы приходите на предприятие из бюджета наших вам налогоплательщиков денег. Мы вам даем деньги для того, чтобы вы это предприятие оживили, ну, условно. Если я гасил эти все предприятия на протяжении последних 1,5 лет, медийно, как угодно, активы просели, убыточные они все стали. Потом мне дают за это же деньги. Я за 3 копейки возвращаю все те мощности, которые были. И опять прибыль, как в 2019, но уже деньги я заработал. Так это работало в Украине не только с этим. И портовые заводы, и точно так же это все раздавалось. Время менять? Разумеется, надо менять. Но надо менять понимание само. Как мы можем побороть коррупцию в стране, если сама страна сформирована как коррупционная, вот просто змея вот такой коррупционный. Это отдельная тема для отдельного ефіру. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагунс Олександр Кондратенко, головний консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу голови АПУ 14-16, політичный аналитик, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Коршкенджер Хаташтар. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabırlı. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке тең yoktur. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер çoqtur. Кетecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız.
Ми повертаємо Крим додому, в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі «Україна-30». За його словами, участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 29 країн. І цей список не остаточний. Проведення саміту заплановано на 23 серпня цього року. Саме на ньому учасники підпишуть декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, інші багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати в Криму український прапор. На саміті Кримської платформи будуть організовані 4 тематичні панелі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щодо невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, а також про відновлення прав кримсько-татарського народу. Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших держав. Тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участь, вони будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає. В окупаційних судах справедливості немає. Попри докази захисту, окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним штраф щодо Еміні Абдулганієвої. Раніше окупаційний Красногвардійський райсуд призначив 10 тисяч рублів штрафу матері політв'язня Ескендера Абдулганієва за її одиночний пікет з плакатом «Мій син не терорист». Того ж дня матері інших бранців також виходили з окремими одиночними протестами. Втім, окупаційні поліціянти та суди ці пікети вважають спланованим мітингом. Данное решение было вынесено не в рамках стен данного здания Верховного суда, а уже было вынесено еще в тот день, когда был составлен протокол, поскольку мы считаем, что данным протоколом пытаются просто заставить крымских татар молчать, заставить матерей, отцов, родственников и народ соглашаться с этими несправедливыми обвинениями по отношению к нашим единоверцам в так называемых делах о терроризме. И поэтому мы сделали от себя все зависимое, однако мы и дальше будем продолжать обжаловать данное решение в необходимых инстанциях. То, что прокурор запросил моему сыну 13 лет, поэтому я вышла на одиночный пикет, но на меня составили протокол, и этот протокол нам присудили по 10 тысяч. Сделали митинг, хотя мы выходили в разное время, в разные часы, но нам сделали как согласованный митинг. Это был зов сердца матерей, чтобы показать эту несправедливость и выйти на одиночный пикет. То есть эти женщины вышли показать свое недовольствие и требованием освободить их детей, то есть сыновей. Что делает государство? Всячески пытается пресечь такие попытки, показать, что в Крыму все нормально, но, к большому сожалению, несправедливость в отношении нашего народа, скажем, это притеснение мусульман, оно продолжается. Стан здоров'я політв'язня Сервєта Газієва погіршився. Про це повідомив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський під час онлайн-зустрічі Кримської солідарності. Він відвідав бранця у СІЗО. У червні у 61-річного чоловіка стався мікроінсульт, але керівництво ізолятора намагалося це приховати. На вимогу адвокатів та українського омбудсмена чоловіка ушпиталили, але й досі він почувається зле. Газієва та ще 23 кримських татарина затримали
після масових облав у березні 2019 року. Його через причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. Сложно, конечно, было видеть Сервета Газиева, уважаемый человек, немного старше моего возраста, но выглядевший, конечно же, совсем не так, как я его видел 2-3 месяца назад в том же СИЗО. Это просто наша общая боль и беда, потому что микроинсульт обозначился на нем, на его внешнем виде, он очень потерял в весе. При этом, конечно же, он передает всем приветы и чувствуется, насколько он сильно, с таким духовным стержнем держится, но ему очень и очень сложно. Минулої доби на Східному фронті не зафіксовано жодного обстрілу з артилерії. Натомість окупанти обстріляли позиції оборонців Авдіївки з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Провокували окупанти поблизу Катеринівки та Попасної. На це дістали відповідь вогнем від українських воїнів. Також на Луганщині помічено проліт російського безпілотника «Орлан-10». Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 2 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Бійці морської піхоти, екіпажі корабельно-катерної групи під прикриттям авіації. Разом вони знищують ворожий десант з моря. Така легенда масштабних навчань українського війська на Азові. І по кількості залучених людей, по кількості техніки і по кількості вправ. Розпочалось все із морського десанту. На кораблях частина особового складу прибула в район проведення навчань, пересіли на надувні човни моторні і таким чином десантувались на берег, піднялись та закріпились на визначених позиціях. Українські морпіхи тим часом працювали і в інших точках ймовірної ворожої активності. Після артилерійської підготовки основна частина підрозділу на БМП та з приданими танками вирушили в сторону укріплень ймовірного противника. По дорозі відпрацювалось досить багато таких штатних, на жаль, на війні ситуацій, таке як мінні поля, таке як необхідність термінового маневру, таке як евакуація поранених з поля бою, виводу з ладу танків. Всі поставлені завдання бійці виконали успішно. На Запоріжжі та Закарпатті не виявили жодного нового випадку COVID-19. На всій вільній частині України минулої доби зафіксовано 265 пацієнтів. 176 людей одужали, а ще 4 не змогли подолати хворобу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Цілком вакцинованих українців вже більше 2 мільйонів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує збільшити охоплення вакцинації у 1,5 рази, щоб до кінця літа обидва щеплення отримали ще щонайменше 4,5 мільйона людей. А от для невакцинованих Україна буде вимушена застосувати карантинні обмеження, вважає голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Каже, що про обов'язкову вакцинацію не йдеться, але вважає справедливим, щоб роботу, яка передбачає велику кількість контактів з людьми, виконували вакциновані співробітники. А в окупованому Криму щоденно фіксують більше як 5000 нових пацієнтів. На тлі стрімкого поширення хвороби з понеділка окупаційна влада півострова запроваджує нові карантинні обмеження. Вони стосуються роботи дитячих таборів та санаторіїв. Зокрема, персоналу заборонено жити поза межами закладу. Крім того, стаціонарні санаторії, де персонал не щеплено, переведено на режим повної ізоляції. Через загрозу поширення ковіду більше 150 дітей дочасно
покинули севастопольський табір Ласпі. Наприкінці липня там виявили 1 випадок зараження, а ще 3 дітей були ушпиталені з діагнозом ГРВІ. Також 70 вихованців, яким стало зле, за рекомендацією залишили Ласпі. Берлінська поліція розігнала несанкціоновані протести проти антиковідних заходів і затримала більше 500 людей. Раніше міська влада заборонила демонстрації, а суди підтримали це рішення. Причиною назвали погану епідеміологічну ситуацію та ризик зараження коронавірусом учасників протесту. Однак близько 5000 людей все ж вийшли на вулиці. Не дивлячись на заборону, люди все одно намагалися зібратися разом, щоб брати участь в заборонених заходах. Ми підготувалися до безлічі невеликих демонстрацій по всьому місту. Спочатку в різних районах Берліна почали з'являтися невеликі групи протестувальників. Потім вони намагалися об'єднатися. Поліція підготувала водомети, але до них справа не дійшла. Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ і кийки. У західному районі міста вигулькнуло 2000 чоловік, і ми швидко відреагували. Там ми знешкодили їх і звернули особливу увагу на тих, хто керував людьми і закликав їх збиратися в певних місцях. Протести проти карантинних заходів почалися в Німеччині у квітні минулого року. Число учасників на деяких акціях сягало десятків тисяч людей. Тим часом у протести поринули й інші країни Європи. У Франції на вулиці вийшло понад 200 тисяч людей. Вони обурені обов'язковою вакцинацією та введенням так званих зелених сертифікатів, які видають тим, хто зробив щеплення, перехворів на коронавірус або має свіжий негативний тест. Сертифікати потрібні для відвідування кафе, ресторанів, басейнів та інших громадських місць. Демонстрації проти карантинних обмежень відбуваються також у Великій Британії, Ісландії, Італії, Греції, Швейцарії та навіть в Австралії. Дуже прикро, але не шкодую, що відстоював честь України на Олімпійських іграх. Так прокоментував свій останній виступ на змаганнях з греко-римської боротьби Лінур Тіміров. У сутичці за бронзову медаль він поступився представникові Китаю Валіхана Сайліке. Сам Тіміров після поєдинку заявив, що складно змагатися у рівній боротьбі і на останніх секундах забрати перевагу у суперника. Я ж все-таки не шкодую, що сюди приїхав і відстоював честь України. І це для мене дуже, як говориться, дуже така честь, моя велика честь. Усім дякую тим, хто тримав за мене кулаки, хто болівав. Дуже дякую. З курортного міста Мармарис у Туреччині евакуюють туристів і місцевих жителів, серед яких багато британських емігрантів. На човнах і катерах їх доставляють в безпечні місця, оскільки сюди підбираються пожежі. Президент начебто притягнув до відповідальності кількох винних у цьому саботажі, але я вважаю, що також винна погода. Дуже жарко і навколо ліс, але я хочу відзначити роботу рятувальників, пожежників та добровольців. Вона фантастична. Я такого раніше не бачила. У нас були невеликі пожежі, але такого лиха не було. І не тільки тут, а всюди. Вже 5-й день горять ліси на узбережжі Середземного і Егейського морів у Туреччині. Число жертв вогню зросло до 8. Більшість із понад 100 осередків займання вдалося локалізувати. Проте пожежі все ще тривають у Манавгаті, Мармарисі та Міласі. Із деяких житлових районів і готелів евакуювали людей. Це село Сірткой. Воно майже повністю згоріло. Дув сильний вітер, тому вогонь охопив усе село. Це катастрофа, будинки загорілися. Ми навіть не зрозуміли, як це сталося. Вогонь палав 3 дні. Ми чекали, що його погасять. Цього ранку його загасили, але через сильний вітер наше село згоріло за 15 хвилин.
Влада Туреччини каже, що час загорянь і їх площа вказують на підпал. Ведеться розслідування. У цілому лісові пожежі в спекотні літні місяці на півдні Туреччини трапляються часто. Але цього разу вони охопили набагато більшу територію. Турецькі метеорологічні служби прогнозують, що найближчим часом в прибережних районах Егейського і Середземного морів спека не спадатиме. Так, температура в Анталії досягне 43-47 градусів за Цельсієм. Унікальну золоту пектораль 4 століття до нашої ери виставили у Києві. Її вважають однією з найзначущіших археологічних знахідок минулого століття у світі і найвідомішою в Україні. Прикраса зроблена з чистого золота і важить майже 1,5 кілограми. Знайшли її 50 років тому в кургані Товста могила на Дніпропетровщині. Археологи вважають, що пектораль створили стародавні греки на замовлення скіфських правителів. Однозначно можна сказати, що тут використано всі найважливіші досягнення грецької, давньогрецької ювелірної справи. Дуже вірогідно, що замовниками були саме скіфи, і тому що там закладено саме такі основні моменти скіфського розуміння життя, царської влади і так далі. Прикраса вважається шедевром скіфського мистецтва. На ній зображені 48 фігурок людей та тварин. Також є 160 окремих деталей, які символізують 3 сфери буття. В оздобленні також закладений глибокий філософський зміст. Верхній ярус – це ярус життя, нижній ярус – це ярус смерті. І в цілому ідею життя і смерті, які переходять одне в одне. Середній ярус – це ярус дерева світу, дерева життя, яке дарує безсмертя, яке є ярусом богів. Подібний світогляд був і в інших стародавніх народів. Ми дивимося на сцени, де грифони нападають на коней, і нам здається, що це смерть коней. Але це смерть жертовна, тому що коні віддають своє життя заради того, щоб жили інші істоти. Оце от взаємопов'язаність життя смерті, жертовність смерті, вона дуже властива взагалі для давніх людей, а ми бачимо це на багатьох предметах скіфської культури. Золота пектораль стала частиною великої виставки «Пектораль. Знахідка століття» на Київському музеї історичних коштовностей. Тут виставили і інші артефакти з кургану Товста могила. Це предмети кочового побуту, зброя, посуд, прикраси та спорядження коней. Раніше широкому загалу їх не показували. Виставка працюватиме до 31 жовтня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılar. TR телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына серетесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова Чалшам ве нәвбеттекі бөлігімізні Қырым татар тілінде алып барар екенде біз сонки хаберлеріні мұзыкер етмеге девам етеміз. Хатырлаттам, яны қошылған бізім серджілерімізге біз жанлы яйында Чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерларыны тақдим етелер. Вайбер вастасыйлы студиямызға телефон шмаға имканыңыз бар, яда скайп адресімізді қолана білесіңіз. Böyle прощает маға істейм, сайғылы достлар. Егер кей мисал жанлы яйында телефон шмаға суалеріңізді сеслендірмеге, да фікірлеріңізді сеслендірмеге шуан, шудақа, шусани емканыз олмаса, бізге яза білесіңіз месач оларақ R2 адрескеде. Анда біздің мұсафир муайрлеріміз сізлерге жауап берер ве соңыра жанлы яйынымызға аңлашыр бір шекілде қошылмаға имканыңыз олажақтыр. Мисал, бүгін біз милли әрекет іштіракчымыз Искендір Аға Сулеймановнен böyle şekilde bağlanған
edek, onun niyetinin bizlerge mesaj yazdı. O sebepten siz de bizlerge böyle şekilde hoşla bilesiniz. Geçen növbeteki yayınlarımızda çeşit türlü meselelerini müzakere etmege imkanlarımız peyda olur. Men ise yayınımızı başlarken de böyle haberlerini elbette ki başlamağa isterim zira. Demek, siz de biliyorsunuz Kırım platforması etrafında şimdi çok haberler meydana geliyor. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy bugün Ukrayna 30 degen böyle forumda iştirak etti ve Ukrayna istihlaline hazırlangan İstihlali gününe hazırlangan tedbirler hakkında malumatlarını paylaştı ve şu mesele etrafında elbette ki Kırım platforması da aytılıp geçti. Zira bu Ukrayna istihlali gününe bağışlangan böyle mühim tedbirler sırasında olacak ve Kırım'ın işgalden kurtulup gibi böyle bir meydanı degen bir meydan olacaktır. Onun aytkanına göre 29 memleket endi Kırım platformasında iştirak etmege özünün razılığını berdi. Onun цитатасында tafsiyatlar бар. Келіңіз dinleyelim. Ми повертаємо Крим в світовий порядок денний, щоб повернути додому, в Україну. Свою участь в саміті на сьогоднішній день підтвердили США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії та інші. Буде багато країн Європейського Союзу, загалом 29 країн. Це великий і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не буде піднімати питання Криму тільки в одному випадку, коли буде піднімати прапор України в Криму. Украина Тыш ишлері назиры Дмитрий Кулеба Кырым платформасында 4 тематик панель ақында айтып берді. Бұнен бері оның дегеніне көре esas ayrıca müzakere edilecek meseleler sırasında bu deklaratsiya olacaktır. Böyle ayrı delegatsiyalarının, heyetlerinin yolbaşçıları ile böyle bir ayrı toplaşıp ötkürülecek eken ve sonra demek deklaratsiya kabul edilecek ve bu deklaratsiyaga çeşit diğer memleketler de koşulabilirler. Yani özlerinin imzasını koyabilecek ekenler. Tavsiyatlıca keliniz Kuleba'nın статусына bakayıq. На саміті, окрім основного засідання, за участі глав делегацій відбудуться 4 тематичні панелі. Це про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримсько-татарського народу. Bizler şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azamız Gayna Hanım Yüksel var. Selam aleyküm Gayna Hanım, hayırlı akşamlarınız olsun. Алейкум селям. Sağ olun, sizge de hayırlı akşamlar olsun. Cümlemizge çok sağ olunuz Gayna Hanım. Kelini subetimizden Kırım platforması etrafında özbergen haberlerden başlayıq. Demek 29 memleket ve Kuleba'nın aytkanına göre birçok diğer halkara teşkilatlar endi platformada iştirak edeceklerini bildirdiler. Yani sizin beklentileriniz bundan ibaret edimi? Sizin fikrinizce bu gibi temsilcilikler bu endi yaxşı netice mi bu kunge ya da başka beklentileriniz mevcut edi? Гульсум Ханом, ну давайте зробимо так, що я буду намагатися говорити державною мовою. Будь ласка. Адже в нас 16 липня, ви знаєте, новий мовний режим діє в країні. І з чого хочу почати? Хочу привернути увагу до однієї катастрофи, яка зараз відбувається в сусідній братній Україні Туреччині. Всі ми знаємо про те, що там протягом останніх 2 тижнів відбувається штучно створене внаслідок провокацій пожежі. І палають велика кількість провінцій, всі ці туристичні регіони. Туреччина не звернулася до світової спільноти за підтримкою, не оголосила гуманітарну катастрофу, але ми вважаємо, що ми не можемо стояти осторонь від такої події. І от що я хочу сказати, благодійний фонд «Хаят», який заснували громадяни Туреччини та України, оголосив акцію з того, щоб зробити ті міста, які постраждали внаслідок пожежі, знову зеленими. Зрозуміло, що це не все, але створити такий ліс дружби між Україною та Туреччиною. Я прошу всіх долучатися, тому що Туреччина в складні часи
завжди поруч з Україною. І інформація про все це є в Фейсбуці. До речі, телеканал АТR теж прошу долучитися до цієї акції і допомагати з інформаційною підтримкою. Стосовно вашого запитання, дивіться, ми всі зараз чекаємо на Кримську платформу. Кримська платформа – це головна подія цього року, яка пов'язана з Кримом, з його деокупацією, з питаннями повернення Криму під контроль України. Я також, як і ви, дивилася сьогодні форум, який відбувався. Він буде продовжений завтра. І зараз дуже такими великими кроками, таким потужним процесом йде створення та формування експертної мережі Кримської платформи. 29 країн, як ви запитуєте, чи це багато, чи не багато, це не те питання, скоріше за все, які нам необхідно ставити, тому що декларація, яка запропонована і навколо якої буде обговорення 23 серпня, вона відкрита. Вона відкрита і до неї зможуть долучатися ті країни, які не будуть присутніми 23 серпня на саміті Кримської платформи, але готові розглядати проблему Криму і долучатися до його обговорення, до вирішень. Що важливо, от сьогодні я продивилася цей саміт, і я там погоджуюсь з тією тезою, яка була озвучена. Є вже досягнення стосовно Кримської платформи, тому що, по-перше, змогли подолати скепсис, подолати негативне ставлення. Зробити так, що висловлювання стосовно того, що Кримська платформа не відбудеться, що цього неможливо, це вже нереальність. Тобто ми рухаємося до того, що Кримська платформа має запрацювати. Що для мене важливо? Створюється експертна мережа, і до експертної мережі долучається дуже велика кількість активних людей, які зараз працюють на материковій Україні. Тому всі ці моменти я розглядаю як позитивні і вважаю, що не говорити про Крим – це не вихід. Тобто створювати, обговорювати і привертати увагу до питання Криму – це дуже важливо. Ama bu yekene maksat mı? Mına Kırım platformasının esas maksadı informasyon destekten gayrı nede? Ви маєте на увазі підтримку до чого? До Кримської платформи? Yok, informasyon cihetten Kırım platformasının maksadı neden ibaret? Çünkü biz anlayımız Kırım platforması summit ötkerilecek. Bu çok büyük böyle bir informasyon kampanya olacak ama esas maksat biz anlayımız bu Kırım kaytarılığı Kırım platformasının. Ya bunun nasıl gerçekleştireceğini Kırım platforması бере mi bizlerge biz anlayımız mı? Nasıl görüyorsunuz? Я розумію, що ви хочете почути 1, 2, 3, перший пункт, другий пункт, третій, а після, наприклад, 5-го пункту ми всі повертаємося до Криму. Так не буде зараз. Так не буде зараз, тому що та держава, яка окупувала країну, вона навіть розмовляти про Крим не хоче і вважає для себе це питання закритим. До речі, вона вважає Крим неокупованим, не визнає будь-які звинувачення, не говорить про наявність злочину на території Криму, тобто відкидає всю ту ситуацію, яку зараз представляє Україна, об'єктивну ситуацію на території півострову. Стосовно Кримської платформи, нам заявлено, що Кримська платформа 23 серпня починає працювати. Так. Це не просто якийсь захід, який відбудеться, такий помпезний, там всі будуть присутні, щось відбудеться, якесь фото, і все. Нам говорять про те, що питання Криму буде продовжена, опрацьована, буде опрацьовуватися. Тому Кримська платформа – це такий формат, який передбачає цю роботу. Гарно чи це не гарно? Дивіться, в інформаційному вимірі, як на мене, в інформаційному вимірі недостатньо. Тому що привернути увагу до питання Криму, зокрема на міжнародному рівні, на рівні таких міжнародних відомих засобів масової інформації, джерел інформації, нам ще не вдалося.
Зараз йде мова про створення мережі експертів, оголошена їх кількість. Да, нам сказали, що 180 експертів з 33 країн. Це міжнародні експерти, не враховуючи українських, тому що в українському вимірі тут зовсім інша ситуація. Але принаймні можна говорити про те, що це такий умовний, скажімо так, перший крок для того, щоб... Ama bu ekspertler я не bu ekspertler не yapacaklar bu gruppalar olar işlep çıkaracaklar mı bilmem Kırım kaytarılov konsepsiyasını ya da teklif edecekler çeşit türlü ülkelerge mına nasıl olar bu kaytarılov usullarını konsepsiyalarını koreler mına neden ibaret olmalı sizin fikrinizce sadece mına summit değil summit zaten ötkerilecek biz hakikaten çok mühim güzel tezislerini işleyeceğimiz bizni destek edecekler Kırım işgalini kabul etmeyecekler Rusya'nı tecavüz dep adlandırıp ona bütün mesuliyet olacak. Bu çok doğru, çok güzel şeyler. Fakat bunun sadece sözde kalmaması için bu mekanizmlerini kim işlep çıkarmalı? Bu ekspert gruppaları mı, hükümetler mi? Yani siz bunu nasıl görüyorsunuz? Ben bunu anlamaya çalışacağım. Гульсум Ханом, я тоді буду повторювати ті тези, про які я говорила на початку роботи над роботою над Кримською платформою. Ми знаємо, що вже протягом року йде ця робота. Дивіться, питання в чому? На цей момент, протягом 7 років, Україна отримала найвеличезну, просто найпотужнішу міжнародну підтримку. Тобто всі, які є міжнародні майданчики, такі організації, які розглядають міжнародне питання, вони всі висловилися на підтримку України. Я вже вам говорила, що це і ООН, і ОБСЄ, і Європарламент, і ПАРЕ, і НАТО, і всі інші організації, які розглядають саме міжнародне питання. Тому якщо після Кримської платформи ми отримуємо чергову декларацію або резолюцію, яка просто буде резолюція, цього недостатньо. Вважається, я не знаю, чи буде це реалізовано, але принаймні обговорюється те, що Кримська платформа запропонує декілька напрямків, їх називають таким модним словом треків, праці з питання Криму. Це урядовий напрям, міжпарламентський, експертний. І от зовсім недавно ми почули про рівень місцевих громад і місцевої влади, регіональної влади. Що передбачається? Моніторинг ситуації з боку експертного середовища, надання об'єктивної інформації для того, щоб на урядовому і міжпарламентському рівні виносити необхідне рішення. Але я вам хочу сказати, що це те, що пишуть зараз групи експертні. До речі, 7 експертних груп. Одна з них для нас дуже важлива. Це група з встановлення прав корінних народів. Дуже важлива для кримсько-татарського народу і інших корінних народів Криму. Анда Крым-татарлар бар мı bu группада? Zaten Крым-татарлар onu kurdu. Güzel. Вона створена з боку кримських татар, тому що було 6, була безпека, була санкційна група, екологічна група, група з прав людини, потім група гуманітарна політика і культурна спадщина. І зараз створена 7-ма група. Просто дивіться, питання полягає в тому, що Україна має запропонувати механізми повернення Криму. Тобто все це, що робиться, воно задля того, щоб знайти цей механізм і зробити так, щоб цей механізм запрацював. А просто отримати чергову гарну... це дуже гарно запросити такі високі делегації, це важлива робота. Вони приїжджають, до речі, не тільки на Кримську платформу, а на заходи до Дня Незалежності. Ви самі почули, що їх буде дуже багато і на високому рівні, буде і парад, і феєрверк, і концерт. Але в кримському вимірі ми маємо знайти такі механізми, які нададуть нам можливість для повернення Криму. Men zaten bunu soraydım, yani bu mekanizmler neden ibaret olacak, onlarını kim işlep çıkaracak deyip ve herhalde deklarasya olacak. Yani hanım bizden de anladık bu deklarasya üzerinde şimdi işler alıp barılganı. Men şunu soracaktım. Kırım Tatar temsili organımız bu deklarasyanın işlep çıkarılmasına dahil mi? Yani siz bilesiniz mi o deklarasyada ne olacak? Siz de iştirak etesiniz mi deklarasyanın yazılımında?
Biz Kırım Tatar Milli Meclis azaları bu yazılımında bu zamana kadar iştirak etmedik. Kırım Tatarlardan, Kırım Tatar liderlerden 2 kişi bu çalışma grupasına kirdi. Onların arasında Mustafa Hacemilov ve Rifat Çubarov ve onlar bu işlerge katıldılar. Şahsen ben meclis azası olarak bu deklarasyonu sadece bir karalama şeklinde kurdum ama çalışmalarda iştirak almadım, katılmadım bu grupaya. Ama deklarasyada aslında pek böyle zor bir iş. Çünkü biliyorsunuz mu Gülsüm Hanım, ilk fikir şöyleydi. İlk başlangıçta bütün kelgen ülkeler, bütün kelgen heyetler böyle bir hartiya imzalasınlar. Bu hartiyada mühim bir madde olsun. Hiçbir zaman Kırım Rusya toprağı olarak tanımayacağımız. Böyle bir şekilde imzalasınlar. Fakat benim bilgime göre bu deklarasyonun içi değişti ve anda başka türlü formüller ve cümleler kullanılacak. Çünkü yani bayağı zor olan bir iş böyle dokumentni kabul ettirmek ve kabul etmek. Yani çeşit memleketlerinin imzasını koyması için biraz yumuşak olacak mı bu vesika? Bunu mu demek istiyorsun? Yok, yumuşak olmayacak. Yumuşak olmayacak. Elbette kimse orada Kırım'ı Rusya olarak tanımayacak. Ama başka cümlelerini bulup bu belgeye katacaklar. Yani hakikaten de çok büyük sakıntılar sırasında bunun sadece belge üzerinde kalması. Zira biz sonki 7 yıl içerisinde Gana Hanım siz menden daha yaxşı bilesiz, daha yaxşı görüyorsunuz nasıl etip halkara topluluklar kabul etken vesikalarını, belgelerini ularını işke kirsetilmeyip, amelge etmeyip, bozalar, hiç kimse kulak asmay, hususan Rusya'nı alacak olsak, o asıl da bütün halkara hukukunu bozup, bütün anlaşmalarını yok etti. O sebepten hakikaten de bu mesele etrafında sadece bu sakıntı var. Bu sadece summit olup yekünlenmesin, sadece deklarasya olup bitmesin de, endi işi hakikaten de semerili olsun, korunsun. Çünkü 7 yıl bu bekledi ki, bunda soramağa isteyeyim sizin fikriniz, yani ne için bu geç kaldı Ukrayna bu Kırım platformasına tizilüvünde? Biz Poroshenko'nu alacak olsak biz ona çok destek etken edik. Bütün büyük umutlar var idi ama herhalde şimdi bunun peyda olması nasıl düşünüyorsunuz? Гульсум Ханум, ви знаєте, я вам відповім на ваше запитання таким чином. Спочатку на перше запитання. Дивіться, стосовно повернення Криму. Зараз майже всіма експертами найбільш ефективним визнаний санкційний шлях. Тобто санкції запроваджені до держави-окупанта, примушення до повернення, введення персональних санкцій, колективних санкцій, санкцій на державному рівні. Це з того, що ми маємо. Ми обрали дипломатичний шлях, ми не розглядаємо зараз військовий, а в дипломатичному шляху найбільш ефективним є шлях санкцій. Тому що там є різні такі інструменти, є м'яка сила, є дипломатія, політика, є народна дипломатія, є створення позитивного іміджу України, підвищення рівня життя, тощо. Але найбільш ефективний зараз це санкційний механізм. І от для того, щоб ці санкції працювали, необхідно докласти зусиль. Ви знаєте, санкції не виникають самі по собі. І держави, якщо ви звернете увагу, вони запроваджують санкцію на якийсь термін, на півроку, на рік. А для того, щоб вони їх відновлювали, Україна має надавати об'єктивну, актуальну інформацию. Вот вся ця робота, вона робиться. Относительно санкций, Генхану, вот относительно санкций у меня возник вопрос. По Донбассу и по Крыму, те санкции, которые были введены еще в 2014 году, мы видим, как каждые полгода, год Европейский Союз, наши западные партнеры голосуют за пролонгацию уже ныне существующего санкционного режима против России. Однако репрессии на территории Крыма и военные действия
действия, военная агрессия России на Донбассе, она продолжается, но вот ужесточение санкций в этих вопросах, именно по этим кейсам, к сожалению, мы не видели. Какие аргументы, те, которые не приводила Украина на протяжении 7 лет, она может привести на Крымской платформе, чтобы те страны, которые принимают в ней участие, не только ужесточили санкционный режим? Україна має, ну ви знаєте, новітні аргументи, вони стосуються поточної ситуації на території України. Вони стосуються наслідків 7 років окупації. Все ж таки те, що було на початку окупації, і ситуація на початку окупації, ситуація після 7 років окупації – це різні стани, різні ситуації. І зараз надається така інформація. А то, що санкції не впливають, ну їх посилення, їх зміцнення – це важливе питання. Я погоджую, що недостатньо, на мою думку, недостатньо тих санкцій, які запроваджуються проти країни-окупанта. І все ж таки давайте враховувати те, що Росія – це не остання країна в цьому світі, і санкційний режим має бути більш потужним. А стосовно того, що права людини порушуються, відбувається відкрита військова агресія, ситуація в Криму погіршується, ну так це ж окупант. Окупант загалом не визнає міжнародного права. Вони навіть з себе провели зміни в минулому році, 1 квітня. І зміни це до Конституції і до чинного законодавства Російської Федерації. Вони говорять про те, що зараз в пріоритеті їх внутрішнє право над міжнародним правом. Тому вони не пов'язують свої дії з міжнародним правом. Навпаки, ведуть себе дуже цинічно, не признають міжнародне право, але звертаються до Європейського суду з прав людини з позовом, з величезним позовом до України і пишуть про те, як Україна негідно ставиться до Криму. Перераховують всі ці претензії, які мають, нібито претензії до України. Тому ось ця вся робота, Гульсум Ханум, давайте визнаємо і, мабуть, це буде не дуже приємно, що процес повернення Криму – це процес довгий, довгостроковий. І необхідно розраховувати на довгорічні такі стратегії. Коли я це говорю, це не дуже подобається. Не дуже так радісно сприймають цю позицію, але краще готуватися до гіршого сценарію, до гіршого розвитку подій, і нехай вони будуть гарними, нехай моя інформація, моє ставлення буде неправдивим. Я згодна помилятися. Все ж таки необхідно розраховувати на довгостроковий процес. І потім, я вам ще хочу сказати, в цьому-то і проблема. 7-й рік говорити одне й те ж, надавати інформацію. Неможливо тримати увагу світового суспільства до питання Криму, якщо ти не маєш новітніх інструментів, не маєш новітньої інформації, не знаєш, як привертати увагу. Це, на жаль, такі правила світової політики, тому що ситуація змінюється. І тримати фокус світової уваги на питанні Криму – це теж вміння, це теж знання, це теж політика. От саме для цього і створюється Кримська платформа. Yani umut etemiz ki çok vakit kalmadı, biz ona hazırlanamız. Umut etemiz ki demek bu meseleler ve Kırım platforması çok semereli olur. Sizler de bu yönelişte çok işler alıp barasınız. Bunun için ayrıca teşekkürler. Gayna Hanım, benim bilgenime göre demek Kırım platforması kanun leyhaları paketi degen şey var. Ve anda siyasi mabuslar kanun leyhası köre benim bilgenime göre bu doğru mu bu malumat? Onun üzerinde milletvekilimiz Rustem Bey Umerov çalışırken siyasi mabuslar kanun leyhası. Nasıl düşünüyorsunuz? Buna yakın vakitte bu kanun kabul edilebilir mi?
Açıkçası bu kanun lehası hakkında bilgim yok ama bu zaten Kırım platforması gibi zaten çoktan konuşulan bir mesele. Yani Kırım'da hapiske düşken ve böyle baskı, represiya altında olan insanların herkesini siyasi mahpuslar olarak tanımak lazım ve ona göre onlara davranmak gerek. Yardım vermek, destek vermek, onların işlerini alıp varmak, yani hukuki tarafından tek Ukrayna'da değil, halkara mahkemelere taşımak gerektir. Yani eğer böyle kanun kabul edilse tabii ki birçok sualler başka türlü bakılacak. Çünkü bu zamana kadar bu insanların nasıl çalışacağız, nasıl bağ kuracağız, nasıl böyle işlerini alıp varacağız olan sualler endi başka türlü bakılacak. Endi yine aytkanımız gibi yani kanun boyunca onlara davranacakmız. Bu zamana kadar halkara cemaat teşkilatlar onlara yardım ettiler, devlet yardım ettiler, gerekli komisyonlar kurulaydı onlara destek vermek için. Fakat endi böyle bir kanun lehası olsa, kanun olsa, kabul olsa bu işler daha kolay ve net bir şekilde alıp varılacak. Endi bakıp görecekmiz. Zira bu kanun hakkında sizler, bizler endi 7 yıldan beri aytamız. Endi bunun da vakti geldi, kabul edilmesi de vakti geldi dep düşüneyim şahsen men. Gana hanım böyle bir sual soramağa isteyim sizden. Bilesiz şimdi siz takip edersiniz hem Facebook'ta takip etesiniz hem de çeşit informasyon vasıtalarında. Demek Ukrayna'nın halkara arenada vaziyeti, yani dış siyasette vaziyeti böyle yamanlaşkanı çeşit türlü siyasi erbaplar, siyasetçiler aytalar. Şimali akım eki meselesini alacak olsak sonra Donbas meselesi boyunca Ukrayna yani istiklaline, bütünlüğüne zıt gelgen çeşit formulalarını demek Ukrayna kanunlarına kirsetilmesi talapları seslendirile bizim garbi demek ittifakdaşlarımız hususan Almanya tarafından ve ilahire ve çok hususları garbi devletlerinin Ukrayna milli böyle menfaatlarını koz önünde tutmağını aytalar. Mına siz bu meselelerge nasıl bakasınız? Hakikaten de mi garbi devletler özünün bilmeyim iktisadi menfaatları için Ukrayna'nın milli menfaatlarına koz taşlamaylar ve kulak asmaylar ya da böyle vaziyette değil, her şey o kadar korungen gibi dehşetli değil. Gülsüm Hanım, aslında bu tür şeyler yani bu tür şeylerге men elbette bağırıp zrada, нас предали, якась така жахлива ситуация demez edim. Yani bakınız şimdilik kimin tarafından bizge doğrudan doğru olgan baskı geliyor? Almanya tarafından. Bu Kuzey Akım Pivnichny Potив. Evet, bu projeyi kabul ettiler ve gelgen malumatlarga göre endi bu sene sonbaharda bu hat çalışacak, ondan gaz ketecek. İkinci gelgen bilgi yani formula Steinmeier'a. Bunu yapınız, mutlaka onu kabul ediniz ve ona göre hareket ediniz demiştimiz ki yine de Almanya tarafından. Bu formula göre demek ki Ukrayna kontrol olmayan topraklarda saylav geçiriyor ve anda çıkan insanları ki bilemiz ki bu hepsi Rusya taraftarları, Rusya kontrolü altında olan insanları içine ala ve bu toprakları ondan sonra geliyor ve kontrol etti. Benim umudum yani yakın vakitlarda aynı zamanda bilemiz ki hem Almanya'da hem çeşitli ülkelerde buna karşı ve Almanya'nın resmi pozisyona karşı çıkan güçler var. Düşüncem yani yakın vakitlarda Almanya'da bu vaziyetke başka türlü bakan ve başka türlü kıymet kesken güçler iktidara hükümetke gelebilir. Mesela Yeşilciler Partisi. Onlar kesinlikle Kuzey Akımı projeye karşılar. Ki bilemiz ki Angela Merkel'in vakti bitti ve o gidecek. Umudum var. Bu saylavlar geçken son Almanya'da bu pozisyonu şu anda en çok Almanya açıklay. Almanya bunu ayta. Almanya'da vaziyet değişecek ve onlar başka siyasetini uygulayacaklar Ukrayna'ya karşı.
Yani bakıp görecekmiz, eğer yeşiller hakkında aytacak olsak, ne yazık ki onların şimdi reytingleri biraz tuştu ve HDS, HSS demek partisi şimdi ogde ketem de Armin Laschet'nin yani Angela Merkel'nin demek nevbetteki talebesini dep aytayım endi onun артından gelecek insanın aytkan sözleri de ne yazık ki Ukrayna menfaatlarına çok böyle yakın değil. Olar kene de Şimali Ahımeki üzerinde turalar bilmeyen bakıp görecekmiz. Vakit bizlerge gösterir. Hem de bu meseleler etrafında görez şimdi Rusya çeşit türlü mahkemelerge, hususan Avrupa Şurası İnsan Hakları Mahkemesi'ne böyle ilk halkara devletler ara özünün böyle şikayetini berdi Ukrayna devletine karşı. Anda pretenziyalar böyle çok büyük. Suvdan başlayıp MH17 felaketinden bitirirler. Yani sizin fikrinizce bu ne için şimdi çıkan bir şey? Ne için aynen şimdi Rusya bu gibi şikayetini vermege istedi? Bu nasıl proseslerle bağlı? Hususan Kırım platforması prosesi ve böyle mahsus atakalarla bağlı olabilir mi? Görüyorsunuz mu bu bağını? Білесізме, yani bu mesele, isterseniz українською айтayım, yani Росія звернулась до Європейського суду з прав людини з позовом до України і висловила свої претензії щодо ситуації в нашій країні. Там дійсно, як ви говорите, дуже великий перелік, починаючи від питання Криму і закінчуючи питаннями безпеки і нібито агресією, військовою агресією України проти своїх громадян на території України. Дивіться, це, ну, по-перше, така цинічна ситуація, цинізм, тому що Росія не визнає міжнародного права, відкидає його. Всі рішення, які були прийняті на користь України, вона не враховує, не виконує, не використовує тих рішень, які були. Тобто, це такий цинізм. По-друге, це політичний тролінг. Це політичний тролінг. Вони дуже гарно розуміють, що нічого вони там не виграють. Це просто такий інструмент, який Росія буде використовувати на майбутніх сесіях. От побачите, і в ООН, і в Європарламенті, і в ПОРЕ. Тобто вона буде використовувати свій позов і говорити, що вона має претензії до України і навіть здійснює свою роботу, проводить свою роботу в межах міжнародного права. От, будь ласка, подивіться, ми звернулися до суду. Вони дуже гарно розуміють, що нічого там їм виграти не вдасться. І третій момент. Я звертаюся ж таки до тих джерел, які читаю. Дуже багато експертів висловлюють ту думку, що це стало можливим на 7-й рік окупації, на 7-й рік агресії проти України завдяки тому, що Росія зміцнила свої позиції на європейському континенті. Вони насправді дуже системно працюють. Вони проводять роботу з лобіюванням в політичних колах, в суспільних колах, серед громадськості, серед експертів. І от зараз такий момент, коли, ну, дуже, скажімо так, гарний, сприятливий для Росії, тому вона звертається до ЄСПЧ. Вони не виграють. Зараз ЄСПЧ відкинула ці проміжні вимоги, які вони там говорили, тобто з водопостачанням до Криму та інше. Ось, але буде використовувати його для того, щоб говорити. От ви говорите про міжнародне право, а от міжнародне право, і ми його застосовуємо. Ми діємо в межах міжнародного права. Ama diğer taraftan hakikaten de çok doğru kaydettiniz. Bu böyle trolling gibi görünüyor. Çünkü onlar özünün kararlarının zaten halkara hukukunu özünün kanunları üzerinde, özünün anayasası üzerinden tübge koydular. Yani onlar özünün prioriteti olarak özünün zaten kanunlarını, özünün anayasasını belgilediler ve eğer ki men düşünüyorum, eğer ki Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi onlar beğengen bir kararını çıkarsa demek onlar kabul edecekler. Beğenmegen kabul etmeyecekler. Böyle olay yani. Bu gibi anlamağa mümkün sadece bu.
Тобто жодних Гульсум правових стандартів, жодних таких політичних правових стандартів. Коли нам подобається, ми можемо застосовувати, коли нам не подобається, ми можемо не застосовувати. Вони провели зміни. 1 квітня в них відбувся референдум. До речі, дуже б гарно було, щоб міжнародна спільнота не визнавала цього референдуму, тому що він проводився і на тимчасово окупованих територіях. І, до речі, восени теж буде вибори в Державну Думу Російської Федерації. Було б дуже гарно, якщо б світова спільнота не визнала їх, тому що вони будуть проводитися і на тимчасово окупованих територіях. І зараз, коли в них вже є таке право, вони провели величезну кількість змін, і не тільки до Конституції, а до чинного законодавства, до Карного кодексу, до інших нормативних актів. І при цьому всьому вони звертаються до Міжнародного суду. Ну це просто смішно і цинічно. Тобто це поведінка держави-агресора, це правова вакханалія, яку ми спостерігаємо протягом 7 років. Ми знаємо, що на тимчасово окупованих територіях право не діє. Там є ситуація, коли судять за дії, які були до окупації, можуть зміняти статтю, об'єднувати карні справи. Тобто діють по такому принципу, нехай людина буде, а стаття та його покарання знайдеться. І зараз те, що ми спостерігаємо, це все одна дія, один акт. Çok sağ olunuz Gayana Hanım. Büyük teşekkürler yayınımızға bağlanғаныңыз үшін. Дуже дякуємо вам, пані Гаяна, за дуже гарну українську мову, за бесіду. Дуже приємно почути державну мову з ваших уст. Çok sağ olunuz Gayana Hanım. Bizlerle bağlanıp fikirlerinizni çeşit hem Ukrayna hem Kırım tilinde ifade ettiğiniz için. Teşekkürler. Eliklerде көрішкенже милимечі сазамыз Гайна Ханым Юксель бізле жанлы бағдайды. Сәғылы достлар, мені сене язықке бүгін информацион программаларыны екінлемек мечбуретінде мала қызмет етсенді ярын сізлерле көрішерміз ве біз бұқмаймыз, усанмаймыз, yorulмаймыз, әркүн Қырым меселеріні көтермеге, Қырым етрафында лаф етмеге ве Қырым қайтырылып усуллары неден ибарет олғанны етрафында фікірлер юрсетмеге жанлы yayınlarımızda. Atayarlı olunuz, biz sizlerle beraberliktemiz keliniz, siz de bizle beraberlikte canlı yayınlarımızda koşulunuz ve bizlerge canlı yayınlarga telefon açmağa unutmanız sevgili dostlar. Men size şimdi estafetаны Bayraqны Zaman informasyon programmasına berem. 4 dakikadan sonra Kırım Tatar tilinde sizlerine sonki haberlerinin bizim muhbirlerimiz selamlayacaktır. Sonra bu studiyada Prime Matsarski programmasını seyretmege unutmanız. Meraklı olacak vade etem sizlerge yarın görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit Kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose, ozen suvu aka,
Күнеш ойнай, Қырым, еп ерлерден маңа güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin, bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim, benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana dilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana dilim. Benim tahtım, bar işançım, ana dilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Suklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık tilim, ana tilim. Devletlerge layık tilim, ana tilim. Senin kırık kanatların koz yaşı tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, irmaçığım, ana tilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum. Çiçeklensin, tolsun gülge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana tilim. Benim tacım, kabir taşım, ana tilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlara gitsin. Benim duam, benim avam ana tilim. Benim babam, benim anam ana tilim. Қырымны евге, Украина еркенна қайтарамыз. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский Украина 30 форумында айты. Оның сөздеріне көре Қырым платформасы саммитінде 29 девлет векілі иштирак етежегіні білдірген. Бұл жедвелді кеңлеше біле. Саммит 3 аптадан августың 23-інде Киевде кечірілмелі. Саммит иштиракчылары Қырым ярымадасы ишгалжелерден азат етілмесі үшін umumiy yapılmaq керек olған әрекетлер hakkında декларация имзаламалы. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, інші багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри. Треба
назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати в Криму український прапор. Қырым платформасы саммитінде 4 мевзуданы барет музакерлер кечірілежек. Бұны Украина тышышлер назиры Дмитро Кулеба хабар етті. Ярмада илхақ етілме интылуы танылмамасы, Азақ Қараденіз регионы силялаштырылмасы, инсан ақлары рәйет етілмесі ве мемлекет инкишаф етмесі саясында Қырым реинтеграциясы ве Қырым татар халқының ақлары тікленмесідір. Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших держав. Тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участь, вони будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає. Ишгалчылар махкемелерінде ичбір адалет yok. Қырымнан юқары Рус махкемесі имайджелер тақдим еткен избатларға бақмадан Эмине Абдулганиеваға низбетен шығарылған үкімге қаршы берілген шикаятны бақып кері қайтарған. Сияси мабус Ескендер Абдулганиевнің анасыны құрманның Ишгалчылар махкемесі оғлына үкім шығарылмастан әвел. Балам террорист дегіл язывлы плакатнен бір кішілік наразылық кечіргені үшін митингте иштирак етті деп 10.000 рубль пара жазасын белгілеген еді. Шукуны дигер мабуслерінің аналары да айры-айры пикетлер кечірген еді. Ишгалчылар есе бұны майшыларына бір митинг оларақ таныды. Данное решение было вынесено не в рамках стен данного здания Верховного суда, а уже было вынесено еще в тот день, когда был составлен протокол, поскольку мы считаем, что данным протоколом пытаются просто заставить крымских татар молчать, заставить матерей, отцов, родственников и народ соглашаться с этими несправедливыми обвинениями по отношению к нашим единоверцам в так называемых делах о терроризме. И поэтому мы сделали от себя все зависимое, однако мы и дальше будем продолжать обжаловать данное решение в необходимых инстанциях. То, что прокурор запросил моему сыну 13 лет, поэтому я вышла на одиночный пикет, но на меня составили протокол, и этот протокол нам присудили по 10 тысяч. Сделали митинг, хотя мы выходили в разное время, в разные часы, но нам сделали как согласованный митинг. Это был зов сердца матерей, чтобы показать эту несправедливость и выйти на одиночный пикет. То есть эти женщины вышли показать свое недовольствие и требованием освободить их детей, то есть сыновей. Что делает государство? Всячески пытается пресечь такие попытки, показать, что в Крыму все нормально, но, к большому сожалению, несправедливость в отношении нашего народа, скажем, это притеснение мусульман, оно продолжается. Сияси мабус Сервет Газиевтің сағлығы зайыфлашты. Бұны Украинаның Ростов-на-Дону шеріндегі баш консулы Тарас Малышевский Қырым бірдемлігінің онлайн қорушуында хабар етті. О мабусны СИЗОда зиярет еткен. Июнь айында 61 яшындaki Газиев микроинсультны кечірді. Ама изолятор елбасшылығы бұны сақламаға істеді. Адвокатлар ве Украина омбудсменнан талабынен мабусны хастаханеге еткізділар, ама озыны эббір ярамайдуя. Газиев еда 24 Қырым татарына ишгалчылар 2019 сенесі март айында Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде тұтып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тылубында қабатлай. Сложно, конечно, было видеть Сервета Газиева, уважаемый человек, немного старше моего возраста, но выглядевший, конечно же, совсем не так, как я его видел 2-3 месяца назад в том же СИЗО. Это просто наша общая боль и беда, потому что микроинсульт обозначился на нем, на его внешнем виде. Он очень потерял в весе. При этом, конечно же, он передает всем приветы и чувствуется, насколько он сильно с таким духовным стержнем держится. Но ему очень и очень сложно.
Киев махкемесі қачқан президент Виктор Януковичке қаршы башлатылған даваны ғияби шекілде тақық етмеге разылық берді. Сөз 2014 сенесі майданда фаллер өлдірілмесі аққында кете. Янукович тежавузжы Русияде сақланғаны үшін махкемеден евел тақықатыны онсыз кечірмеге разылық берді. Более талапны Девлет тақықатлар бюросы берген. За даними слідства, колишній голова держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи, спільно з колишнім головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав із порушенням норм чинного законодавства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до противоправного заподіяння смерті 62 особам. Май сайында Русия Виктор Янукович Украинаға теслим етілмесінден рет етті. Баш прокуратура яңы талап азырлай. 2019 сенесі январының 24-інде Киевнің Абалони район махкемесі қачқан президент Януковичны Девлет хайынлігі ве Украинаға қаршы женг башлатылмасында Русияге ярдым еткені үшін 13 жылға махкүм етті. Деңіз пияде әскерлері гемокатер группасының еркен авиация имайысы алтында. Олар берабер деңізде душман десантыны yok етелер. По Азақ денізінде Украин ордусы талімлерінің ефсанесідір. І по кількості залучених людей, по кількості техніки і по кількості вправ. Розпочалось все із морського десанту. На кораблях частина особового складу прибула в район проведення навчань, пересіли на надувні човни моторні і таким чином десантувались на берег, піднялись та закріпились на визначених позиціях. Украин деңіз пияде әскерлері душман ұжым ете білген башқа ерлерде де фаал шекілде чалышты. Після артилерійської підготовки основна частина підрозділу на БМП та з приданими танками вирушили в сторону кріплень ймовірного противника. По дорозі відпрацювалось досить багато таких штатних, на жаль, на війні ситуацій, таке як мінні поля, таке як необхідність термінового маневру, таке як евакуація поранених з поля бою, виводу з ладу танків. Украин арбилері берілген бутын вазифелеріні муафақиетнен бежерген. Запорожье ве Закарпатье вилаятлерінде яңы ковид хасталары белгіленмеген. Кечкен күн Украинаның сербес территориясында 265 инсанда чин вирусы қайдетілген. 276 инсан түзелген, 4 кіші хасталықны еңіп оламайып вефат еткен. Бұны Украина сағылық назерлігінде білдірділер. Вакцинаның 2 дозасын алған украинлерінің сайысы 2 миллиондан зияде. Сағылық назері Виктор Ляшконың сөздеріне көре, язның сонuna қадар вакцинаның 2 дозасыны ең аз 4,5 миллион инсан алacağına umut ете. Украинада ашыланмаған инсанлар үшін карантин сыңырланмалары көрсетілмелі дей парламенттан сағлық мәселелері бойынша комитетінің башы Михайло Радуцкий. Сөз мечбури ашыланма қанда юрсетілмей, Радуцкий қалабалық ерлерде ішіні ашыланған инсанлар япса адалетлі олacağını айты. Ешғал етілген Қырымда күн 500-ден зияда инсанда чин вирусы белгіленмекте. Хасталықнан тест тарқалмасы себебінден базар ертесі күні ярмаданын ишғалжілер акимиеті яңы карантин сыңырланмаларыны көрсетті. Олар бала лагерлері ве санаторийлерге тарқала. Бұл жүмледен хадимлерге мойыстеден тыш яшамаға ясақ. Бұндан ғайры ашыланмаған хадимлері олған стационар шифаханелерді изоляция режимі илян етілген. Коронавирустан тарқалмасы себебінден 150-ден зияде бала Ярдаки Ласпи лагерінден мұддеттен евел чықып кетті. Анда июльнан сонында бір инсанда чин вирусы белгіленген. 3 бала кескін нефес вирусы юқончынен хастаханеге атқызылған. Озны ярамай дуйған 70 бала евге қайтарылды.
Пек язы қама Олимпик ойынларында Украина шерефіні қоршалағаным үшін пешман етмейім. Бойлы Юнан күрешшісі Ленур Темиров сонки тұтшуындан сон айтты. Tunç медаль үшін күреште Уқытайдан олған рақып Валихана Сайликеге юттырды. Нетижеде о 4-ші ерген айыл олды. Бұндан әбелесе ярым финал ярышында о Өзбекистан ве Эрменистандан олған рақыплеріні муафақы етіле еңді. Темиров қайдеткенне көре тен күрешшенен күрешкені вақыт сонки саниелері ұстынлықны elde etmek pek kıyın. Я ж все-таки не шкодую, що сюди приїхав і відстоював честь України. Це для мене дуже, як говориться, дуже така честь, велика честь. Усім дякую тим, хто тримав за мене кулаки, хто болівав. Дуже дякую. Участие Ленура Темирова на Олимпийских играх – это уже большое достижение для него, для всего нашего народа. То, что он так достойно выступил, и его борьба действительно достойна похвалы. Борьба была высокого класса. Мы должны все признать, что Ленур показал даже в бронзовом финале, который, к сожалению, оказался неудачным для нас, показал очень достойную борьбу. Ленур является примером для подражания многим борцам молодого поколения. Это пример стойкости, это пример самоотдачи, это пример невероятной любви к своей работе. Мы гордимся Ленуром и готовимся встретить его как настоящего победителя. Уверены, что дальше он нас будет радовать победами. Это лучший в своем деле и лучший в мире. Türkiye'de Marmaris şehrinden turistler ve yerli sakinlerini tahliye ettiler. Onlardan çoğusu emigrantlar. Onlarını kayık ve katerlerinin tehlikesiz yerlerге alıp kettiler. Çünkü yangınlar yakınlaşa. Президент начебто притягнув до відповідальності кількох винних у цьому саботажі, але я вважаю, що також винна погода. Дуже жарко і навколо ліс, але я хочу відзначити роботу рятувальників, пожежників та добровольців. Вона фантастична. Я такого раніше не бачила. У нас були невеликі пожежі, але такого лиха не було. І не тільки тут, а всюди. 5-ші күн Türkiye'deki Ақ ve Ege dengizleri yalasında ormanlar yana. Kurbanlarının sayısı 8-ге yetті. Yangın alevlengen 100 yerde ateşinin tarqalmasını toxtatıp oldular. Fakat Manavgat, Marmaris ve Milas'ta ormanlar yanmağa devam etti. Bazı mesken rayonlar ve musafirhanelerden insanlar tahliye etilgen. Bu Sırtkoy. O aman butunlay yanıp ketті. Fakat köyün altına ateş gelince rüzgara çevirdi. Rüzgara çevirince köye komple yüklendi yangın. Abi nasıl oldu? 3 gündür yanıyordu, bekliyorduk. Sönmek üzereydi. Sabah sönmüştü. Çıkan ters rüzgardan dolayı 15 dakikada köy yandı. Geçti gitti yani. Türkiye hakimiyet vekilleri айтқанына көре yangınlar başlamasının vaxtı ve ateş qaplap alған meydanlarına көз өгіне alғанда ormanlarını бірев яққанını tazdықлайды елер. Тақиқат devam etmekte. Onmen alғanda yazının sıcak aylarında Türkiye'nin jönübünde yangınlar sık yüz beri. Ama bu sefer yangınlar daha çok teritoriyаны қаврап aldı. Türkiye sinoptiklerinin tahminlerine göre en yakın vaxtda Ege ve Ақ dengizinin rayonlarında sıcak eksilmeyecek. Antalya'da yakın günleri termometrler 43-47 derece sıcak gösterebilir. Milattan evvel 4-ші asırda yapılған озгун алтын пекторалны Киевде сергіде тақдим еттілер. O dünyada 20-ші asırның ең қиметлі ve Украинада ең мешһур olarak sayılған археология тапылмасыдыр. Saf алтындан yapılған безекнің ağırlığı 1,5 kilogramны teşkil etti. Алтын пектораль 50 yıl evvelsi Dnipropetrovsk vilayetindeki Толстая могила kurganında tapılған. Атикиятчылар пектораль қадими юнанлар tarafından скит укумдарлығынан сымарышынен yapılған. Однозначно можна сказати, що тут використано всі найважливіші досягнення давньогрецької ювелірної справи. Дуже вірогідно, що замовниками були саме скіфи, і тому що там закладено саме такі основні моменти скіфського розуміння життя, царської влади і так далі. Безек скит санатының шах eseri olarak sayıla. Pektoralde 48 insan ve ayvan tasvirlengen. Bunun beraber bарлығының uç sahasının timsali olған 160 ayrı detal. Pektoralının bezetilmesinde terin felsefi mana бар.
Верхній ярус – це ярус життя, нижній ярус – це ярус смерті. І в цілому ідею життя і смерть, які переходять одне в одне. Середній ярус – це ярус дерева світу, дерева життя, яке дарує безсмертя, яке є ярусом богів. Башка академия халықларына да айны дүния бақышлары бар еді. Ми дивимося на сцени, де грифони нападають на коней, і нам здається, що це смерть коней. Але це смерть жертовна, тому що коні віддають своє життя заради того, щоб жили інші істоти. Оце от взаємопов'язаність життя смерті, жертовність смерті, вона дуже властива взагалі для давніх людей, а ми бачимо це на багатьох предметах скіфської культури. Алтын пектораль Киевнан тарихи мужеверат музейінде пектораль асырынан тапылмасы адлы бұйық сергінің парчасы oldu. Мында толстая могила курганандан башқа артефактлар да тақдим етілді. Оларның арасында көчебе яшайышынан неснелері, силя, савут, безек ве атлар үшін течкизатлар. Евеллері оларына кені шекілді жемаат оғынды көстермеген еділер. Сергі октябрьнің 31-іне қадар çalışacaktır. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире программа «Прайм Мацарский», программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем самом важном, интересном, ну или просто достойном внимания из того, что произошло за последние несколько дней в мире. А сегодня мы несколько нарушаем традицию перед дайджестом, с которого обычно начинается моя программа. Я просто хотел бы напомнить о том, что совсем недавно, 31 июля, была уже 3-я годовщина с момента, со дня убийства нашего коллеги, журналиста Архана Джемаля. Этот человек, который, несмотря на то, что был российским журналистом, несмотря на то, что работал в России на российские издания, был таким достаточно целеустремленным и честным, самоотверженным защитником и крымских татар, и украинского суверенитета. Достаточно просто напомнить, что он был одним из тех людей, которые не побоялись и в 2014 году, в самый разгар боев, отправился на оккупированную так называемую ДНР территорию для того, чтобы вытащить из плена и вернуть на свободную украинскую территорию кировоградских десантников. Это действительно был вот такой настоящий подвиг. Подвиги Архана, они касались не только вот каких-то таких вот действительно отчаянных вещей. Он был одним из тех, по-моему, вообще исключительно малого количества людей, которые продолжали до самого последнего, даже в эфире пропагандистских телеканалов российского телевидения, обличать российскую оккупацию Украины, российскую оккупацию Крыма, агрессию на территории Донбасса, был в самых разных горячих точках. Я с ним работал, знаю, что он был однажды тяжело ранен в Ливии во время наступления на ливийскую столицу Триполи. Был гостем, достаточно частым гостем телеканала АТР, помогал и моим коллегам, и у меня был в эфирах. Но вот сейчас, прежде чем перейти к другим историям, прежде чем перейти уже непосредственно к дайджесту, я хочу вам показать один короткий кусочек, наверное, самого последнего пребывания Архана Джемаля здесь, на телеканале АТР. Буквально за несколько месяцев до своей смерти он был в Киеве и пришел сюда, в эту студию, к моему коллеге Осману Пашаеву. Вот буквально короткий отрезочек попросил бы сейчас поставить этой программы, для того, чтобы было понятно, что за человеком был Архан Джемаль. Так, как она поступает. Она не может прессануть весь крымско-татарский народ, как в 1944 году, хотя, может быть, и хотелось бы. Хотелось бы. Может быть, и хотелось бы. Это неприятное этническое вкрапление в русском миру Крыма, которое исторически вот так вот обосновано. Тогда Россия... То есть
Это очень большой скандал. Всех там не депортируешь, нельзя там всех там татар загрузить на баржу, вывести в Черное море и затопить. Поэтому бьют по головам. Там, да. Кстати, это очень напоминает ту политику, которую Бирма проводит по отношению к Рохинья. Там, да, когда всякого человека, который в силу образованности, каких-то личностных качеств, собственной пассионарности чуть выше среднего уровня, чуть-чуть, его по тем или иным предлогам изымают из этого пространства, там, да, ну, в каких случаях физически, там, посадили, убили, там, просто пропал, там, да, или там еще. Вот здесь Архан рассказывал как раз о действиях России в оккупированном Крыму. И просто вот чтобы было понятно, он напрямую сравнил, вернее, действия Российской Федерации, российских властей в Крыму с действиями властей Мьянмы или Бирмы по отношению к национальному меньшинству под названием рохинджи. То есть, по большому счету, прямым текстом обвинил российское руководство в осуществлении геноцида, в осуществлении целенаправленной такой охоты на заметных людей, на лидеров крымско-татарской общественной жизни, на лидеров культурной жизни, на тех людей, которых можно назвать какими-то такими значимыми, заметными в общественной жизни Крыма. Замечу, конечно, что Архану вряд ли все это могли простить, и он погиб во время командировки в Центральноафриканскую Республику. Судя по всему, не могу утверждать на 100%, но потому что нет окончательного вывода суда, следствие непонятно, каким образом продолжается, непонятно, кто это следствие ведет. Был командирован Архан вместе со своими коллегами Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в Центральноафриканскую Республику для производства материала, для съемки фильма расследования о том, что же делает на территории этого африканского государства российская частная военная компания «Вагнер». Знаменитая уже, наверное, на весь свет, наемники, которые в том числе очень активны до сих пор и в Центральноафриканской Республике. Архана и двух его коллег хладнокровно расстреляли на блокпосту. Появлялась какая-то информация о том, что это были грабители, о том, что это, значит, их перепутали с кем-то еще и тому подобное. Но все это выглядит абсолютно каким-то невероятным враньем по той простой причине, что понятно было всем с самого начала. Они не скрывали, я имею в виду Архан и его коллеги, вся съемочная группа, они получали визы для того, чтобы отправляться в эту Центральноафриканскую Республику. Они отправляли запросы в этот ЧВК Вагнера, чтобы те там разрешили им съемку на своей территории. Те никак не отвечали, но совершенно очевидно они знали и понимали, что вот приехал Архан, вот приехали те люди, которые с ним в одной съемочной группе. Ну и скорее всего, это, собственно говоря, вот эти вот такие частные руки Кремля, не государственные, не спецслужбы, не ФСБ, не армия, не Росгвардия, а вот частные руки Кремля взяли и расправились с Арханом и с его коллегами. Напомню, 3-я годовщина гибели Архана и Александра Расторгуева и Кирилла Радченко была всего несколько дней назад, 31 июля. Ну а сейчас переходим к дайджесту, к нашей традиционной такой нарезке самых разных событий из самых разных концов света. И переносимся сейчас в Соединенные Штаты Америки. Там в самом сердце американской политики, прям вот недалеко от Капитолия, от Белого дома, установлен был несколько дней назад тотемный столб, который который вырезали. Вот вы видите, он достаточно длинный, я так понимаю, что он около 10 метров. Его вырезали в штате Вашингтон. Тут нужно просто понять, что штат Вашингтон и город Вашингтон так вышло, что находятся на прямо противоположных краях Америки. Штат Вашингтон — это крайне западная точка, а город Вашингтон — это вот уже ближе к восточному побережью. То есть это через весь континент. И вот несколько месяцев назад вырезали этот огромный индейский тотемный столб. Его провезли через всю Америку. В основном его возили через те места, где живут коренные американцы, которых у нас принято называть индейцами. Эти тотемы — это одно из таких самых, наверное, заметных произведений искусства коренных американцев. Они везде есть, там, где живут коренные американцы. Большие, маленькие, цветные, как здесь, раскрашенные или не раскрашенные. И вот этот тотемный столб провезли
те люди, которые его создавали его, естественно, индейские художники, индейские ремесленники, утверждают, им совершенно точно можно верить, что прокатили эту статую, прокатили этот тотемный столб через 20 тысяч миль, то есть это больше 30 тысяч километров по территории Соединенных Штатов, проехали через крупные города. Вот это, если мне память не изменяет, Бостон, да, сейчас был. Проехали через крупные города, проехали через резервации, в которых по-прежнему еще живут индейцы. Это не просто вот такие были покатушки. Вот вы видите, вот привезли там как раз Капитолий Соединенных Штатов Америки. Это не просто были покатушки, не просто вот история, давайте прокатим красивую статую и дадим возможность людям к ней прикоснуться. Это был целый такой политическо-арт, такой перформанс, политическо-искусственный манифест, с помощью которого индейцы, с помощью которого фонды, которые защищают права коренных американцев, пытались привлечь внимание к проблемам коренных индейцев. Они действительно очень чудовищны. Большинство индейцев, или, по крайней мере, многие из них по-прежнему живут в нищете. Многие из них никак не могут выбраться из этих резерваций. Очень сильно ударило по индейцам пандемия коронавируса по той простой причине, что в резервациях очень часто нет обученного медицинского персонала. Резервации достаточно далеко расположены от крупных городов и от больниц, которые есть в этих крупных городах. Соответственно, вот ко всем этим проблемам и пытались привлечь внимание устроители, организаторы этой акции. Я напомню, повторю еще раз, что это были в первую очередь сами коренные американцы. Что ж, из Соединенных Штатов, из Вашингтона переносимся в Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае, в знаменитом городе, в одном из Эмиратов Дубая, под названием Дубай, прошли несколько дней назад чудовищные совершенно дожди после долгой изнурительной жары. Тут стоит отметить, что эти дожди — это не природное бедствие, не катастрофа, которая обрушилась на Дубай. Дело в том, что там очень давно не было никаких осадков. В итоге изнывали жители, и животные, и растения изнывали вот от этой жары, сушающей от засухи. И местная метеорологическая служба решила использовать особые инструменты, которые у нее есть в распоряжении. Это специальные дроны, на которых установлены излучатели электрических разрядов. С помощью этих излучателей электрических разрядов дроны смогли спровоцировать вот это вот излияние дождя ровно там, где это нужно было. То есть дроны, по большому счету, поймали где-то пролетающие, проплывающие над Дубаями дождевые тучи, расстреляли их своими вот этими излучателями электрических импульсов и тем самым спровоцировали осадки, тем самым спасли и людей, и какую-то инфраструктуру, которая наверняка страдает от жары, и растения, и животных от вот этого вот изнуряющего совершенно марева. То есть мы фактически уже живем в будущем, да? Захотели, чтобы начался дождь, вот специальный дрон поднимается на какую-то большущую высоту, человек сидит где-то в кабинете метеорологической службы, находит через видеокамеру, установленную на этом дроне, подходящую тучу, ждет, когда эта подходящая туча окажется в заданной географической точке, нажимает кнопку, этот дрон выстреливает электрический импульс, все, пошел дождь. Я так понимаю, что таких дронов было несколько, потому что дожди шли обильные, и, в общем-то, получилось, по крайней мере, на какое-то время получилось дать такое облегчение от этой бесконечно изнуряющей жары всем жителям Дубая. А где вот никак не удается еще победить жару и ее последствия, так это на юге Турции. Там бушуют лесные пожары, бушуют они больше 100 очагов лесных пожаров. Вот по отчетам на воскресенье от 107 до 112 очагов лесных пожаров оставалось еще на территории Турции. В основном сконцентрированы эти очаги вдоль южного побережья страны. Есть информация о том, что эти пожары были спровоцированы не только жарой, не только вот этой вот засухой, установившейся достаточно давно, в том числе и в Турции, но и поджигателями. Есть даже предположение, которое озвучено в том числе высшим турецким руководством, что за поджогами могут стоять члены признанной Анкарой террористической организации Рабочая партия Курдистана, прошу прощения.
пока Рабочая партия Курдистана или какие-то аффилированные с ней группы еще не взяли на себя ответственность за произошедшее. Но вот исследователи, журналисты турецкие нашли на сайте одной из групп, аффилированных как раз с курдской партией, с курдской рабочей партией, нашли заявление о готовности устраивать поджоги, нашли угрозы как раз со стороны этих людей, в которых говорится о том, что если вы там не выполните какие-то требования этой самой Рабочей партии Курдистана, вспыхнут пожары по всей стране. Вот смотрите, это пожарные спасают не только людей, но и животных. Можете себе представить, что творится. Конечно, это верх благородства. Он спасает маленькую кошку, обгоревшую во время пожара. Непонятно, сколько людей погибло. Известно, что есть погибшие, но поскольку еще значительная часть, там огромная территория, продолжают гореть, то сейчас еще рано говорить о том, сколько человек погибло в пожарах, сколько человек пострадало от пожаров. И, естественно, еще рано говорить о том, какой ущерб нанесли эти самые пожары. Кстати, вот эти вот колоссальные, огромные лесные пожары, которые часто, как это, кстати, и в Турции происходит, перебрасываются с лесов еще и на те места, где живут люди. Это могут быть либо села, либо города, либо вот как в случае с курортными зонами турецкими, на огромные кварталы, застроенные отельными комплексами. Это все тоже происходит в Турции. Так вот, такие же пожары или похожие по интенсивности пожары уже начинают фиксироваться и в других странах Ближнего Востока, в первую очередь в Сирии и в Ливане. Что ж, это действительно очень тяжелое испытание сейчас для всех тех людей, которые живут в этих странах, для тех людей, которые там работают или гостят. Очень я надеюсь, что все те, кто сейчас находится вблизи этих очагов, будут спасены. И если действительно за этими поджогами стоят какие-то люди конкретные, если это не природная катастрофа, не бедствие, которого никак нельзя было избежать, а умышленное преступление, то, конечно, преступники, совершившие эти поджоги, должны быть наказаны. Что ж, упомянул я уже сегодня отчасти Ливию, когда рассказывал об Орхане Джемале. В Ливии сейчас тоже своего рода катастрофа происходит. Там медицинские организации фиксируют какой-то невероятный всплеск заболеваемости коронавирусом. По официальной информации, которая пришла от Красного Креста и Красного Полумесяца, значит, на западе Ливии зафиксирован рост в последние недели заболеваемости на 270%, а на востоке, на юге, на 480% за вот последние недели или за последние пару недель. То есть какая-то кривая заболеваемости поднимается невероятными какими-то темпами. При этом, мы прекрасно понимаем, да, что в Ливии, к сожалению, еще не все в порядке. Там далеко не все территории контролируются вменяемыми властями, далеко не везде есть лаборатории, далеко не везде можно провести тесты. И поэтому эти цифры, скорее всего, еще и занижены. И на самом деле, вероятно, вот эта вот новая волна пандемии коронавируса, которая обрушилась на Ливию, еще более мощная. Как отреагировали власти, международные организации? Они организовали вот такие, это вот как раз Триполи, столичный город в Ливии, они организовали такие временные пункты вакцинации. На эти пункты вакцинации отправили медицинский персонал, отправили запас вакцин самых разных. Там Россия что-то отправляла, но Россия, как обычно, использует свои вакцины в качестве вот такого медицинского оружия, если можно так выразиться. Но не только российское, там есть и нормальные, и вакцины других производителей. И вот в разных точках Ливии установлены вот такие палатки. К ним стоят очереди, зачастую тысячи человек стоят в этих очередях для того, чтобы наконец-то уже получить вакцину, для того, чтобы привиться и как-то спокойно, более-менее продолжать жить дальше. Вот такие очереди, видите, действительно огромное количество людей. Это только в одну из нескольких десятков, а то и нескольких сотен таких палаток, которые установлены в Триполи и в окрестностях ливийской столицы. Вот такие дела происходят в Северной Африке. Сегодня, кстати, еще будет одна большая тема, касающаяся именно североафриканских дел. Правда, немножко о другом государстве будем говорить. А пока Будапешт, пока Венгрия. В Будапеште там в последнюю неделю вообще все время проходили самые разные акции протеста.
самые разные люди выходили на эти акции. Но вот эта акция посвящена была, вы видели даже там какой интересный плакат был на русском языке написанный, с явной отсылкой к каким-то временам Сталина и прочих советских людоедов. Этот протест, который собрал около 1000 человек в Будапеште, был направлен против действий правительства, которое, судя по всему, шпионило, а может быть и продолжает шпионить за собственными гражданами. Стало известно, что несколько десятков человек, около 300 на самом деле даже человек в Венгрии на их смартфоны и на их компьютеры пытались установить специальное приложение Pegas, с помощью которого можно получить доступ ко всей информации, хранящейся на электронных устройствах. Как предполагают расследователи, как предполагают в принципе активисты гражданского общества, вот те люди, на которых пытались охотиться, на информацию, о которых пытались добыть, это в первую очередь журналисты, адвокаты и правозащитники, скажем так, оппозиционные к нынешнему правительству, к Виктору Орбану и к его кабинету министров. Так вот, предполагают они, что эти шпионские программы, эти программы слежения за людьми пытались установить по приказу правительства, пытались установить для того, чтобы каким-то образом, может быть, шантажировать недовольных, может быть, каким-то образом на них давить потом. В итоге там среди вот этих вот плакатов, вы уже видели, да, я уже даже обратил ваше внимание на русскоязычный плакат, который обещает в 2022 году, прошу прощения, в следующем году установление такой почти советской, может быть, прямо советской диктатуры. Там еще называли Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, называли его виктатором. Мне кажется, это отличное совершенно словосочетание. Ну, не словосочетание, такое новоязное слово. В нем сразу совместили имя Виктора Орбана Виктор, соответственно, и диктатор. И получился из Виктора Орбана виктатор. Так, давайте, наконец дайджеста все-таки что-то более-менее веселое посмотрим. Приготовил для вас из Токио, из Японии одну короткую зарисовочку. Она почти не имеет отношения к спорту, хотя как не имеет? Имеет. Хочу показать вам, как встречали члены новозеландской олимпийской сборной двух своих коллег, двух девушек, которые получили медаль в соревнованиях по гребле. И новозеландская сборная, встречая в полном или в почти полном составе, встречая девушек, вернувшихся с медалями, станцевали им легендарный новозеландский танец, который называется хака. Вот сейчас вы посмотрите, как они будут танцевать. Правда, к сожалению, из-за масочного режима этот хака получился... Сначала они спели им какую-то веселую песню. В этой песне были какие-то слова поздравлений. В этой песне что-то там звучало про то, как они гордятся и то, как они рады. Сложно разобрать было, потому что, ну, во-первых, через маски они пели, а во-вторых, издалека было записано на какой-то мобильный телефон, а потом для двух своих коллег они станцевали традиционный танец хака. Это такой новозеландский танец, который считается наследием народа маори. Это народ, который коренной в Новой Зеландии. Вот готовятся ребята. Обычно, собственно говоря, они даже поснимали маски, потому что обязательно нужно во время исполнения этого танца, то есть не только руки, ноги и туловище должно двигаться, но еще и лицевые мышцы, еще язык нужно показывать, нужно каким-то образом, значит, что-то демонстрировать. Считается, что это воинственный танец, но на самом деле этот танец не только исполняется перед там какими-то боевыми действиями и так далее, или исполнялся в прежние времена. Это танец, который исполняют, например, при при семейных торжествах, при встрече каких-то родных, вернувшихся из далеких краев. Ну и вот в качестве поздравления вы видите, мужчины из новозеландской сборной поздравили девушек из новозеландской сборной, в первую очередь тех самых, которые получили медали, и в первую очередь тех, которые получили медали в соревнованиях по гребле. Что ж, присоединяемся к поздравлениям всем тем, кто смог победить, всем тем, кто смог получить заслуженные награды. А переходим сейчас к большим темам, к основательным историям. Как я уже и предупреждал, как я уже анонсировал, начинаем мы с Северной Африки, отправляемся мы в Тунис.
Тунис, напомню, в 2011 году, это было так давно, был фактически колыбелью арабской весны. Той самой серии революций, прокатившейся по арабским странам, которая, в принципе-то, во многом еще даже и не завершена. И мы вот сейчас живем во многом в том самом мире, который был сформирован теми самыми событиями, которые начинались зимой 2010-2011 года в Тунисе. Там сейчас есть много похожих историй с теми историями, которые были как раз той революционной зимой. Но прежде чем перейти к Тунису современному, прежде чем рассказать о том, что сейчас происходит в этой стране, в этой, на самом деле, богатой исторически, культурной и крайне интересной стране, давайте посмотрим сюжет о том, что такое арабская весна, как она начиналась и к чему она в конце концов привела. Арабская весна – это обобщающее название протестов и революций, прокатившихся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в конце 2010-го, начале 2011 годов. Словосочетание «арабская весна» впервые появилось в американской англоязычной прессе и было подхвачено европейскими журналистами и комментаторами как наиболее удобное для описания порой довольно сильно отличающихся друг от друга событий в арабских странах. Термин «арабская весна» отсылает сразу к двум важным историческим событиям. К серии европейских национальных революций 1840-х годов, известных как «Весна народов», и к задушенной советскими войсками попытке демократизации Чехословакии в 1968 году, вошедшей в историю под названием «Пражская весна». С революционными событиями в Чехословакии арабскую весну роднит не только название. Одним из самых заметных эпизодов сопротивления чехов и словаков советскому военному вторжению стало самосожжение в центре Праги студента Яна Палаха. Одним же из поворотных моментов арабской весны стало самосожжение тунисского торговца фруктами Мохаммеда Буазизи в знак протеста против полицейского произвола и коррупции. Непосредственным поводом для самоубийства стало самовольное изъятие полицейскими у торговца его лотка со всеми продуктами. Известие о поступке Буазизи моментально разнеслось по всему Тунису и привело к массовым демонстрациям и забастовкам. Выступления протестующих, которые требовали демократизации и искоренения коррупции, буквально парализовало страну. Тунисский президент Бен Али, занимавший высший пост 23 года, через месяц после начала протестов бежал из страны в Саудовскую Аравию. К моменту бегства Бен Али протестами был охвачен уже не только Тунис. Многотысячные демонстрации проходили в Ливане, Омане, Бахрейне, Кувейте, Египте, Ливии, Сирии и ряде других государств региона. 11 февраля 2011 года революционеры вынудили египетского президента Хосни Мубарака покинуть кресло, которое он занимал около 20 лет, и добились проведения первых в истории Египта демократических выборов парламента и главы государства. В Ливии и Йемене арабская весна довольно быстро вылилась в вооруженное противостояние между властями и протестующими. Причем бои продолжались и после того, как прежние режимы в обеих странах рухнули. Революционные события в Ливии в 2011 году носят название «Первая гражданская война». Завершилась она расправой над ливийским лидером Муаммаром Каддафи, который долгое время прятался от революционеров и намеревался с помощью сохранившей ему верность армии вернуть контроль над страной. Вскоре после его гибели осенью 2011 года началась вторая гражданская война в Ливии, в ходе которой разные политические и военные силы пытались подчинить себе все государство. Формально эта война была завершена в октябре 2020 года после заключения перемирия между основными противоборствующими сторонами. Однако локальные конфликты, порой довольно масштабные и кровопролитные, по-прежнему регулярно вспыхивают в Ливии. Йеменский президент Али Абдалла Салех, чье намерение стать пожизненным правителем вывело на улицы тысячи протестующих, не стал, как Каддафи, уходить в подполье и воевать против революционеров. Весной 2012 года он покинул свой пост. Однако предотвратить войну это решение не смогло. После примерно 2 лет политической нестабильности, последовавшей за отречением Салеха, в Йемене началась гражданская война между официальными властями и повстанцами-хуситами, которые отказались
отказались этим властям подчиняться. Отрекшийся президент Салех пытался выступить в качестве переговорщика между враждующими сторонами, но был обвинен в предательстве и казнен собственными преемниками. В боевых действиях на территории Йемена в разное время принимали участие военные из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Бахрейна, Кувейта, Марокко, Судана и США. Часть территории страны оказалась под контролем ИГИЛ и Аль-Каиды. Вместе с войной в Йемен пришли голод и эпидемии опасных болезней. Все вместе они унесли жизни не менее 200 тысяч человек. Война в Йемене продолжается и по сей день. Продолжается война и в Сирии, где протестующие не смогли добиться отставки правящего страной с 2000 года Башара Асада и от мирных демонстраций перешли к вооруженному противостоянию с властью. Сирийская арабская весна, начавшаяся с довольно невинных призывов отменить цензуру в медиа и прекратить преследование диссидентов, столкнувшись с репрессиями режима, довольно быстро радикализировалась и переросла в настоящую бойню. Удержать власть Асаду удалось с помощью его российских, иранских и ливанских союзников, которые вместе с сирийской армией, не считаясь с потерями среди мирного населения, буквально уничтожили города и деревни, находящиеся в руках восставших. За 10 лет войны в Сирии было убито порядка 500 000 человек. Больше 6,5 миллионов сирийцев покинуло родную страну. Вот вся эта волна, вся вот эта вот, на самом деле, действительно огромная цепь событий была спровоцирована гибелью одного единственного человека, Мухаммеда Буазизи. Кстати, он погиб в больнице уже тогда, когда волна эта пошла дальше. Его несколько дней или несколько недель еще поддерживали в состоянии искусственной комы в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не смогли. И вот сейчас история, сделав круг, опять вернулась в Тунис. Там, на самом деле, после того, как Бен Али сбежал, в стране прошли самые такие настоящие демократические преобразования. Был избран, а потом ушел в отставку и был избран новый, еще один президент. Вот такого 20-летнего, 20 с лишним летнего сидения в кресле главы государства, к счастью, удалось избежать. Был избран новый состав парламента, в который были допущены те силы, которые при Бен Али запрещались, те силы, которые при Бен Али загонялись в подполье. Новый состав парламента в 2014 году утвердил новую конституцию государства, которая, в общем-то, оказалась во многом достаточно продвинутой, либеральной, современной конституцией, с которой, вот, на основании которой можно было бы жить, работать, трудиться. В 2019 году прошли новые выборы президента, и президентом стал совершенно неожиданно человек, который не принадлежал, вот демонстративно отказывался вступать или каким-то образом сотрудничать с какой-либо из партий. Зовут его Каис Саид, он юрист и специалист как раз по конституционному праву. У него не задались с самого начала отношения с парламентом. Он считал, что парламент не до конца понимает, как должно действовать разделение властей между президентом и вот как раз депутатами. В принципе, как раз по новому закону все спорные моменты по тому, как должно было быть происходить разделение, должен был решать Конституционный суд. Это, в общем, совершенно такой действенный аппарат, действенный инструмент в самых разных странах, в самых разных политических условиях. И если действительно работает демократия и никак не получается там президенту с парламентом прийти к согласию, подключается Конституционный суд, который говорит, или должен, по крайней мере, в идеальных условиях говорить: так, мы считаем, что решение этого вопроса находится в компетенции главы государства, или нет. Мы считаем, что решение этого вопроса не должно находиться в компетенции государства, пусть решают депутаты. Но этот Конституционный суд с 2019 года так ни разу и не собрался, ни на одно из заседаний, потому что президент Каис Саид так и не подписал указ об утверждении состава этого парламента и о том, согласно какому регламенту, прошу прощения, этот суд, и согласно какому регламенту этот суд будет работать. Ему в принципе не нравится партийная система Саиду, ему не нравится то, как партии часто популистски себя ведут. Он считает, что в принципе
у него есть такая сверхидея, которую, я так понимаю, он будет реализовывать в какой-то относительно близкой исторической перспективе, что депутатов вот как раз парламента общегосударственного избирать должны не всенародным голосованием. Он считает, что люди, жители Туниса, граждане Туниса должны избирать только вот каких-то своих местных депутатов. Где-то там на уровне городов, сел, районов, вот как-то так. А депутатов вот уже общего государственного парламента должны выбирать уже как раз те люди, которых... То есть многоступенчатая система выборов, а не прямая система выборов на все уровни. А в итоге вот это препирательство с парламентом перешло в такие массовые уличные акции протеста. Почему? Потому что произошло следующее. Очень тяжело переживает Тунис сейчас пандемию коронавируса. Достаточно большие показатели смертности, достаточно высокие показатели заболеваемости. И, естественно, как это и в других частях света происходит, вслед за ростом заболеваемости, вслед за ростом смертности, вслед за введением разного рода карантинных мер начинает падать и экономика. Экономика здорово просела. Проблемы экономические с 2011 года далеко не все удалось решить. Появилось большое количество безработных, выросла безработица. Некоторые секторы экономики, такие как, например, туризм, который для Туниса был всегда исключительно важен, вообще фактически перестали кормить людей, вообще перестали приносить какой-либо доход, потому что число туристов снизилось в разы, а то и в десятки раз. И свое недовольство народ направил в отношении как раз в сторону правительства и в сторону парламента, потому что так или иначе, но парламент, как это в большинстве происходит в демократических стран, формирует этот самый кабинет министров. Эти самые недовольство народное вовремя уловил Каис Саид и объявил о том, что он распускает правительство, отправляет его в отставку и сам берет на себя функции главы этого самого правительства. И кроме того, он приостановил на 30 дней, как минимум, я так понимаю, на 30 дней действия парламента. То есть фактически ни парламентариев, ни министров, просто военные или представители спецслужб не пустили на работу, сказали, да, все, вот президент теперь все будет решать сам по себе. Некоторые из парламентских партий поспешили обвинить президента в государственном перевороте, обвинили его в том, что он захватывает власть, берет на себя всю полноту власти, что в принципе противоречит демократическим нормам. Правда, президент говорит, стоп, подождите, а вы сами принимали Конституцию, в которой есть, например, статья, которая разрешает президенту прибегать к чрезвычайным каким-то мерам, в том числе к концентрации всей полноты власти у себя в руках, в случае, если страна сталкивается с чрезвычайной опасностью. Вот мы столкнулись с чрезвычайной опасностью. У нас есть пандемия, с которой правительство справиться не может. У нас продолжают умирать люди. У нас продолжает хереть и чахнуть экономика по той простой причине, что правительство не предпринимает никаких мер. Вот сейчас я приду, несколькими какими-то такими решительными мерами наведу порядок, а потом вернемся мы к нормальным демократическим процедурам. Вновь соберется парламент, вновь будет сформировано правительство. Ну а пока сейчас на время чрезвычайной ситуации, да, конечно, я буду вынужден действовать так, как я действую. Американским журналистам он в интервью рассказал, что у него нет никаких намерений становиться узурпатором, нет никаких намерений быть каким-то авторитарным правителем, сославшись на то, что ему уже скоро 64 года, и он прямо сказал, что в этом возрасте зачем мне уже становиться пожизненным правителем, я уже действительно хочу сделать что-то для народа. Что он собирается делать для народа? Вот известно, что одним из первых, собственно говоря, его таких громких решений, сделанных после того, как уже были разогнаны и парламент, и правительство, было решение изъять деньги у богачей. Президент Каис Саид через Facebook, на секундочку, не через какие-то традиционные средства связи, а через Facebook обратился, там шла такая трансляция его выступления на официальной его странице в Фейсбуке. Он обратился к людям, их около 460 человек. Список для него был подготовлен с одной из правительственных комиссий, которая занимается
налоговыми мошенничествами и прочими экономическими преступлениями. Они передали ему список президента из этих 460 фамилий людей, которые не заплатили, по мнению этих самых государственных следователей, больше 4,5 миллиардов долларов в бюджеты всех уровней в Тунисе. И вот президент обратился к этим людям напрямую через Facebook и сказал следующее. Или вы сейчас отдаете эти деньги, или вы сейчас пускаете эти деньги на строительство школ, больниц, ремонт инфраструктурных объектов, или вы вкладываете те деньги, которые вы должны в какие-то благотворительные фонды, или вы отправляетесь в тюрьму. Ну, вот буквально таким образом он и заявил, сказав о том, что эти 4 миллиарда 800 миллионов долларов, примерно о такой сумме идет речь. Вот по мнению президента Каиса Саида, были фактически украдены, как он это сказал, из бюджетов путем неуплаты налогов, путем каких-то самых разных налоговых маневров и так далее. И вот он сейчас требует, чтобы эти люди вернули деньги, в противном случае обещая, что они отправятся за решетку. Теперь вот интересно будет проследить за тем, как дальше будет действовать президент Каис Саид. Почему? Потому что, ведь нельзя же просто так взять и отправить человека за решетку. То есть даже если кто-то сейчас выйдет и скажет, из тех 460 скажет, вы знаете, а я не считаю, что я в чем-то виноват, а я все налоговые маневры совершал как раз в соответствии с вашим законодательством. Давайте, я готов идти в суд, доказывайте мою вину. Я нанимаю адвокатов. Я буду доказывать, что я ничего плохого не совершал, что я действовал совсем так, как и должен был действовать. И вот эти, на самом деле, судебные разбирательства, даже там по одному или по нескольким из фигурантов этого списка, могут растянуться на долгие годы. Апелляции, контрапелляции и так далее. Но вот сейчас-то Саиду нужно какие-то моментальные, очень быстрые решения. Ему нужно продемонстрировать, что вот он за эти 30 дней, которые не будут действовать, парламент способен работать более эффективно, чем все эти десятки людей, сидящих в парламенте. Поэтому сейчас ему будет очень сложно, но, с другой стороны, интересно будет посмотреть за тем, как сейчас, через 10 лет после победы и революции, страна, столкнувшаяся с новыми, по сути, революционными событиями, будет выходить из нового кризиса, спровоцированного уже не только коррупцией предыдущей власти, не только несменяемостью этой власти, не только безработицей или тяжелыми экономическими условиями, но еще и напастью, обрушившейся на весь мир, напастью, которая называется коронавирус. Поэтому я так думаю, что в одной из ближайших программ, а может быть и не в одной, будем возвращаться к теме Туниса, будем следить за тем, как человек, взваливший на себя фактически все бремя ответственности за страну, как человек по имени Каис Саид будет выходить из той ситуации, в которой оказалась его родная страна, оказался Тунис. А пока переходим еще к одной истории, переходим к более такие ближние к нам края, переносимся в бывшую Югославию. Там сейчас идет ссора между Хорватией и Сербией из-за Николы Теслы, из-за знаменитейшего изобретателя, из-за человека, благодаря которому во многом-то тот мир, который вокруг нас существует, и есть такой, как он есть. Вот, например, электроприборы, электрические приборы, с помощью которых идет съемка программы, вещание программы Prime, при помощи которых работают телевизоры, на которых идет программа АТЕР. Во многом это все существует благодаря Николе Тесле, человеку, который изобрел огромное количество самых разных вещей, в том числе и научился использовать электричество для вот таких вот простых, а может часто и непростых бытовых приборов. Давайте короткий сюжет о человеке Тесле, а потом расскажу, в чем, собственно говоря, суть этого скандала. Никола Тесла родился в 1856 году в Австро-Венгерской империи. Деревня, в которой он появился на свет, находится на территории современной Хорватии. Однако 1,5 века назад большая часть тамошних жителей была сербами. Известно, что отец изобретателя даже был священником в местной православной церкви. Первые изобретения Тесла сделал еще студентом. Например, чертеж электродвигателя оригинальной конструкции он набросал прямо в учебных тетрадях
тетрадях на лекциях или в перерывах между ними. После окончания учебы молодой инженер переехал в Париж, где нашел работу в механической мастерской на фирме своего будущего конкурента Томаса Эдисона. Но долго там не задержался и вскоре перебрался в США. По легенде, в Новый Свет иммигрант прибыл с 4 центами в кармане, несколькими своими стихотворениями в чемодане и надежно спрятанным где-то среди прочих бумаг чертежом летающего аппарата, работающего на электричестве. В Штатах Никола Тесла обосновался в Нью-Йорке, а работать устроился все в ту же компанию Эдисона. Причем на этот раз работал в одной мастерской с основателем компании. Поначалу отношения двух изобретателей были довольно теплыми, но отказ Эдисона выплатить своему работнику обещанную за решение одной технической задачи премию привел к разрыву между ними. Уйдя от Эдисона, Никола Тесла взялся за самостоятельную разработку электроприборов, работающих от источника питания переменного тока. Томас Эдисон в то же время был занят изысканиями в области постоянного тока, который считал более безопасным для бытовых нужд. Таким образом, два бывших партнера стали конкурентами, и конкурентная борьба не всегда была честной. Так Эдисон однажды организовал казнь преступника на электрическом стуле с помощью переменного тока. Тем самым он хотел продемонстрировать, что разработки Теслы могут быть очень опасны и не должны применяться в быту. Противостояние двух изобретателей вошло в историю под названием «Война токов». Она длилась больше столетия и надолго пережила и Теслу, и Эдисона. При их жизнях в США появились электросети как переменного, так и постоянного тока. Но в 2007 году последняя сеть постоянного тока была выведена из эксплуатации. Таким образом, победу в войне токов одержал именно Никола Тесла. К слову, электростанцию, которая питала созданную им электросеть, Тесла тоже спроектировал сам. Она была установлена на Ниагарском водопаде, а все современные гидроэлектростанции в той или иной степени являются копиями детища Теслы. Кроме электростанции, Никола Тесла создал и запатентовал электрогенератор и электромотор, изучал рентгеновское излучение и экспериментировал с радиоэфиром. Именно Тесла первым смог использовать радиоволны для управления механизмами на расстоянии. Еще в 1898 году он продемонстрировал первую в мире радиоуправляемую лодку. В начале 20 века изобретатель взялся за разработку технологий беспроводной передачи на дальние расстояния звуков и изображений, то есть занимался разработкой прототипов телевидения и интернета. Правда, работу эту не закончил, так как не смог найти достаточно денег для продолжения дорогостоящих экспериментов. В последние годы жизни Никола Тесла страдал от психических расстройств, и обществу людей предпочитал компанию нью-йоркских голубей. Он утверждал, что понимает птиц и что те могут вести осмысленный разговор. Умер Тесла в январе 1943 года, но связанные с его загадочной личностью мифы живы до сих пор. Один из самых распространенных из них гласит, что Никола Тесла научился передавать электроэнергию на огромные расстояния без проводов, но вся документация, касающаяся этого изобретения, погибла при пожаре в его лаборатории. Кроме того, Тесле приписывают создание мощного, способного бить на многие километры электрического луча смерти, разработку электромобиля без аккумулятора, получающего питание дистанционно, и даже бомбы во много раз мощнее атомной. И хотя никаких подтверждений существованию этих чудес техники не существует, многие до сих пор верят в то, что гениальный Тесла еще в начале 20 века в одиночку создал то, что и сейчас не по плечу даже самым богатым промышленным компаниям. В честь Николы Теслы названы лунный кратер, астероид, не меньше десятка улиц в самых разных городах планеты и главный аэропорт столицы Сербии – Белграда. Недалеко от Ниагарского водопада установлен памятник Николе Тесле. Этот памятник был изображен на купюре в 500 югославских динаров. После развала Югославии портреты Теслы появились на монете достоинством в 20 сербских динаров и купюре в 100 динаров. То есть таким образом Сербия считает, что Тесла является
собственно, сербом, является их национальным героем, и они вот размещают его на своих деньгах. Но вот тут теперь еще и Хорватия решила разместить Теслу на своих деньгах. Дело в том, что Хорватия в 2023 году отказывается от своей национальной валюты, она называется куны, их больше не будет. Они сейчас готовятся к переходу на евро, и там в Хорватии прошло голосование о том, а что же изображать на монетках евро, потому что, как известно, купюры все евровые одинаковые, а вот на монетках всегда есть что-то, отражающее ту страну, в которой они были отчеканены. Ну вот, например, на ирландских евро там обязательно присутствует лира. И глядя на эту монету, можно сразу понять, что да, вот раз ирландская лира, значит, эта монета отчеканена в Ирландии. И на всеобщем голосовании, которое было проведено через интернет, любой житель Хорватии мог принять в нем участие, было принято решение, что на монетах евро, на евроцентах, по-моему, если меня память не изменяет, должен быть изображен портрет Никола Теслы. Ну, то есть Тесла должен быть представлять Хорватию на деньгах. Хорваты сами посчитали, что он максимально достоин этого, что нет более узнаваемого человека, связанного с Хорватией, чем великий изобретатель. Естественно, в Сербии тут же возмутились. Сказали о том, что, слушайте, вы присваиваете себе нашего гения. Он же был сербом, он же родился в сербской семье, в городе, в селе, в котором большая часть населения была сербской. Его отец был сербским священником, его мать была дочкой сербского священника. Почему вы вдруг решили, что он наш, что он ваш? Там в итоге выступили с прямо противоположными заявлениями хорватский президент и хорватский премьер-министр. Хорватский премьер-министр сказал: слушайте, ну здорово, что, значит, что мы на свои деньги помещаем серба. Но это же, говорит о том, что у нас самая очень диверсифицированная культура, что даже сербский изобретатель может быть достоин того, чтобы быть увековеченным на хорватских монетах. А вот президент хорватский, он сообщил, зовут его Зоран Миланович, он сообщил о том, что непонятно вообще, какое Тесла может иметь отношение к Сербии. Это наш хорватский изобретатель. Вот смотрите, то село, в котором он родился и жил, да, оно тогда было в составе Австро-Венгрии, но сейчас это Хорватия, соответственно, он наш. И связи у Теслы с Сербией, такие же примерно, как у Брюса Ли с Сербией. Что вы к нам пристали? В итоге дело дошло до того, что Сербия заявила о том, что если Хорватия не откажется от планов размещения портретов Теслы на своих деньгах, то Сербия будет добиваться отмены этого решения, в том числе через институции Евросоюза. Правда, как она сможет этого добиться, не очень понятно. Почему? Потому что Хорватия состоит в Евросоюзе достаточно давно, представлена во всевозможных институциях европейских, а Сербия в Евросоюзе не состоит. И каким образом она будет воевать через европейские институции со страной Евросоюза, не очень понятно. Может быть, это пока только какие-то угрозы, но вот уже известно, что сербское политическое руководство называет решение хорватов, своих соседей, разместить портреты Теслы на деньгах политически незрелым, что таким образом они усугубляют и без того до сих пор не зажившие раны в отношениях между Сербией и Хорватией. Там действительно раны не зажившие. В 90-е годы страны воевали друг с другом, были десятки тысяч погибших на войне, было огромное количество людей, беженцев и с той стороны, и с другой. Вот Югославия разваливалась исключительно кроваво, и всем, наверное, памятны эти истории с Хорватской войной. Поэтому теперь сербы говорят о том, что отдайте нам нашего Теслу, он не ваш, вы себе его присвоили совершенно зря, а хорваты говорят: нет, вы знаете, он наш, потому что он родился на территории современной Хорватии, и здесь разговора быть не может. На самом деле понятно, что этот конфликт, скорее всего, просто так не удастся исчерпать, что этот конфликт будет еще так или иначе тлеть и вспыхивать время от времени еще многие годы, а то и десятилетия. Уж очень действительно велика фигура изобретателя Теслы, уж очень действительно самым разным странам хочется, что называется, его себе заполучить. А тем временем
продолжателя дела Тесла, Илон Маск. Он в Германии пытался строить и пытается до сих пор построить завод по производству электромобилей Тесла. Собственно говоря, этот электромобиль и назвали в честь знаменитого изобретателя, то ли сербского, то ли хорватского. Столкнулся с совершенно необычным для себя явлением. Дело в том, что там они строят огромный завод, они, я имею в виду компания Tesla, под Берлином, который должен выпускать порядка 500 тысяч автомобилей в год. Они собирались его, вот окончательная дата запуска была 1 июля, сорвалось. Не удается запустить 1 июля завод. А почему? Потому что, во-первых, знаменитая немецкая бюрократия, которая требует множества согласований, пересогласований и так далее. Ну а плюс ко всему, сейчас огромную свинью, что называется, подложили Илону Маску и его компании рептилии. Дело в том, что местные правозащитники, местные защитники дикой природы обнаружили, что то место, где строится сейчас завод Тесла, на нем обитают редкие виды змей и ящериц. И через суд добились приостановки сейчас строительства завода для того, чтобы была возможность этих редких змей и редких ящериц переселить куда-то, потому что они говорят: слушайте, сейчас придет завод, постройте, и вы построите завод на том месте, где живут эти самые редкие рептилии. Нельзя так поступать. Вы сначала переселите их, вы сначала обеспечите им возможность жить в другом месте, а потом стройте завод, потом уже занимайтесь чем хотите. Судя по всему, вопрос этот будет решен. Собственно говоря, сами природоохранные активисты утверждают, что они понимают, что вряд ли им удастся остановить такую гигантскую корпорацию, за которой стоит один из богатейших людей на свете, но при этом они считают, что тем самым своими исками судебными, своими приостановками строительства они заставят и Илона Маска с его Теслой, и другие крупные компании более ответственно относиться к окружающей среде, более ответственно относиться к тем гигантским проектам, которые они затевают. И, например, прежде чем начинать что-то строить, все-таки обращать внимание на тех животных, которые там живут, и те растения, которые там растут. Что ж, все следующие истории откладываем на следующую неделю. Напоминаю, это был Прайм Мацарский. Смотрите нас на телеканале АТР. Всего хорошего, счастливо.